Делаю этот эфир кривоватый он. Стул нужен мне. Мне нужен стол. Ну, нет стола. Так. Так, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху еще раз. Значит, получается, справа YouTube, слева TikTok. Вчера я вышел на другом ТикТоке, сегодня посмотрим. Если хотя бы, как вчера, 10 человек будет сидеть онлайн, останусь в этом ТикТоке. Если не будет 10 человек онлайн, перейду на другой ТикТок. Вот так вот. Вот так. На ходу. Так, ладно, сейчас я закину везде, что я вышел на эфир. Да. Знать людям. Вот, пару дней меня не было уже, да, на эфире. Да, меня блоканули. Ну, прилично, несколько дней назад вроде блоканули меня. Вот, считайте, меня не было. И нарсякей. Все накрылось медным тазом. Вот. Сейчас я закидываю всем людям, которые, ну, так сказать, близким людям. Там, кто должен зайти, так сказать, на эфир. Так, как обычно, у меня темы эфира нету. О, 2 человека. Салям. Урал, салям. Так, бисмилля. Как-то я расположусь сегодня. Сейчас я диванчик свой подвину, чтобы было удобно. Буду сидеть как дома. Комфортно. А то то там, то сям сижу, устаю. Устаю от того, что я сижу даже, жопа болит. Поэтому надо чуть-чуть прилечь и будем сидеть. Вот эта дичь, которая рядом со мной сейчас в 12, ну, через пару часов уйдут они. А мы будем с вами вести эфир. Мне пока чуть-чуть жарко. Как будто давление поднимается. Так, меня хорошо слышно справа YouTube, слева TikTok, короче. Если что, переходите на YouTube. Так, давайте я прорекламирую все свои каналы. Итак, чтобы было видно, каждый канал буду переключаться. Сигарга Москвы, деген канал. Максимально, если кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста. Вот с начала эфира прям начал, может, еще вспомню, еще объявление сделаю. Вот Сигарга Москвы, подпишитесь и раздайте всем. Идем дальше. Так, идем дальше. Перехожу на Куандык. Сейчас загрузим. Это тоже прям покажу, чтобы вы понимали. Скрин экрана сделайте сразу, и вы поймете, что за канал. Куандык. Куандык 2025. Куандык 2025. Максимально. Подпишитесь и распространите максимальное распространение. Идем дальше. По мере заблокировки я открываю дополнительные каналы. Вот сколько дней назад мы были блокированы, мы потом узнаем сейчас. Вот этот новый канал, который я недавно открыл, максимально вот его бы распространить было бы хорошо. Идель Урал, Туркестан. Идель Урал, Туркестан. 19 человек в Ютубе, в ТикТоке заходят-выходят. Идель Урал, Туркестан, максимально. Идель Урал, Туркестан. Максимально репост и подписка, пожалуйста. Потому что блокируют по-страшному блокируют. После этого эфира могу опять потеряться. В тот раз эфир сделал и потерялся, помните? Вот этот вообще не идет, почему-то людей вообще нету.
Вот его надо прям максимально репостнуть. Кантон деген. Кантон. 13 человек всего лишь. Если можно, максимально подписаться. Чтобы 50 человек было там. Чтобы я на эфир мог выходить. Тут 13 сейчас. Максимально, если можно, подпишитесь, пожалуйста. Так, идем дальше. Следующий канал. Сейчас по всем я пройдусь. Прям скрин экрана делать, я не знаю. Или потом посмотрите еще раз. Башкортостан Олга 2025. Башкортостан 2025. Олга 2025. Вот этот, на котором мы сидим сейчас, Башкортостан 2024, когда его начали бахать тоже в прошлых годах, я сразу открыл вот Башкортостан 2025. Это сами понимаете, в каких годах оно открывалось и как оно работало. Были, конечно, и 23-го года и мои каналы, но они заблокировались. Вот 3 канала заблокировалось, вот это сейчас 4-й, живой который. Идем дальше. Если тут еще есть что-нибудь. Ну да, вот Башкортостан Олга заблокировали, Башкортостан Уфа заблокировали, потом еще что заблокировали. Так, не вижу дальше. Так, еще вот этот. Его тоже надо кинуть. Там 47 человек, 3 подпишитесь, пожалуйста. Башкорт Татар Олга 2025. Башкорт Татар Олга 2025. 3 человека житмей, 3 киши житмей, подпишитесь, пожалуйста. 50 будет, эфир начнется. Тоже на всякий случай. Так, идем дальше. Прям сегодня, так сказать, зашел с козырей, чтобы подписались. А то все, смотрю, рекламируют сразу, в лобовуху говорят. А мне было стыдно говорить, чтобы вы подписывались. Сейчас зайдем. Башкорт Отла Олга 2025. Вот это тоже. Мандбуда Элля Кошанга канал. 28 киши вроде бы там. Сколько там? Ну, чуть-чуть людей там, не помню. Подписаться, если можно. Вот. Башкорт Отла Олга. Максимально, если можно. Репост и подписка. Рахмат. Потому что, если я сейчас не подготовлюсь, гарантии нет был Урса. Олар страйк кидают утром, вон, плюс 16. Что за страйк? Плюс 16. Вообще придурки какие-то, блин. Страйк плюс 16. Ну, как, такое бывает, что ли, блин? Дебилизм какой-то. Так, сейчас идем дальше. Вот этот канал тоже в разработке, но недосконально, так сказать. Так. Так, сейчас. Башкорт Татар Озат 9.01.25 год. 9 января 25 года. В прошлом году, прикиньте, год назад открывал, значит. Вот. Башкорт Татар Озат 9.01.25. Вот этот канал. Ну, короче, наберете на латынице Башкортостан, и все будет вылазить, наверное, мои вот эти каналы. В разработке-то, которые без подписчиков, так сказать. Так, идем дальше. Что тут еще? Тут осталось. Яңа ғасыр. Мана Яңа ғасыр Татар Башкорт канала. Мана да, в идеале хорошо было бы, если вы сможете. Вот. Яңа ғасыр. Тоже подписаться. Там 37 человек. Хорошо было бы, если подпишетесь. Яңа ғасыр. Татар Башкорт канала. Максимальный репост и так далее. Так, ну, что могу сказать? Пока все. На этом телефоне то, что есть. Может, оно и есть. Все, я и сказал, может, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 каналов. Нормально же, в запасе, так сказать. Пару штук там уже моросят. Мне уже предупреждения были. Короче, вот этот канал моросит, в любое время может грохнуться. И еще один какой-то там. Поэтому как бы 8 каналов можно еще разработать, так сказать. Если вы подпишетесь по 50 человек, то я могу выходить с них эфир. Один день с одного выйдут, другой там выйдут, вот так. Чтобы тупо в ТикТоке только не болтать, туда тоже буду выходить. Вот сейчас в ТикТоке наблюдаю, вот этот ТикТок тоже не разработанный.
Один человек заходит, выходит, заходит, выходит. Сейчас старый свой ТикТок зайду. Вчера 10 человек там сидело. Так, Шундыхаль, ладно. Короче, чё, так, все. Ну и, конечно, и сюда подписывайтесь, это тоже распространяйте максимально. И пойдем, как говорится. Пойдем. Так, итак, ладно. Кырык киши. Сейчас я переключу, потому что этот ТикТок что-то меня не устраивает. Нету людей здесь. Вчера были в ТикТоке, люди были. Сегодня нету людей вообще. Сейчас я выйду. Сейчас выйду отсюда. Нафиг этот ТикТок какой-то нехороший. Так. Он такой, запасной. Если блокируется, я туда захожу, короче. Запасные ТикТоки. Ну, кстати, ТикТок, когда вы можете подписаться, Башкортостан, что-то называется тоже, Башкортостан, что-то, Алга или что-то такое. Можете подписаться без проблем. Так, сейчас выйдем, зайдем в другой. Как ночью вот эти соседи начинают шуметь, они меня аж накаляют, блин. Бош сега башлар. Если ты хочешь со мной расстаться, Сейчас. Так ты ничего путного не говоришь, зачем на тебя подписываться? Ну, ты можешь не подписываться, я же не тебе говорю. Я же тебе не говорю. Подписываются только те, которые хотят уничтожить Москву. Мне только такие интересуют. Мне зачем левые какие-то люди? Так. Сейчас выйдем вот со старого своего ТикТока. А, вот ТикТок я вижу. ТикТок Башкортостан Алга называется, Башкортостан Алга. Ну, там цифры тоже есть. Ну, Башкортостан Алга, короче. Вот этот старый мой ТикТок, который я его открывал в 24 году. Итак. Ну, вчера мы разговаривали на другом канале у меня. Людей очень было мало, честно я вам скажу. Вот. Этот канал у меня основной, поэтому как бы его бахают постоянно. Мы постараемся сегодня как-то аккуратно говорить. Аккуратно будем дела делать. Доброй ночи. Салам алейкум. О чем балакаете? Вот сейчас только начнем балакать. Вчера тему эфира я не обозначал, но такие поговорили мы об Эпштейне, само собой, а так мы будем, само собой, говорить о том, что происходит вообще в мире. Потому что самая такая дичевая ситуация сейчас именно возле этого, садомазохиста, который чпокал детей, про него везде трубят, короче. Откуда повылазили вообще эти видосики? И сегодня как бы максимально кого-то что-то там, сколько я мог, послушал, и понял, что прям завязки идут опять к Кремлю. Все дороги ведут, как говорится, ФСБшникам. Все дороги идут Путину. Все дороги идут куда-то туда. Все вот эта дичевая ситуация идет туда. Представляете, да? Самое,
Интересный один комментарий я прочитал. А если, говорит, это сейчас пройдет, и вот когда, говорит, раскроются лубянские дела, вот тогда мы, наверное, вообще упадем. Кто-то написал, ну, какая-то женщина. Ну, я тоже так подумал, блин. То, что сейчас раскрывается в Америке, это понятное дело. Это, как говорится, везде есть, где богатые люди это обвиняют на богатство, люди это обвиняют на то, что там у людей куры не клюют денег, и поэтому такое происходит. Но это, знаете, как-то звучит как отмазка. Понимаете? Звучит как отмазка, и в то же время правительство, если вы помните, я в каком-то эфире недавно говорил про Майкл Скофилда. Скофилд или как? Майкл Скофилд или что такое? Майк Скофилд, который побег из тюрьмы, короче. Там же у него же мать будет, блин, в системе. Мать, получается, посадит старшего брата, потом этот мелкий залезет спасать старшего. Вот эта система, понимаете, вот такая же система тут сейчас происходит. Получается, путинососы отправляли девчонок, детей, грубо говоря, малолеток, вот таких стручковых детей. Я не знаю, куда их можно долбить вообще, я не могу понять, блин. Вот таких детенышей отправляли, блин, туда на остров, блин. Понимаете, продавали, блин. И вы думаете, зачем тогда сейчас были украдены вот дети украинцев? Вы думаете, что, над ними не изгаляются? Что, дети украинцев просто так пути-пути живут сейчас там, думаете? Ни хера подобного, блин. Детей воруют для того, чтобы их использовать. Вы думаете, что это сейчас нашли в Америке? А думаете, что такое же видео мы не увидим от России? Там, вон, Эйнштейн, это Эпштейн, да? Ублюдок был. А там Эйнштейн. Эйнштейн такой же, помните? У Эйнштейна там баба его, короче, чпокает его вот таким фалоимитатором, блин. Чпокает его, блин. Взрослого мужика баба чпокает в жопу. Мы же видели этот видео, да? Ведь аж тут отрицать-то нечего, блин. После этого как вы можете сказать, что в России такого нету? Везде есть. И кто-то еще подметил, даже в Арабских Эмиратах, даже и в Арабских Эмиратах, Дубаях и так далее. Это даже разговор, я помню, слышал от одного мужика, короче, я офигел. Говорит, я говорю, а что, в попу чпокают, что ли? Когда-то я такой вопрос задал по молодости, когда я работал как бы в торговле, одному мужику. И этот мужик мне ответил, ну, братан этот узбек, мой земляк, получается, он говорит, ты чё, говорит, блин, не знаешь, что ли? И этот, ну, ты пипец, говорит. Ну, а я откуда знаю, он-то взрослый. Он говорит, даже в Арабских Эмиратах, говорит, блин, есть, говорит, такие функции, говорит, блин, как они чпокают нахрен жопу, блин. Я говорю, а как это происходит? Ну, это, говорит, происходит таким образом, говорит. Хорошо, говорит, этим, блин, как его, блин, который от запора, блин, херня же бывает, блин, пластик, короче, от запора, блин, пластик, который запихивает в жопу, блин, вот им, говорит, хорошо промывается, говорит, задний проход, короче, промывается хорошо, короче, и потом туда чпокает, кто угодно чпокает, понимаете, блин? Я охренел, блин, так мне рассказал мне, он мне, просто я был в шоке. И это, говорит, в Арабских Эмиратах, там, в мусульманских странах, это как бы в разработке. И после этого, как говорится, если эта дичь происходит там, и мы-то сейчас удивляемся от Эпштейна и так далее, ой, да что тут удивляться? Я считаю, это, знаете, не удивление, а деградация. Деградация людей, которые, блин, люди пришли такой, так сказать, писецовской ситуации, я попытаюсь не ругаться, короче, писецовская ситуация, что люди уже думают, что издевательство над детьми, если вы видели там еще кое-какие видосики в Инстаграм, пипец сам залетает. Я даже не подписан, оно само прилетает в Инстаграме. Захожу, и только Эпштейн. Заметьте, в Инстаграме такой гул идет, пипец. И, кстати, я еще похвастаюсь одной темой, блин. Опять Инстаграм балахнул, сейчас похвастаюсь. Короче, я загрузил один видос на днях про этого Эпштейна. Хату, просто хату. И оно набрало сейчас у меня 48 800 просмотров. 48 800. Ну, для моего инстаграма это вообще сенсация, короче. И за все время вот 54 человека подписалось. Я охренел, блин. Подписываются. Я, блин, думаю, ни хрена себе подписываются. Вот. Подписки идут по-страшному. Вот подписка.
Я офигел, короче. И в итоге, как это, дичь, вот это именно идет, знаете, на что? Не на мои видосы, там мои видосы от силы вот 213 просмотрели, мои видосы, которые я здесь каждый день снимаю. А вот вот этого придурка, вот, да, 48 здесь, а у этого ушлепка, оказывается, 58 900 просмотров. У этого дебилоида 58 900 просмотров. Просто я в шоке, короче. Про него прям крутят все. Вот, видите? 58 900 просмотров. Про этого ублюдка, который сдох. Ну, конечно, столько делов он оставил, вот этот тварюга. Вот этот тварюга оставил вот хата его. Представляете, что они там что-то не делали. И если вы там видели, наверное, доска стоит для детей. Доска для детей. Ну, это же пипец просто. Понимаете? Доска для детей. И это, ну, это как-то вот уму непостижимо. Доска для детей. Кошмар, блин. Поэтому еще какой-то стоматологический кресло, короче. А ну-то зачем, блин? Что, роды принимали, что ли, попутно сразу? Вот, такая фигня. Поэтому, Туганлар, максимально, если можно будет, подпишитесь, и мы, как говорится, пойдем дальше. Куштау Байрам уже 44 накидал. Я вчера прям до верху дочитал егошние новые вещи. И сегодня также продолжим, что происходит вообще в мире. Посмотрим от их информации и еще дальше больше. Что происходит в нашем, так сказать, прекрасном Пи России. Вот, начнем давайте вот прям с любимой темы этой Россиюшки. Видео про Карахалок. Идеальный Карахалок. Прямо сейчас в палату Мэр и Весов. Сейчас грузит тяжело тут, блин, с Wi-Fi. Поняли? Прям идеальный Карахалок. Идеальный, да. Идеальный, поставлю смех, короче. Ну да, я же вот среди них, ну они такие, знаете, простые люди. Мы-то сейчас ха-ха ловим, да, ведь вот Карахалык туда-сюда. Ну, на самом деле, очень они хорошие люди. Есть, конечно, какие-то странные тоже, но в основном у них чуть-чуть, знаете, не сказать, что они тупые. Тупыми нельзя их сказать. Язык они пипец сразу улавливают. Любой язык могут быстро выучить и так далее. Но у них чуть-чуть позднее замыкание. Вот позднее замыкание, как бы, у них как бы доходчивость чуть-чуть после замыкания, короче. Поэтому как бы его вот это счастье, танцы и так далее, это от души, но он не понимает сути, куда он приехал, блин. То, что он приехал в мясо, так сказать, в мясорубку, и он этого пока не может понять просто. Таки, жаны таза киши, таки, юряги чиста киши, понимаете? Вот такие они люди. Ну, конечно, у них тоже есть, наверное, внутри маньячелы, которых людей живут, блин. Такие тоже есть где-то, наверное. Но имеется в виду, люди, они вот рядом со мной сидят, как сказать, открытые. Я это заметил даже у крестоносцев и у мусульман. Они ничем толком не отличаются. Просто одни, короче, если они крестоносцы, они могут бухать и носить крест огромный. А те, которые мусульмане, они ровно ходят, грубо говоря, короче. Ну, у них тоже есть, конечно, косячники, как и у нас. Поэтому я считаю, что они поошибочно туда попали вообще, в Россию. В не тот момент они приехали. Если они в дальнейшем там захотят приезжать, то в независимый Башкортостан с Татарстаном они смело могут приезжать, как говорится. Если они хотят там приехать, учиться чему-то, там, нефтяным каким-то действиям, там, или там на врачей обычно они любят учиться, еще на что-то такое. Вот как-то пусть приезжают, учатся, проблем нету.
Ну вот, лапти опять началось. Вообще шикарный случай. Библиотекарша устраивала выставку «Наши герои». И герой ее и прикопал. Во Владимирской области, Владимир, блин, участник СВО изнасиловал, убил и закопал 53-летнюю работницу библиотеки. Это уже началось, прям с первых залетов. В Судогодском районе Владимирской области 22-летний участник войны на Украине изнасиловал и убил местную жительницу, работающую в библиотеке. Об этом сообщает местное издание «Зебра ТВ» со ссылкой на источники правоохранительные органы. Вот тут сразу вопрос возникает. Вот тебе 22 года. Как у тебя встает на 54? Как оно может вставать? Я не могу понять, блин. Тут еще, блин, как говорится, на таких новеньких, если она такая, так сказать, хотел ругануться, ёбище, если оно ёбище, короче, как говорится, на нее, как говорится, домкрат нужен, чтобы поставить, чтобы встал он, понимаете, попросить надо хорошо, чтобы он встал, блин. А тут он, 22 года, СВОшник, чпокнул 54-летнюю, ну это же писец, понимаете, ну как можно встать на 54, это же уже все, полвека тому назад у него там все уже обросло, как говорится, мохом, блин. Астафируллах. Трагедия произошла в ночь с 18-19 мая поселка Красный Куст. Жертвой стала 54-летняя Людмила Фомина, работающая в местной библиотеке. По данным издания, женщина находилась в гостях вместе с супругом. Супругом? Не понял. Который ушел домой раньше. Ага, нифига себе. Фомину довезла до дома родственницы на автомобиле. И около дома на нее напал молодой мужчина, приехавший в отпуск с зоны СВО. Охренеть. А муж что за такой лошара домой ушел? Ну, у мужа, конечно, наверное, точно не стоит, поэтому он и ушел домой спать. А что? А тут, получается, 54 года она осталась, блин. И чпокнул ее 22-летний, блин. Стаферлах, а? Топкан пишет, а? Коя-тагырга, а? Ой, блин. Ну, все, обратно, наверное, поедет. Ну, вот, да, она включала такие задницевские эти, зетников. Задница. Зетник, задница, вот. Фотки, там герои, блин, краматорская тетради. Это, наверное, не краматорская, а точно я правильно прочитал. Краматорские тетради, солдаты СВО, книга З памяти. Писец! Вас чем будут кормить? Представляете, вот эту дичью вас будут сейчас детей кормить и кормят до сих пор уже. Вот это будет изучать весь узкий мир. Представляете, узкий мир будет изучать вот эту дичь, которая там написана. Книги целые уже вытащили. Прикиньте, им не жалко напечатать книг даже. Зетников, блин. Как они убивали украинцев. Я не знаю, что там героического есть, я не могу понять. Что? Только что я смотрел еще один видосик у одного чувака, у Павла Железняка в этом, на его где-то там в Фейсбуке или в Инстаграме, я не понял. Короче, там стоят, колдыри, ну как колдыри, солдаты стоят, 5-6 человек, и на него орет один чувак, сейчас я, говорит, тебя обоссу, говорит, блин, подними маску, говорит, маска уронил, маска, и он вот так стоит. Помните, зомби-апокалипсис, уходят люди, вот обычно в Нью-Йорке или где-то там, видели, наверное, в ТикТоках, как где-то там эти наркоманы стоят на улице, вот так, все, замерли, вот так. Вот они тоже, 5-6 человек стояли там так же, блин, прикиньте, и вот они солдаты. Вот они солдаты, грязные, одежда такой, бомжи какие-то. И вот они солдаты. Как они пойдут? И говорит, вас, говорит, не берут даже, блин, куда-то. На передовой не берут, говорит, блин. Нафиг вы мне нужны, говорит, блин. Их даже никуда не берут, потому что они вот так стоят, и они двигаются. Не знаю, что они напичкались. Они, может, наркоманы или что они? Кто они, блин? Я охренел просто. Вот такая фигня, блин. Так. Поэтому так что вот это зомбаки конкретно, не знаю, вот они, наверное, такие воюют, блин. Наркоманы, алкаши, вот такие маньяки и воюют, я так понял, блин. Там нормальные люди вроде так попадают, которые, так сказать, принудительно засланные, нормальные попадают, и все потом. Так, Нохче, что говорит Нохче? Сейчас грузится пусть.
Ну, тут у них тоже больно новостей нету, только одни видосики по нас загружали. В Петербурге девушка кинула коктейль Молотов в волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи для СВО. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Ну, это вообще, ну, мне вот такое нравится. Кинуть что-то там. Ну, конечно, ее взяли, наверное. И, наверное, уже все, чпокают ее там где-нибудь. Да, очень тяжело этот интернет фиговый, короче, на Wi-Fi. Так, ладно. Закинули какой-то этот комментарий, целую кучу комментариев, давайте почитаем. Откуда Уян Саха кто-то пишет. Наконец-то просыпаюсь. Независимость. Пора, пора. Это начало. Так, девчата, час пришел. Зрозумите. Я из Краснодара, мы будем собирать подписи жителей на референдум. Сибирь будет свободной. Сибирская демократическая республика. Хватит кормить Москву. Время точно пришло отделяться республика от русских. Москва вам дала самое главное. Это Крым и сотни тысяч убитых детей мирного населения на территории чужого государства. Вот я не могу понять, Сибирская демократическая республика, это что за дичь? Вот я не могу понять вот этого, блин. Кто им даст Сибирскую демократическую республику? Вот после Башкортостана что останется? Тюмень, когда мы будем тоже растусуем между нами и казахами, вот потом вы можете что-то построить себе. А до этого нет у вас там земель. Вы о чем? О какой Сибири? Вот это я не могу понять. Это явно узкожопый подход, блин. Я узкожопым еще раз предъявляю. У вас там нет земель. Сибири русских не будет. Оно будет внутри того населения, которое там живет. Это большинство это татары, быть может, казахи. Там другого нету. Я же вам рассказывал в своих, так сказать, хождениях по мукам, знакомства. С кем только не познакомились в Тюмени. У всех узкие глаза. Вот у всех. Я думаю, что за фигня, блин. Они сами говорят, мы татары. Ну вот эти татары, какие-то миксованные татары с казахами. Понимаете, у татар не бывает узкие глаза. А это вот сибирские татары, они узкоглазые какие-то. Я говорю, башкирт что ли? Yok, я татар. А какой татар сегодня? Какой-то узкоглазый. И в итоге, короче говоря, это татары. Понимаете, это татары себя называют. Может, это были в корень когда-то казахи, но почему-то получились они татары. Понимаете? Ну, большинство и они белые, и большинство темные. Так что там хорошо прошлись, короче. Кто-то кого-то жестко чпокал там, и получились вот такие узкоглазые татары. Поэтому, исходя от этого, там русских нет. Вы не думайте, что там будет русский мир, блин. Русского мира не будет. Дальше Москвы вам там только Сасандро. Сосать будете, будете жить. Не будете сосать, в Москве сосите у своих. Так что не будет у вас никакого там сибирского, какого-то там демократического чего-то, блин. Ничего не будет такого. Я 1000 раз я вам говорю, дальше Башкортостана разруливать мы будем сами. Без ваших соплей. Даже не дальше Башкортостана, это я уж так сказал, с краев Башкортостана дальше это же наши проблемы. И Китай нос не будет точить. А тут, начиная как бы Эрзя-Мокша, оттуда, с Рязани, вам нефиг сюда к нам лезть вообще. С Рязани вам вот так мы построим стену, отрежем вас. Вы дальше Рязани сюда не пройдете. Это и то, если Эрзя-Мокша вам добро даст, оставит Рязань вам. Если Эрзя-Мокша скажет, Рязань наша, Рязань тоже мы заберем под себя. И Эрзя-Мокшу мы будем защищать, и других тоже мы будем защищать. Вы не думаете, что когда мы зайдем, мы это все будем вот так на разлад пойдем? Нет, вот именно, вот как сейчас мы идем, так и будет. Все, население, которое находится, получается, в привязке с Москвой, все отделятся. Все отделятся. Вчера, кстати, я эфир вел, и я понял одну фишку. Не мы будем отделяться, не мы будем выходить из России, а Москва выходить будет от наших земель. Вы будете от нас отлипать. Вчера я себе такой лозунг придумал.
Короче говоря, не мы выходим, не мы ищем независимость, а вы ищете себе пристанище. Поняли, да? Мы на своих землях. Башкирты, татары на своих землях. Чуваши, марийцы на своих землях. Вы уебете от нас. Вы съебетесь от нас. Тут без мата никак. Пытаюсь, но не получается. Потому что это русский сленг, блядь, который без него никак, понимаете? Вот нельзя, блин, без мата объяснить русским русский язык, блядь. Бледунам, блядь. Так, Скобеева на весь мир открыто признается, что целью их атаки было заморозить украинцев, народ Украины, что есть признанием геноцида. Ну, опять, что там Скобеева с Поповичем, ну, что-то говорят. Ну, грузит, короче, ну, понятно, слышали, наверное. Ну, как говорится, Скобеева, не знаю. Ну, короче, потом решим, да, ведь на какой этот кол будем ее сажать, блин. И с какой дыркой она будет сидеть на колу, блин. Вот она же просто будет отвечать за это. Она же просто так не останется. И даже сбежит, мы ее найдем, как говорится. Так, вот опять смотрите, смотрите. Шапочка-то у него классная, да? Явно какой-то узкожопый Ткачук подарил, наверное. Гей Ткачук подарил, наверное, ему кепочку. Тогда уже, блин, они мутили, короче, тут. А вот это уже интересно. Польша заинтересовалась возможным связям Эпштейна со спецслужбами путинской РФ и начал собственное расследование. Премьер-министр Польши Дональд Туск: мы начинаем расследование возможных связей между финансистом Эпштейном, который погиб в тюрьме в 2012 году, и разведкой РФ. Думаю, что точно найдут что-нибудь интересное, а может и сенсационное. Охренеть просто. Ну вот. Ну да, я сегодня его слушал, короче, он тоже что-то говорил, типа связь с Россией, это уже как бы наших, как говорится, наших интересах. Московских детей в МГУ. Московских детей в МГУ, башкортостанских военные лагеря. Что за дичь? Администрация Кумертау утвердила Координационный совет по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, расписала детям весь 2026 год осмотра строя и песни и для призывника до лагеря юный спецназовец, зорницы, свечи памяти и бессмертного полка. Школам и учреждениям культуры велено работать по отдельным планам. Даты стоят по всему календарю: 23 февраля, 9 мая, 22 июня, 3 сентября и дальше. В Координационный совет вошли более 20 чиновников, замглавы администрации, руководители управления образования, военный комиссар города, там, то есть люди, которые контролируют школы, дома культуры, ля-ля-ля. Они объясняют детям, что служба в специальном подразделении лучшая профессия. Уважаемые чиновники из Комертау, а где сейчас ваши собственные сыновья и дочери? В строю, в плацу или в очереди на медкомиссию? Или все же в теплых аудиториях вдали от линии фронта с билетами не в военкомат, а в университет? У нас синема. Башкортостаннан, блин, не зря, значит, получается, первое место все-таки Башкортостан занимает по смертям. Вот это так и есть. Если даже уже предъява идет, вот прям документально, это, видите, вот документально. Предъявы идут, вот как бы можете зайти в Куштав Байрам в Телеграме, почитать потом. Ну, тут все конкретно. Вот. Башкортостан, Республика Комертау, Калаха, Кала округа Хакимията, администрация городского округа города Комертау, Республика Башкортостан. Подлинник. Карар. 3 февраль, 26 шыққан постановление. Вот, постановление вышло, понимаете? И после этого мы уже точно понимаем, что 18-летние, вот как всегда я говорю, родственникам всем говорил, не дай Аллах кого-нибудь отправить. Они отправляли. Ну как, силой отправили в одного чувака, короче, но ему было 43 года, получается, посмертно, так сказать, 43 было. Потом у меня и друзья, и друга, братишка, ну, короче говоря, вот такие. И всем, короче, младшим, 18-летним и так далее, я всем сказал, нихер туда идти.
максимально вылазьте оттуда. Если что-то такое придет, уезжайте из России. Другого варианта нету. Вы как бы ничего не сможете доказать. Заберут, не дай Аллах, вы уже все. Будете или что-то делать, бежать, или что, как-то, что-то в этом роде. И, само собой, вы теперь поняли, да? Вчера только тоже в эфире я вел об этом. В Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан никуда не едьте. Вы поняли уже, куда ехать. Только Европа из 28 стран или уже в Южную Америку. Южную Америку, если в Америку нельзя, то в Южную Америку или в Азию. Все. В ту настоящую Азию, не вот эту Центральную Азию. Ту Азию, где там узкоглазым. Езжайте туда, к узкоглазым. В крайнем случае. Казахстан, не дай Аллах, не заходите. Народ вас, может, спрячет, но правительство вас сдаст. Так что народ тоже под шляпой правительства. Народ ничего не может сделать против правительства. Вот так что так, как-то так. В Госдуме заявили, что в 3 нападениях подростков на школы за 2 дня виноваты соцсети и СМИ, а не травля. А раньше, если помните, на нападения всегда виноваты были хохлы. Ах, такие хохлы, заказали одного, заказали другого, заказали этого. А чё ж теперь про хохлов что-то не говорят, что заказала СБУ? А чё ж не говорят, вам не кажется, а? Или все-таки они сейчас уже решили не предъявлять такие темы, потому что идет ведь договор о остановке войны, и поэтому, наверное, на Зелю пытаются не давить, типа не искать козла отпущения. Да, вам не кажется? Теперь начали соцсети виноватые, там еще кто-то, там Эпштейн будет виноватый, блядь. Он, блядь, этот всем на уши подсел. Но сдох. Депутат Татьяна Буцкая потребовала не рассказывать о таких случаях, добавив, что первое, что нужно сделать для предотвращения подобных инцидентов, запретить их распространение в медиа и соцсетях. Если новостей нет, значит этого не происходит. Логично. Ну да, теперь уже научатся скрывать. Но мы так и так, как говорится, мы это узнаем. Мы узнаем подобие таких ковыряльщиков, как Навальный, еще до хрена у нас. Любой выковырит, блин. Любой какая-то информация вылезет. Если вы видели же, там, когда что-то там снимают, там, индусов или там еще кого-нибудь там бьют или что, сразу видео залетает. Это также залетит. Так что, как говорится, вот только вот когда будет это видео залетать от кого-то, и вот ему, наверное, будет крышка потом. В дальнейшем они придумают такую тему. Вдруг от кого, если это видео залетит, откуда-то кто-то заснимет это видео, происшествие в школе, допустим, последнее, да, в Уфе, короче, вчера, которое происходило с этим каким-то пневматическим автоматом, и каким-то, блядь, игрушкой, блин. Оно же залетело вот так тяп-ляп. Залетело, и все, и потом предъява будет тем школьникам или там, где это будет происходить, скажут, отдайте телефоны, соберут телефоны, потом удалят все, потом только выпускать будут со школы, блин. Что-то такое будет, блин, если вот такое сейчас начнется. Ну, грубо говоря, из той категории, что я не могу до сих пор догнать, почему в метро будут проверять. Что будут проверять? Личные вещи, личные смс-ки или там, я не знаю, телефоны зачем будут проверять, и если сами они говорят, что там внутри содержимое они не будут смотреть. А что смотрят-то, я не могу понять. Что смотрят в телефоне в метро, если не личное, блин? А что там смотрят? Телефон вообще личное, само личное. Вот здесь меня вот сколько раз я сдавался, и всегда меня шмонали телефоны и говорили, бумагу дают, вы разрешаете нам открыть его, дайте пин-код. И мы пишем пин-код, все такое, и они открывают. Я говорю, открывай, что хочешь, блин. Зайди на мои, блин, YouTube-каналы, посиди там, послушай, о чем я говорю, блин. Они потом, окей. И возвращают сразу мне телефон, блин. Они, как говорится, не хотят даже пачкаться моим телефоном. Вот как-то так, понимаете? Здесь все культурно. Твой телефон, они даже, если захотят посмотреть, они спрашивают у тебя, берут разрешение, что ты даешь разрешение. Если не хочешь разрешение давать, уже переходит такая тема, что они сами проникнут в этот телефон. Если ты не даешь, раз сказали, 2, 3, если ты не даешь, допустим, все, в следующий раз без предупреждения они просто сами заходят и взламывают твой телефон и проверяют. Но они, знаете, что проверяют? Вот я вам скажу, что они проверяют здесь.
Они проверяют, блин, ты не состоишь ли в каких-то, блин, каких-то игилах, блин, каких-то сектах, блин. Вот эту хуйню они проверяют. И все, блядь. Поэтому как бы здесь проверка вот этого дерьма только происходит, блядь. Больше ничего, блядь. Да и больше не может быть что-то еще. Что можно, блядь, такое, блядь, против Европы иметь, блядь? Если только, блядь, если они не найдут, что мы хотим грохнуть Путина, вот это, если только они не предъявят. Ну вот у моих же все действия идут к этому, что лишь бы погрохнуть Путина. И если они это, как бы до этого докопаются, ну я не знаю уже, блин. Это уже будет маразм. Так. Вот. Во время Второй мировой войны попасть в плен к американцам для солдат вермахта было везением. Шансы на выживание и быстрый возврат домой были велики. В США попало около 370-380 тысяч немцев. Условия строго по Женевской конвенции. Калорийное питание лучше, чем у многих немцев дома в 1945-м. Работа на фермах почти без конвоя. Спорт, кино, книги, даже свои лагерные газеты и церковные службы. Смертность менее 1%. Репатриация пошла сразу. После мая 1945 года к 46-47 почти все вернулись домой. Некоторых сначала передали Франции и Британии на восстановительные работы, но ненадолго. Многие потом эмигрировали в США добровольно и осели там. На фото немецкие военнопленные на виноградниках в штате Нью-Йорк, на сборе картофеля в Айове и штате Мэн, на табачных полях в Кентукки. Ну вот этот Трамп ушлепок тоже уж, наверное, из такой же семьи, блин. Из вот этой, блин, фашистской семьи. Трамп, блин. Потому что он же тоже на какую-то часть чмо, блядь, немец. Вот, наверное, он тоже, блядь, ублюдок из этой категории людей. Из пленных, блядь. Ихние родители, наверное, были предки пленными, блин, а по-другому никак, блин. И вот, и получается, он получился вот такой ублюдок в виде Трампа. Ну да, что тут вот? Работники на виноградных плантациях в Нью-Йорке. Ну, убогое дело, конечно, 100 лет назад, грубо говоря, да, видите, как нищета. Ладно, откуда-то еще черно-белые эти были, да? Снимки остались. Картошку собирают, ну, понятно, вот. Так что вот так вот. Так. Ну да, вчера насчет отопления. Коммуналку подняли же, да, 19 тысяч. Видели, слышали, наверное, в этой ПИ России коммуналка 19 тысяч пришло кому-то. Отопление только 8 тысяч. Отопление, свет или отопление 8 тысяч, короче говоря. Это же пипец просто, блин. У них минимальная зарплата сама, блин, где-то 20-30 тысяч, и они должны 19 тысяч кому-то отсигнуть. Ну это же вообще писец, блин. С такими ценами на отопление скоро по миру пойдем. Жители Башкирии массово жалуются на январские платежки за отопление. В соцсетях Радия Хабирова десятки возмущенных комментариев. Люди пишут, что за отопление приходят счета на 6-9 тысяч рублей. Ну вот видите, вся коммуналка съедает половину зарплаты. Суммы у соседей с похожими квартирами сильно отличаются. Матери-одиночки и семьи с детьми говорят, что платить стало просто невозможно. Жители требуют понятных расчетов и объяснений, а некоторые уже готовы обращаться к прокуратуре и ФАС. При этом рост тарифов власти анонсировали заранее, но реальные цифры и комментации стали для многих шоком. Mana men esga tushirам, bilasizmi narsaga? Помните, men bir vaqtlar bir efirimda aytgan edim, O'zbekistonni so'ylagan edim. O'zbekistonda da endi shunday hal. O'zbekistonda da kelya, короче, gazga narsaki, mana menim dyajaga gazga kelya narsaki xoq to'larga endi. U ishlatmagan gaz. Gaz yo'q, qish kuni gaz yo'q. Воздух kelanda, воздух. Вместо газа идет воздух. И шу воздух крутит, короче, счетчик. Он за это платит, за воздух. И потом сколько там скандалов было насчет этого. Ну, вообще клоунада полная, блин. А тут то же самое. Тут то же самое. А здесь уже как бы оно есть. Уж воздух точно не может прийти, как говорится, там на отопление, да ведь? А плати. Просто ценник поднимается, вот и все. Классно. Классно живете. Если вы помните, я вам говорил, у моей мамы зарплата, хотел сказать, пенсия 10 тысяч. Может, сейчас там 12 стало. Как она вот должна платить? Как она вот, допустим, если бы она, допустим, дома жила бы, как она платила бы, я не знаю, бля.
Просто охренеть. Так. ЕСПЧ признал незаконным преследование Алексея Навального и признал факты пыток. Европейский суд пришел к выводу, что арест Навального был основан на непредсказуемом применении российского уголовного права и представлял собой вопиющий отказ в правосудии. Каждый, кто причастен к незаконному преследованию Алексея Навального, внесен в наш черный блокнот. Никто из них не уйдет от наказания. Тут пишет дальше. Признал незаконным арест Алексея Навального спустя 2 года после его убийства в колонии. Вспомнили европейцы тоже. Да, я вот это тоже хотел сказать, блин. Идиотизм полный. Ну, Навальнюга наш, блин. Тоже нацик, который не хотел отпускать Ичкерию, так сказать, Чечню. О Татарстане даже речи не было. Даже, так сказать, в словах я не слышал Навального. Если кто-то услышал, закиньте мне куда-нибудь. Что Навальный не говорил, даже я не слышал, чтобы он говорил, что Татарстан или Башкортостан будет отдельным. Он тупо говорил, что Ичкерия как бы внутри будет. Точнее, Ичкерия, пока размечтался. Чечня будет внутри. А в Татарстанда даже кишеге сойламилар. Понимаете? Вот в таком лозунге мы аңларга кирәк. Даже урыслар татарларны, башкортларны бүлмиләр даже. Не говоря даже там чувашлар бар юлда, эрземокши бар, мари, олар вообще никто, букашки. Понимаете, вот в таком эквиваленте надо размышлять эту цель. Почему у узкожопых, когда идет какой-то разговор, у них идет только Кавказ. У них только вот эти даги, у них вот эти чеченцы самые херовые. А вот эти, даже про этих можно не говорить. Мы тоже херовые, но про нас даже не говорят. Это до такой степени наши, получается, свои для них, что ли? Как будто бы, что про нас можно не говорить. Понимаете смысл? Надо как бы, знаете, как здесь еще можно интерпретировать? Типа наши уже вякать не будут. Понимаете, типа мы уже голову не подымем. Мы уже все, свои там, блядь, чмырье, блядь. Свое чмырье, понимаете, блядь? И на нас как бы можно уже положиться, блядь. Что Казань и Уфа никогда не встанет. Вот, понимаете, почему нас даже не озвучивают где-то. Вот это меня выбешивает, блин. И это сколько раз я вот наблюдаю вот за эти годы. Бір койда ишетелмейсің сен. Казан ишетелмей. Это как прикол от Каримова, я всегда вам говорю же. Андижан тынчмы? Он говорит, типа, Андижан, тихо, в порядке? Ну, как бы прикол такой, когда Каримов просыпался утром, всегда спрашивал, Андижан, тынч? Ну, типа, спокоен? Нормально? И ему отвечали, наверное, да, все нормально, Андижан на месте, все. Вот типа того, понимаете, как бы, а у них даже, наверное, просыпается Путин, Чечня на месте? Даги на месте? Все, да, ага. Татары. А татары не на месте. Да ну! Вот, понимаете, вот как-то так должно, наверное, звучать, чтобы они начали говорить о нас, понимаете? Вот как-то вот напомнить их нужно, блин. Напомнить им, блядь. Твари. Урок труда в Японии. Вместо табуреток школьники собирают двигатели. Урок труда в Японии. О, мана, көрдіңіз мана? Пипец. К этому подъеб сразу. А безнекелер нәрсе шли. Урок труда, да, точно они, наверное, ржавые калаши чистят. Наждаком. Пидорят калаши, наверное, там в дуло дуют, наверное, плюют, пидорят, на труде, блин, там пульки чистят, наверное, блин, там вот чем занимаются сейчас, блин. СВОшники стоят, наверное, так, правильно, угу. Вот так, короче. Вот у нас трудовые лагеря будут на уроке труда в ПИ России, понимаете? Так что
Ну, нәрсе айтырға могу енді. Короче говоря, блясана, самое удивительное, блин, что у нас, я всегда это же вам говорю, блин, ушлость превышает, наверное, по всему миру у нас только ушлость. Вот ушлые, мы вот идем, вот ушлые, но вот чтобы чпокнуть Москву, не можем. Понимаете? А так-то мы вот воспитание у нас ушлые, понимаете, мы берем. Мы с детства уже, знаете, как сказать, пальцы веером, как говорится, пистолетом. Вот такие мы с детства. Потому что власть такая, блин. Понимаете, мы ухо востро должны стоять. Это не Европа. А европейские дети и так далее, они лохи. Они живут в лоховском системе. У них развитие приходит только, наверное, когда они закончат университет, они тогда только понимают, что такое, бля, плохо, что такое хорошо, а до этого им не понять это, понимаете? Сори. Не понять. Почему? Потому что ушлости у них нету. Ушлость только у нас. Я всегда это говорил. Это я понял, знаете, когда? 10 лет назад в Норвегии. В Норвегии я понял, что норвежцы тупые. И взрослые, и маленькие, дети, и все, они тупые. И я это вывел, эту теорему. Вот конкретно я вывел это. Эту тупость я наблюдал 3 года. Они реально не ушлые тупорылые. Они могут быть умные, там, понятно, математики, геометрия, на Луну могут уехать, там, улететь. Это понятно. Но это не та умственная, блин, так сказать, это технический ум, блин. Технический, можно сказать, блин. А вот этот расклад хитро сделанности у них вообще не работает. У них не работает это, блин. Такие, бездайтеля, блин, штансыз. Вот они штансызлар на самом деле. И вся Европа такая. Если там нет узкожопых в премисе, в этой стране или где-то там, в этом положении, то там все лохи живут. Если там есть кто-нибудь хотя бы из СССР, все, там движуха. Там жесткая движуха, там, короче, кто кого-то чпокает конкретно, но местные также лохи. Местные также лохи. Ничего, как говорится, личного там не найдешь, кроме своего вот этого ушлости. Так, в магазине за родину. За родину. Уже в магазине ставят, блин, водяру под названием «За родину». Как бы, если ты водку берешь, за родину берешь, оказывается. Офигительно. Так, да, вот этого чувака засунули, пипец просто. Смотрите, комика Артемия Останина приговорили почти к 6 годам колонии и штрафу 3300 за шутку про скейтера без ног. Ну, грубо сегодня говорили, на 400 тысяч рублей отштрафовали. Комика признали виновным по статьям о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Ранее Останин пошутил о встрече в московском метро с человеком на самокате для инвалидов, скейтером без ног. Сам комик утверждал, что речь шла о попрошайке на скейте, и шутка не имела отношения к войне. Однако прокуратура сочла это унижением достоинства инвалидов и добавила к делу другие шутки про Иисуса Христа. Изначально обвинение просило 5 лет 11 месяцев колонии. Как-то не смешно получается. Ну, что тут может быть смешного? Все. Что тут смешного? Тут смешного ничего нету. Чувак, короче, просто прикольнулся. Я видел его прикол про какого-то инвалида там в метро. И потом это все высказал. Ну, с одной стороны, тоже идиот. А с другой стороны, какие могут, я вам на тех эфирах говорил, какие могут быть танцы в Киеве с бубенцами? Танцуют они, понимаешь, греются, да? Я вам, помните, говорил про Мурзагулова и так далее. А тут, получается, эти придурки до сих пор комедии устраивают. Еще, наверное, Comedy Club работает, наверное. Нет, война, у них еще и Comedy Club где-то работает. Как оно работает, я не могу понять, блин. Еще я когда уезжал, Comedy Club было. Я наблюдал их. Но они уже как бы неинтересные стали. Уже как же в хлам неинтересные становились уже тогда.
И сейчас война идет и там, и тут. Эти танцуют, а эти Comedy Club создают. Как оно все работает, я не могу понять, блин. Нахрена тебе этот стендап нужен был? Удивляюсь над людьми, которые на хихи-ха-ха пытаются заработать денег. Ишим беткан мне, как этот Миниханов сказал, бар ишим нишля, хайван, тоже мне. Ишегис беткан, что ли? Или как он говорил, блин, придурок тоже, манкурт. Так, идем дальше. Иногда я задаюсь вопросом, смог бы я работать пропагандистом на службе оккупантов? Смог бы предать Башкортостан и башкирский народ в угоду тех денег, которые бы получал на службе у России? Скажем, стать таким же пропагандоном, как нынешний информационно обслуживающий персонал оккупантов. Получать зарплату, довольствоваться жизнью в Башкортостане, но знать, что ты предатель и лжец. И вы знаете, какие бы суммы я не рисовал, все равно это не перешивало бы того, что я бы перевешивало того, что я бы был пропагандоном на службе врага, предателем или лжецом. Это ужасно. Тебе платят какие-то деньги, я думаю, даже не очень большие, но ты работаешь и особо не напрягаешься. Тебе кидают то, что ты должен сказать, и ты это говоришь. Работает твой рот, но не мозги. Совести в этом нет никакой. И по сути ты продаешь свое честное имя, продаешь свою репутацию и репутацию потомков, чтобы довольствоваться этим грязными деньгами прямо здесь и сейчас. Ну, кутлягин да кутляг. Кутляг проститутка. Татарша. Күтләк. Шу күтләкләр заманында яшибез инде. Онда Эпштейнлар алып китә кызларны, а монда ир кешеләр калай шу күтләк булып. Так что бөтен дөнья күтлеккә әйләнгән. Пипец. И по сути ты продаешь это так, понятно? Это отвратительно и мерзко. Я не знаю, как можно так любить деньги, причем, я уверен, не самые большие, чтобы себя так вести, и насколько нужно было быть униженным, чтобы согласиться на такую работу. Нужно быть максимально конченным, каких Россия и подбирает. Лучше зарабатывать честным трудом, но никакого не обманывать и не служить своему врагу, не быть рабом этой системы, не быть предателем. Подписывайтесь на «Голос Башкир». Тут я добавлю от себя. Они служат не людям, они служат шайтану. Поймите, шайтан, как говорится, будет платить столько, сколько тебе нужно. Вот туйгынчы тыга сен аузыңа, күтеңә, бүтін жеріңә, тишекләреңә тыгып ташлый акчаны. Шайтан. Поэтому при украшении всего, это, как говорится, добавим сюда, это все от шайтана. Так что здесь как бы далеко бегать не надо. Не знаю, что за фотки, это кто такой? Валитов Тимур Венерович. Как бы, наверное, он что-то говорит, Валитов Тимур Венерович. Я не знаю, что за черт он. Ну, явно харя треснет, Симерген, блядь. И тут рядом кто? Недорезова Кристина Владимировна. А что не дорезали ты ее, блин? Кристину, блин. Интересная фамилия, реально. Недорезова, там, Рябкова, там, блин. Зареженная, там. Или еще что-нибудь такое, блин. Недорезанная, блин. Понятно. Вот, ну, что, я согласен этим. Я, допустим, я же вам говорил о себе, блин. Если я там остался бы, точно я где-нибудь был бы в окопе. Я где-нибудь был бы в окопе. И мне говорили бы, 200 тысяч заработаешь. 200 тысяч заработаешь. Ой, блин, разбогатеешь. Вот как-то так. И в голове не укладывается одна вещь, блин. Пошел я, допустим, в армию. Как я буду убивать других людей, которые к нам не пришли? Вот это меня в мозг бьет, вот это до сих пор, понимаете, уже 4 года как. Как я буду убивать? Понять не могу. Понимаете? Это, знаете, даже вот в Америке есть же, вот пример могу привести такой, кто, если зашел на твою территорию, ты можешь стрелять. Допустим, за забор тебе зашли, все, ты можешь стрелять, и ты будешь прав, а он виноват будет. Даже здесь я не могу согласиться. Как ты можешь просто человека, который зашел на твою территорию, убить, блин? Он, может, пришел хлеб спрашивать у тебя. Как ты можешь стрелять на него? Ладно, там, вмажь ему, в конце концов, подойди и вмажь, но не стрелять же. Это то же самое. Пошел ты на войну, и ты там не знаешь этого хохла. Знает, не знаю. И я должен убить его. Зачем я его должен убить? Вопрос возникает. Зачем я должен лишить его жизни? Онем балалары бар, ата-анасы бар онем, қарындаш урығы бар оны. Қандай мен оны өлтіріш керемін? Миям ачып кетеді.
А вот узкожопых, когда вы можете сказать мне, а как ты узкожопых будешь убивать? Узкожопых именно вот таким образом мы тоже убивать не будем. Вот Москву, вот внутри Кремля, вот этих мразей, их не жалко мочить просто, блядь. Просто вот бегать, как шутер, короче, устроим под себя, как шутер, понимаете? Вот зайдем туда, иншаллах, до Москвы, когда доберемся, будем играть, блин. Скажем, блин, башкиртлар, татарлар, олга, играем, короче. Каждую крысу мочим, короче. Бах-бах, они с комнаты на комнату будут бегать. Бах-бах, любого, блин, понимаете, блин. Вот это будет игра офигенная, блин. Понимаете, не жалко. Вот их не жалко вообще. И даже вопрос уже не нужно будет там ставить, как ты будешь их убивать. Просто. Вот их там просто можно будет мочить и все. И легко. Именно весь Кремль. Вот какой цвет кирпича, в этот кирпичный цвет покрасим все ихние, блин, здания внутри. Мебель ихнюю, все вот это. Из белого красный станет. Везде, как говорится, замочим всех. И в сортире найдем и замочим. Путин же сам говорил, блин. Всех крыс будем искать, блин, и мочить, блин, сортирных. Так, Европа в 1460 году. И что тут происходит? Аргон, Франция там. Уже Франция там тогда еще была огромная. Италия тут, Румыния, империя. Это Германия, Унгария. Вот там она империя. Ну, интересная. Ну вот. Новгород и Московия тут. Новгород и Московия. О, видите как? Сейчас покажу эту карту. Крым отдельно. Видите, вот. Потом мне говорят еще, Крым будет с Украиной. Вот отдельно. Видите, вот Крым, Литвания, Москва. Москва на размером курдыризма. Все, Москве больше не дадим. Вот Москва на вот размеры. Вот в это московское, вот это, так сказать, блин, дыру ихнюю, яму, вот сюда мы их и загоним, узкожопо. Вот ваша, блин, часть ваша, не больше. И вот это Новгород какой-то. И здесь Новгород тоже это присобаченное место, это Ингерманландия. Так что Новгород тоже это не ваше. Понимаете? Это тоже как бы, тут хер его знает, что за нация там жила. Тоже надо понять, блин. Новгород. Ну, наверное, узкожопые жили, конечно, потому что Великий Новгород, вроде узкожопые места. Ну, короче, вот это дичь ваша, вот это вот. Все, вот, вы поняли, да, вот это зеленое, все, вот, не больше этого. И то тут еще почему-то Питера не видно, и Ингерманландии нету здесь, понимаете? Так что вот как-то так. А Европа на месте. Тут, конечно, тоже кое-что до ума не доведено. Ну вот, Новгород вошел. Почему-то зашел он в Финляндию. Где тут Финляндия, я ничего не могу понять. Тут как-то херово все понаделано. Тут еще Финляндии нету, ё-моё. Короче говоря, здесь ясно уже. Вот здесь уже ясно, блин, что кто-то уже на кассе борил там уже по картам. Кто-то уже куда-то нападал, мне кажется. Крым видели, да? Крым видели? Литвания видели? Литвания? И никакой, вот здесь что-то я не вижу. Рязань я вижу. Но Голден Хорда, это Золотая Орда же, ё-моё. Видели? Возле Крыма Золотая Орда, видали карту? Охренеть, блин. Литвания. Тут Украины нету. Тут Украины нету. Охуеть, боже, блядь. Думаю, где Украина? А зато Молдова есть. Молдова есть зато, поняли, нет? Вот попадос. Так что имейте в виду, что кто-то будет, если еще рот открывать, что Крым это Украина, нихуя. Тут Украина, блядь, в глаза не вижу, блядь. Где Украина здесь? Не вижу. Понимаете?
Литвания была огромная, литовское вот это царство. Потом Польша, значит, отжала его. Польша отжала литовские земли. Польша была вообще маленькая. Ну все, это я закину себе. Это все предъява вам, блядь. Так что нехуй рыпаться. Так, Крым будет отдельным. Еще раз повторяюсь, Крым будет отдельным сам по себе. С голода не сдохнет. Еще раз говорю, Татарстан с Башкортостаном мы им поможем. Мы им поможем. Проблем нет. Никакой проблем нет. Бәләкәй Крым халқын инде без ашата аларбыз инде. Бездә бөтен әйбер бар. Крайняк, как говорится, если даже в Крыму что-то не посадить, допустим, зерно и так далее, у нас хватит. У нас полно земли. Чернозем, полно земли. Аллах Талям дает нам баракят. Проблем нет. Мы еще и те земли заберем, которые рядом, Челябинск, Екатеринбург, все это наше будет. Так что земли у нас херово туча там. Так, идем дальше. Что тут? Цены выросли на треть, проще лечь и умереть. Ну вот такие эмблемы закидывать уже, писанины. Это, наверное, этот Габбасов научил их, блин. Теперь они начали лепить, блин. О, машаллах, 15 человек в ТикТоке. Благодарю. 14 человек в Ютубе. Тут что? Не проеби свою молодость. Другая Россия. Лимонова. Вступай в партию Лимонова. Купи еды в последний раз. Другая Россия. Лимонова. Ну да. Купи еды в последний раз. Лимонова. Цены выросли на треть, проще лечь и умереть. Активисты высмеяли экономическую ситуацию в стране. В Перми активисты обклеили город с листовками с критикой экономической ситуации в стране. Акция была посвящена росту цен и падению уровня жизни, которые уже стали поводом не для споров, а для саркастического смеха. Ну да, досмеетесь. И вот за листовки вас тоже будут сажать, блин. Вот как-то так, блин. Ну, херней лучше не страдать, я вам скажу. Вот это я видео не вкурил, короче. А тут и думаю, что произошло. Сейчас я нашел этот эпизод. Думаю, где-то я увидел сегодня и не вкурил в Инстаграме. И не понял, думаю, что происходит. Это в Чувашии, оказывается, происходило, блин, куда улетело. Сейчас. Смотрите. Я уже 10 раз поднимаю руку, дайте один раз высказать, что нам прозвучало. Участник слова. Давайте, давайте, я имею право, все давай. Ну, как участник слов, пусть выступит. Чуваши герои СВО не дали выступить на слушаниях, силой убрали со сцены. В Яльчинском районе Чувашии прошли публичные слушания по реорганизации местных больниц. На них пригласили вернувшегося из Украины оккупанта. Но когда-то тот попытался выступить с критикой в адрес местной власти, было коллективно решено заткнуть несогласного. Когда же бывший герой, а теперь враг народа, стал кричать: «Я должен говорить под конвоем, я это заслужил от вас», силовики уволокли его со сцены. Вот вам и публичное слушание. Слушать разрешается только комплименты Путину, а все остальное должно пройти цензурно. И услышали там еще? Айда, выступай. На татарском сказали. Слышали? Это не на чувашском было произнесено, только что это вот этот звук был. Давай, Сюля, что-то он сказал на татарском. И кто-то же снимал. Получается, значит, он, да, Чувашии, да, в том месте были и татары, получается. Вот вам, блин, тем, которые говорят, блин, уже вот сколько я, 3 года говорю вам об этом, которые говорят, что нет, у нас все нормально. СВОга барып кайтабыз, эшке барабыз, кайтабыз, отпускага болды, мына олай болды, былай болды. Мына болды, блядь. Болды и чё? Кәкерәй беткәнсең бит инде, кайттың мына Чувашиягә, нәрсә син даже авызда ачтырмыйлар синнән. Син чмо.
Понимаешь, сен шу өзіңнің чмолығыңнан сен аңларға тиішсің. Сен уже барғансың, уже сен күтсің. Күт конкретным образом. И еще қойткансың, еще тірі қойткансың. Сен тиішең онда. Получается, сен уже двойной чмо. После этого, кому ты нужен, блядь? Кому ты нужен? Вот после этого всего, кому ты нужен? В школу попробовали вас сунуть, потом туда сунули, сюда сунули. Просто в 21 веке живем же. Если мы начинаем вспоминать Сталина после 45 года, что он делал? Всех инвалидов куда-то в задницу отправил, оказывается. По всей этой России. Отправил куда-то в задницу и спрятал от людей, чтобы не портить, так сказать, центр города, там, не портить вот этим бомжами, инвалидами, попрошайками. Спрятал он так. Отвез всех нахрен куда-то. И они там поздыхали. Какие-то там сталинские или там какие-то эти, типа санатории. Но это санатории видели же, наверное, по видосам видели, наверное, какие там убогие санатории были это. Конченные санатории. И там они жили. Точнее, не жили, а доумирали. Последние, так сказать, дни свои проживали. Рахат Дунья. Так. Продолжение следует. Ну вот, опять какая-то дичь произошла в Красноярске. Я таки не понял, блин. Вот что тут издалека уж покажу, чтобы опять не заблокировали что-нибудь мне. Короче, Продолжение следует. В школе 153 в Красноярске 8 классе облила школьника бензином и подожгла. Ну что за нахрен? Затем она напала на других учеников с молотком. 14-летнюю девочку задержали на месте. Один подросток получил серьезные ожоги спины и рук. Его госпитализировали. Да это писец там ожог. Вчера в другой школе Красноярского края произошло нападение ученицы с ножом, а также стрельба из автомата ученика из Уфы. Класс вообще. Уточнение к предыдущему посту. 14-летняя ученица ворвалась на урок с молотком, облила бензином весь класс и подожгла одноклассников. Ей этого показалось недостаточно, поэтому еще несколько подростков она атаковала молотком. Всего пострадали 5 школьников. Парень в тяжелом состоянии, примерно 40% ожогов тела. Охренеть! Двоих доставили с ожогами около 15%, еще двое получили черепно-мозговые травмы от удара молотком. Я когда-то вам говорил, наверное, насчет ожога, как у меня, так сказать, знакомый один братишка, Мурат его звали, узбек, умер от ожогов в какой-то Боткинской больнице или где-то там от ожогов в Москве. Ну, как произошло? Короче, он жил в Бирюлево, вот, и решил что-то там кушать, сварить, что ли, что-то такое, короче, на кухне. А жена была на даче. Ну, или жена, или сожительница, короче говоря. И вот он, короче, он один что-то варил, что-то, или что он делал, короче, на кухне. И что-то там бахнуло, короче, на кухне у него. И он все, ожогами, короче, 02, я не знаю, успел он позвонить, не успел, короче. В итоге, короче, его каким-то образом забрали в больничку. И в больничке, короче, уже через пару дней умер. Потому что там 80% ожога было у него. 80%. Молодой был. Лет, может, 25 ему было, где-то около 25, или, может, чуть старше. Ну, все, не стало чувака, короче. Такой добрый, хороший пацан был. Он был родом из Кыргызстана. Узбек из Кыргызстана был. И вот такая судьба была. Так что ожоговая система – это как бы попасть заранее в ад. Потом я поузнавал там вопросами. Я говорю, как вот у него дела будут в дальнейшем, ну, имеется в виду, после, ну, как он умер. Ну, это мне ответили так. Ожог и попадание, ну, точнее, человек, который умирает заживо, так сказать, сгорает, ну, почти, да, как он. Ожогом, имеется в виду, огнем, это самая мощная боль, мне сказали. Ну, так сказать, я поспрашивал у знатоков, так сказать, самая мощная боль, то, что вообще есть на Земле.
которая дана от Аллаха, да, боль. Ожоговая боль это все, последняя стадия. Почему джаханнам существует? Почему джаханнамда огонь, а не, допустим, какой-то там, допустим, не знаю, ну, что-то такое другое? Почему не, ну, там, вода, допустим, или там что-то другое, там, утопиться там. А почему огонь именно? Вот вам и объяснение тому, что ожоговая система и вообще сгореть заживо, и получается и так далее, и ад из огня состоит, и дьявол, грубо говоря, в аду горит. Короче говоря, самая окончательная боль, которая есть вообще на земле. Понимаете? Это просто, я когда об этом узнал, мне аж плохо стало, и просто писец, короче. И ну, в то же время, если уж так произошло, он и умер, получается, то его, инша Аллах, Аллах Та'аля, должен простить. Вот как бы, да. Почему? Потому что он уже получил на этом свете уже как бы предельную, так сказать, участь. Предельной участью он ушел. Ожог. Имеется в виду, сгорел заживо. Вот примерно вот такое было объяснение. Так что как бы огнем не хрен шутить. Не вздумайте людей убивать огнем. И не вздумайте сами под огонь попадать. Ну, короче говоря, огонь это последняя стадия смерти, так сказать. Последняя ужасная смерть, так сказать. Самая ужасная смерть это огонь. Вот как-то так. Так что в аду все равно Путин и так далее, они успеют в аду еще побывать. Поэтому как бы в этом свете вот это взрывы и так далее. Вот недавно мы как какие-то работники умерли, 15 человек. Это же в Украине, оказывается, было. Вчера, которая умерла, там еще кто-то умер, еще где-то что бахнули, опять машины бахнули. Это же в Украине где-то было. Короче говоря, просто писец. Бомбят только так. И в огне умирают люди. Ай, блин. Остров Эпштейна. Ну вот уже прикол пошла. Карикатура пошла. Видите? Прикол под этого ушлепка рыжего. Там КГБшник сидит. А потом развалишь НАТО и США. А если я откажусь? Знаешь, что за фото в этой папочке? Остров Эпштейна. Я согласен. Так что вот так вот. Поэтому как бы там, если уж мы уже услышали, что у Эпштейна, короче, и Пугачева была в списках. Пугачева, прикиньте, Пугачева, что она там делала? Кошелка эта старая. Что она там делала, не могу понять, блин. Кого же она там продавала? Или что она продавала там? Ну, писец там, блин. Ну, Майкл Наки, говорю, Майкл Джексон еще там. Фоткался с ним почему-то, Майкл Джексон, блин. Это тоже какой-то инцидентик странный. Просто писец, блин. Итак, Гарифуллин какой-то. А тем временем в Астраханской области в следующем году собирается поставить памятник Ивану Грозному в честь юбилея завоевания Астраханского ханства. Эту операцию пытались провернуть несколько лет назад. Тогда и сейчас это просто дурно. Инициаторами выступали русские праворадикалы, близкие к олигарху Малафееву, и ногайские этномародеры, активно поддерживаемые башкирскими этномародерами в преддверии переписи. Писец полный. Классика: русские ставят памятник Ивану IV, а виноваты в этом башкорты и ногайцы. Просто кино, блин. На самом деле никакой поддержки этого памятника нет ни среди татар, ни среди башкортов, ни среди ногайцев, так как московит Иван IV враг абсолютно для всех народов вокруг. И на севере, и на западе, и на востоке, и на юге. Именно потому, что Москва оккупировала всех, самым сильным оскорблением стало обвинение в работе на Москву. Самым простым и самым тяжелым, причем наиболее активно распространяет этот аргумент сама же Москва.
Как еще властвовать над оккупированным народом, если они все заодно? Разделить их? Проще всего подбросить идею, что другие народы на стороне Москвы. Напомним, год назад кандидат исторических наук, сотрудник института Марджани, политолог из Уфы Ильнар Гарифуллин в своем предновогоднем обращении назвал 24 год самым спокойным за 5 лет. Хотя к тому моменту на чужой имперской войне уже погибло около 4100 уроженцев Башкортостана и более 3550 уроженцев Татарстана. А сами республики перетерпели воздушные атаки. Ну, Гарифуллин, получается, что он? Тут вот, когда иногда пишут, понятно, кто такой сотрудник института Марджани. Ну и что же он сказал? Самым спокойным за 5 лет. Хотя к тому моменту на чужой имперской. Ну и что он сказал? И тут же он же написал. Вот этот момент я не могу понять иногда. Вот отрывками откуда отрубят вот этот свободный Идель-Урал оттуда, оказывается, этот прислано. Мне поражает над вот этим свободным Идель-Уралом. Кто его грузит, блин, дичь такую. И не дописали, и что? И как мы понимать должны, Ильнар Гарифуллин сейчас за узкожопых или за кого он, блин? И нахрена он написал про это, с хвостом написал, что в Астрахани ставят Ивану Грозному, или что? Ни туда, ни сюда предложение понаписают, и он был меня куттарында. Пиздец, блядь. Короче, он нагансыз, мен оңнамадым, нихуя. Так. Вот это уже я вчера читал. Все, я уже дошел до вчерашнего дня. Так, все, перейдем на другой канал, почитаем что-нибудь интересное. Другом, так сказать. В идеале, конечно, можно было бы... Вчера вот читал я погибший Башкортостан, там кошмар. По смс-кам было цифры такие, допустим, начнем, 15, 18, 22, 21, вот столько было людей погибших, это просто кошмар. И это продолжалось прям с того, так сказать, какого-то числа, как оно загружено, вот с того времени. Это получается там, не знаю, как вчера я читал, 400 человек. Из Башкортостана 77, говорят. Но я так посчитал, там не 77, блин. Точно человек 200 там было. И в этих именах 200 человек. Просто ужас. Так. Ну да, вот я и говорил, до этого я читала. Депутаты придумали, как решить проблему нападений в школах. Надо просто перестать о них говорить. Ну, только что я же вам говорил, да? Тут я в Лигу свободной нации перешел. Вместо того, чтобы взять ответственность и решать проблемы, депутат предлагает скрывать случаи нападений в школах. Об этом написал первый зампред, вот этот Буцкая. За 2 дня произошло 3 нападения в школах. 9-классник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. В Красноярском крае 14-летняя девочка напала с ножом, только что читал, да, облила одноклассников, и вот тебе на. И потом один с Башкортостана, другой оттуда, один с Татарстана, плюс еще в Татарстане вроде бы, или где убили таджика маленького 10-летнего, да? Это писец, короче, полный. Ну, до этого имеется в виду.
Ну, не нацисты ли, блин, а? Какие-то нацисты, дети тоже даже какие-то тупорылые. Так, 155 лет назад ушел из жизни великий имам Шамиль. Вот. Наш брат, смотрите, какой он был, а? Строгий взгляд его, такой весь себе на уме. Чувак. Вот он бодался с Москвой. Где сейчас эти дагестанцы? Где ихние дети? Вот его дети где? Чтобы мы вместе бодались с Москвой. Чтобы мы могли поставить на место Москву. Где ихняя, вот их, его кровь должна жить там еще. Должно потомство остаться, я уверен, должен быть. Кавказской войны. Он создал организованные сильные государства и вел борьбу за независимость, проявляя стратегический ум, мужество и благородство. Его героическое сопротивление всегда останется символом борьбы за свободу. Память о имаме Шамиле напоминает о том, что борьба за независимость и справедливость всегда заслужит почтения. Поэтому, Дуслар, 85 комментариев даже. Почитаю комментарии тоже. Поэтому, Дуслар, должны вы понимать, что bizda da Salovat Yullayev, bizda da Aldar Batır, bizda da андый кишилер бик күп булган. Biz birishmaganmiz. Biz birdan bo'lsak, biz bir qachonda uttırmaymiz. Biz har vaqt jingib chiqamiz bu narsalarni, bu uruslarni, manqurtlarni butunisini, Amerikasida, Yevropasida butunisini bir yerga jiyib qo'yamiz. No, onun uchun bizga uyanirga kerak. Biz uyanmasak, biz o'zimizgina ishlay olmaymiz оны. Bizga ko'payirga kerak. Bizga Allohning yo'lida ko'payirga kerak. Ради Аллаха нам надо увеличиваться. Не просто так, ты не ради меня ты встаешь. Ты не ради себя даже встаешь. Я всегда говорю, за землю. Давайте бороться за землю. За землю бороться нужно. Не за технологии, там, за нефть, там, за землю. Не за гору, как, Алсынов. Не надо нам ни гора, ничего нам не нужно, Ни экология нам не нужна, ничего не надо. Нам нужна земля. И на этой земле у нас будет и экология, и горы на месте будут стоять, и люди живые будут. Понимаете, вот что нам надо. Земля сама нужна. Или была бы такая возможность, да, ведь Аллах Та'аля нам дал бы такую возможность, но, увы, мы не можем такую у него выпросить, да, ведь, если мы все делать будем дуа, может, так произойдет. Допустим, было бы так, да, ведь Аллах Та'аля открыл бы новую землю, сказал бы, это земля для мусульман, для хороших, истинных мусульман. И вас я переселю туда. А здесь пусть останутся все эти кафиры и крестоносцы. И пусть живут здесь. И пусть и нам создаст в галактике новую землю. И нас всех вот так, легли бы мы спать, и всех он нас за ночь переселил бы всех оптом и ляхом туда, чук, на ту землю новую, да, ведь, и мы там зажили бы новой жизнью. И все были бы мы мусульмане, никаких крестоносцев не было бы, и все. И они бы не могли бы нас найти. Не могли бы, потому что полушарие, орбита огромная, это, там. Они бы искали бы нас, где мусульмане, с кем мы воевать будем. Евреи особенно, где наши враги, кто же очки будут драить, кто же там, сосать будет у нас, каких детей будем насиловать, Вот это все прекратилось бы, прикиньте. Но это только произойдет, инша Аллах, наверное, другое измерение, это рай. Это, наверное, я описал, так сказать, не жизненные, так сказать, землю, а райские обители, инша Аллах. А так идея хорошая, да, Классная идея, Я бы тоже улетел бы сейчас, прикиньте. И я бы уже там бы сидел бы и такой говорил бы, Путин говно, прикиньте, Путин говно. Путин бы там боролся бы со своими крестоносцами, непонятно, зачем они там борются, что происходит, кто кого убивает, непонятно, прикиньте. И самое интересное, знаете, как это было бы сейчас, да, ведь это, знаете, как там даже все мусульмане, которые сейчас там на войне, они тоже исчезли бы. Все исчезли бы, понимаете? Вот как есть, вот так. Индонезия мусульмане, африканские мусульмане, все мусульмане на земле просто оставили бы все и ушли бы отсюда. И переселились бы на другую землю, и готовый город там, готовые дома для всех.
Представляете? И мы, уякс, и тут остались бы эти, блин, клоуны, крестоносцы, тупорылые. Как, блин, классно было бы. Так, пишет Александр. Так он же был террористом. Ему, конечно, вот это дизлайки. Так это же вы как раз таки и были террористами. Ему кто-то отвечает. Мы? Он говорит, да, вы россияне. Ему отвечает, самый умный россиянин. Ему было бы стыдно за сегодняшний Дагестан. Само собой. А что ваш ВВХ плешивый сейчас не террорист и не дружбан всех отбросов террористов? Ну да, так и есть. Так террористы же на Кавказе. Вот эти ваххабиты-джихадисты. Александр пишет. Чему Александр? Надеюсь, меня видишь, нет? Чмошник Александр. Ты, как говорится, вроде бы своего путинасоса забываешь, наверное, причистить к террористам. Или все-таки страшно говорить, а? Засунут, блин, на 8 лет, 10, 12. Не вздумай говорить там. Входи, тут говори. Это защитник своей родины, они вынуждены защищать ее ас. Правильно. Вот ты ушлепок русский. Террорист у тебя под носом, плешивое хуйло, которым вы анус до копчика шлифуете. Слышь, когда боишься, уебище, кацапидорское. Ему ответили. Красиво ответили, блин. В моем стиле, блин. Лайк. Защитники, это ведь террористы теракты устраивают, людьми торгуют. Это Александр пристал к ним, прикиньте, он пишет и пишет. Цин-цин какой-то, отвечает Александру. Торговля крепостными в России закончилась в 1861-м. Неужели во власти в Россиюшке бы террористы? Россиюши бы террористы. Так крепостными не торговали, торговали рабами. Это и отличало раба от крепостного. Александр пишет. Клоун, блин. Крепостные, оказывается, это не рабы, а торговали рабами. А крепостные, это, оказывается, не рабы. Блин, еще были отдельные рабы, блин. Ну, из той же категории, блин. Эти лаптоносики. Крепостное право отменили в 1867 году, а по факту нет. Русские до сих пор рабы, само собой. Узкожопые рабы, только путинасосовские сейчас уже. Во всех готовы террористам обозвать. Прекрасно вас знаем. Ну, да-да. И картин на эту тему не было, и произведения литературы никто не посещал. Тут могу свое добавить. Обычно узкожопые бывают тупые. Вот я часто встречал, и это могу привести примером, они даже просто обычно карту даже не знают. Всегда, помните, я прикалываю, всегда говорю, Башкортостан, ментам говоришь в Москве, Кыргызстан? Я говорю, Башкортостан. Кыргызстан? А, ты нелегал. О, а где регистрация? Ты придурок. Я говорю, он, главный, держит мой паспорт российский, и он говорит, где это, блин? Где это? Идиот. Он идиот, понимаете? Он держит российский паспорт, у него вообще крыша, вообще, пипец, блин. Вы такие тупорылые менты, короче, в Москве. Ну что ж с них взять, блин? Ой, блин. Вот ты ушлепок, барин. Пачками своих крепостных продавал, менял, трахал своих дворовых крепостных девок. Ему ответили. Нет, так этот Шамиль и правда был боевиком, разбойником. Там закона не было, дикие племена. Ой, блядь, Дагестан, дикие племена, блядь. Я смех ловлю, блядь. Ну, также и башкирты были племенами, блядь, дикими, блядь, были, которые ходили в кожаных сапогах, а эти ходили в лаптях, блядь. А мы в кожаных читиклер, да, юрик. Кайшлар кожаные, все кожаные, сумки кожаные, блядь, на лошадях скачали, козы у нас всегда было. А эти в лаптях ходили, своим, блядь, нахрен, в портянки навязывали себе, блядь. И главное, блин, мы были, оказывается, этими, блядь, дикими племенами. Охренеть. Племена. Это в каком веке еще племена закончились? Во время, может, гунны, хунны, вот эти, во времена этого, может, атиллы, может, были племена.
о каком племени он говорит, блин? Даже в Африке уже племена чуть-чуть там остались, блин. Нет племен, блин. Кино, блин. Хороший русский мертвый. Груз 200. Буквально в 1747 году помещикам было разрешено покупать крепостных. Ему пишут. Это Шамиль грабил караваны и с людьми и торговал рабами. Шамиль грабил, оказывается, и рабами торговал. Вот смех. Кто-то пишет ему, засрал тебе в черепок медицинский. Кто? Ну, а вы насильно загнали в рабство народы. Знаю от татар, что много крещенных стали крепостными. В смысле знали в рабство? Стали крепостными, а институт холопства, буквально рабство, закончился только в 1723 году. Иди-ка ты на хуй, мразота тупая русская, у тебя нет мозгов, у вас вместо мозгов говно плешивого хуйла. Люблю ты комменты читать, блядь. Так что всегда сперва перед тем, что я вижу какую-то хрень, читаю комментарии. Потом смотрю видео. Пойму в комментариях, что происходит. Потом читаю видос, блин. И кайфую, блин, от этого. Порой эти придурки, пипец, блин. Поэтому я зетники, блядь, и зетные эти не захожу даже. Потому что там я бы, наверное, вел бы часами эти, блин, эфиры, понимаете? Когда солдаты русской армии узнали, что Шамиль хорошо относится к перебежчикам, число дезертирств возросло. Командование было в панике. Граф Воронцов обращался к Шамилю с предложением обменять перебежчиков на соль. Никто не был выдан. Эти перебежчики спокойно нашли приют на новом месте. Кто хотел перейти в исламскую веру, спокойно переходили. Они могли жениться на местных девушках в качестве свадебного подарка, получали от имамата подарок, например, кусок земли. Шамиль, понимая, что негоже русскому солдату, нашедшему прибежище у него, воевать против вчерашних сослуживцев и иноверцев, не отправлял их на военные столкновения. В основном они занимались хозяйственными работами. Но это явно не рабство. Это система как раз-таки со стороны ислама конкретно и, так сказать, отголоски дает, что враги, которые перебегали в твою сторону, даже в мусульманстве, они даже пусть не переходили. Это от Мухаммада Саллаллаху тоже, как говорится, это сказание. Даже не переходили, они могли просто, как говорится, как сказать, не умереть, так сказать, да, ведь не умереть и просто жить дальнейшей своей какой-то жизнью. Вот и все. А то, что причина того, что он в ислам придет или не придет, это уже как бы здесь уже так, может, там за уши притянуты и так далее. Поэтому как бы не обязательно людям другой, так сказать, религии приходить в ислам. Желание есть, придешь. Вот и все. Поэтому я и говорю, узкожопые, которые в Башкортостане и в Татарстане, это вы, наши узкожопые. Так что вы сидите молча, тихо, мы наведем порядок, живы останетесь. И будете благодарить нас еще. Поэтому против нас лучше не выеживайтесь. Так что сидите, живите, кайфуйте. Мы, как говорится, бомбанем Москву, придем, возьмем власть, будет чики-пики все. Лучше, чем в Европе. Иншаллах. Ну, дочитаем уж. Давайте эти комменты интересные же, блин. Я уж не буду писать. Кто-то пишет. Татаров? Александр пишет. Так там же в Казани работорговля была. Иван Грозный вроде как освободил 80 тысяч русинских пленников, предназначенных для торговли в Крыму. Он на ходу придумывает вроде бы этот ушлепок, блин. А сколько было предателей-то? Думаю, немного людей хотели в дикости это жить. В Казани была дикость, оказывается. В Казани 1500 до 1552 года была дикость, оказывается. Смех, блядь. Смех. Который Казань ездила в Бухару и Самарканд, и получала знания о исламе, исламская система работала там, как, я не знаю, как просвет, да, так сказать. С 922 года, как Казань приняла ислам, там, от арабов, так сказать, само собой, от арабов, когда мы пришли в ислам, альхамдулилля. И получается, этот идиот пишет такую хрень, что, блин, там была какая-то чернота, блин. Ненормальный, блин.
Люди ненормальные. Вот в такими людьми, вот такие, точнее, люди и воюют. Вот такая дичь, которая вот сейчас здесь в комментариях, это такая крысеныш остался, не воюет. Может, он с войны пишет, непонятно. И вот такие придурки и воюют сейчас. Дикость — это вы про Россию? Ему пишет. Горбатова могила какая-то. Горбатова могила. Так я про банду Шамиля и горы. У горцев тех времен обычаи дикие были. Это были племена с родоплеменным строем. Ни хрена себе придурочные люди. Я просто херею, блядь. Он, смотрите, как он стрелки метает. Казань, получается, тоже какое-то племя там было. Потом почему-то он переходит уже от Казани на имама Шамиля переходит. Типа, в Дагестане был какой-то там, я не знаю, племена какие-то. Рехнутый он, блин. Какие племена, когда все одинаково жили. И то ли и Крым там рядом был, как они жили, Астраханское ханство как жило, Казанское ханство как жило, да Казахстан как жил, в конце концов, узбеки как жили, блин. И тут, понимаешь ли, Дагестан в племени жил. В каком племени? Объясни мне, вот такие придурки, вот объясните, в каком племени может быть Дагестан или Чечня жить? Какое племя может там быть, я не могу понять, блядь. Племя дагестанцев, что ли? Племя дагестанцев. Аж мне не звучит оно, блин, даже. Племя дагестанцев вы где-нибудь видели, нет? Я не племя дагестанцев. Я херею просто, блин. Просто херею. Тупорылые, блин. Тупорылые. Александр, блин. Почему Александры все тупорылые, блин? Македонский тоже, наверное, такой же был, блин. Предположим, отвечает, это так, но вопрос в другом. Чем вы лучше, хотя знаю, что в основном это были мужчины-солдаты, но вы кичитесь своей цивилизованностью, называете татар дикими, что говорить о моем народе башкиртах. А, это башкирт пишет, оказывается, ему отвечает. Ну да, за татарами еще хуже дикие башкирты жили. Ой-ой-ой, блядь, в пещерах, Шульганташ пещерасында яшаганбыз инде, мына бүтүнбүз ушунда сыйганбыз, бүтүн башкыртчундан чыккан, Шульганташтан чыккан. Уж кетерлик, блядь. Не читайте на ночь советских газет, блядь. Какие советские газеты? Это путинасовские газеты. Не их советские он читает, блин. Это советские, блин, имейте в виду, кстати, в советское время, хоть и мы говорим, засрали нас истории, я же вам читал, короче, этого Алдар Батыра. А Алдар Батыр ведь как раз-таки был написан, и мои, так сказать, предки тоже, кое-какие письма были у нас, были написаны во время Советского Союза, эти книги, да, порой Алдар Батыр и так далее, и так далее. Порой, заметьте, в советское время правда была. Правда была в каких-то моментах, потому что им уже в захваченном СССР им было не страшно говорить о правде, понимаете? Потому что были коммунисты, атеисты, грубо говоря, и им как бы не зазорно было то, что происходило в Башкортостане, в Татарстане, и для них это высказывание было как бы, ну, не секретом, так сказать, да, а вот именно путинасовской историей и засранностью за 26 лет, которую мы сейчас наблюдаем, все, это дичь. Это полнейшая дичь, которую вы, ну, как бы, ну, я не знаю, это не смыться от этого, блин. Это им отмываться, им года нужны, эти 26 лет отмыть, надо года, чтобы избавиться, как говорится, мозги надо прям вот этим, карчер есть же, кюрхером, короче, промывать мозги надо им, вот так вычищать каждую деталь мозга, чтобы, блин, путинасосовская дичь там не осталась, микроб, блин. Мозги надо им кюрхером промывать, понимаете? Блин, так. Террористами русские нацисты были, которые приперлись на Кавказ. Вот правильно сказал. Чака Зулу. Как раз таки я вчера тоже об этом говорил, что Москва сама прилипла к нам. Не мы прилипли, понимаете? Now 16. Yeah. Соседи интересуются, сколько человек сидят. Так, думаю, все одинаковые в те времена были, но православная Русь не торговала людьми, насколько я знаю. Опять этот Александр.
Но татары не дикие были, дикие именно горцы. Ой, блин, лицемер, блин, видите? Оказывается, даги и горцы были дикими. Ой, какие дикие были. А чё ж тогда этот про афган ты не пишешь сейчас? И что вы сейчас дикарей завозите? Вот афганы реально дикари, блин. Вот они до сих пор в пещерах живут, бедные люди. Про них что-нибудь мне спойте, блин. Спойте что-нибудь про афган, блин. Нашли они когда, наверное, помните фильм «Горец» был? «Горец», я горец. Короче, когда они слышат, наверное, слово «горец», ну, типа, из гор, короче. Все, в горах дикие живут. Да. В горы не доходит интернет, они дикие, пипец, дикие. Оказывается, на равнине, оказывается, не тупые люди живут, да, блин, по его этому, так сказать, мыслью, блядь. На равнины тупорылые лаптоебы живут, блядь. Вот как так я понимаю, блядь. Вот эти, которые, как это, они же эти были, свахачи или как, сахачи, блин, которые чпокали, вот воевать шли туда на Кавказ, а жены оставались. И их, вот этого пацана, отец чпокал эту, блин, свою сваху, блин, свою, как это, килинку, они чпокали. Как это, блин, обезьянов назвали? Ну, такие, сахачи или самахачи, блин, забыл это слово. Снахачи, блин. О, снахачи они были. Вспомнил, блин. Снахачи, блин. Вот эти снахачи чпокали своих невесток, когда тот сын там умирал за короля, за царя ебучей Руси. И это писец. Ну, татары не дикие были, дикие именно горцы. Угу. Советских я вообще газеты не читаю. Ну да, ты путинососовские темы слушаешь, Соловьев и так далее. Мы знаем, видите. Чел, набери в интернете слово «холоп». Так они же воевали с террористами. Ой, блин. Не продавались людьми массово в другие государства. Охренеть. Я думал, рабство это про статус, а не про продажу людей. Кишиоза. Тебе уже говорили, что ты 3,14 дор. 3,14 дор. Ты 3,14 дор с рождения, это тебе передалось от отца и деда. А имам Шамиль был хоть и террористом, но все же выдающимся террористом. Не читать теперешним. Не читать теперешним. Что за дичь, блин. Так правду же говорим. Так в чем заключается правда-то? Не, они обзывали террористами тех, чьи земли захватывали. Ну, короче, дальше уже я устал читать, хрень полная, вы поняли суть этого. Получается, 155 лет назад ушел из жизни великий имам Шамиль. Все, мы знаем об этом. А комментарии нам нахрен, как говорится, просто поняли, что там Александр тупорылый есть, вот и все. Так, Чебоксары утопают в мусоре. Класс. А где же наши узбеки? А кто это сделал? Кто же это сделал? Узкожопые насрали. Узкожопые насрали вы туда? Или там чуваши манкурты насрали? Кто же там насрал? Чебоксар утопает в мусоре. Пока власти республики заняты закрытием больниц, столица Чувашии тонет в мусоре. Контейнеры переполнены, отходы свалены кучами прямо во дворах. Мусор не забирает по 3 дня и больше. Фото завалов публикуют в городских чатах. Ну да. А как они будут забирать, блин? Горючие надо, люди нужны. Узбеков нет, таджиков нет, водителей нет. Кто будет забирать их, грузить, блин? Раньше, я помню, вот в Москве выходишь, каждое утро узбеки бегают, таджики бегают, кыргызы там работают дворниками в желтых своих одеваниях, так сказать. Все чисто, порядок. Выходишь там к 8 утра, там идешь, или там 9 на работу идешь, все, чистота, порядок, двор подметен, все чисто, порядок, снега нет. Там, если летом там все подмели, убрали, все, мусорки, которые заваленные, там убрали, и порой иногда только суббота-воскресенье, там выходной, может, не убирали, а так 5 дней подряд все чисто было. В Москве, я вам это говорю. Даже в любом районе, задрыпанном районе, там, допустим, Гирилево, даже там был порядок. А сейчас, наверное, там вот так. Там вот так вот, ну, как так? Ну вот как-то так. Везде. Ну, тут до хрена этих фоток. Вот. Нормально.
Утопайте, утопайте. У вас же в Чебоксарах, у Чувашии тоже продажная шкура ж сидит же там. Черт какой-то. Ну, у вас же мозгов нету. Он, когда вот это все гонение-манение началось, Минниханов же сам потом съездил в Узбекистан, там, грубо говоря, просил на коленах, наверное, пришлите мне узбеков. Нам узбеки нужны. Минниханов ездил, блин, в Узбекистан. Если помните, блин. Вот поэтому, как говорится, нехер гнать людей перед тем, как у тебя тут жопа твоя в грязи. Кутыңны, блин, юа білмегенсің, кешелерні қуасың. Поэтому я всегда, вот опять-таки этот свой девиз скажу, безнын хужа юк. Вот в нашем деле у нас нет хозяев. Вот в нашем деле у нас нет хозяев. И вот давайте максимально придерживаться этого. В нашем деле нет хозяев. Без узебезга, узебез хужа. Все, у нас ни Америка, ни Европа, нам никто. Нам никто. Хоть и мы тут сидим, мы сидим по своей теме, по другой теме. Мы сидим, громко, да, говорят? Мы сидим по своей, так сказать, другой системе. А то, что там нам постоянно нам написывают еще вот эти комментарии, надоедает. Типа, а вот, типа, вам, наверное, платят, что-то не платят, туда-сюда. Нам понятно, на жизнь, за жизнь платят, но за то, чтобы я эфиры вел, мне никто не платит. Поэтому, исходя от этого, вы должны понимать, что нам ничего не надо, у нас нет хозяев. Потом, чтобы когда-нибудь вдруг, если вдруг еще какая-то чертила нам какую-то копейку даст с этих краев, потом скажут, вот вам же запошляли. Чтобы такого не было, мы и не берем. И нам, и некому нам, кто нам будет предлагать, меня кто знает вообще, чтобы мне что-то предложить. Что даже, а он от этого выгоду, какую он выгоду поймает, если даже он меня будет чем-то запошлять. Тут же должна быть выгода какая-то, а то, что я веду это, я веду бесплатно, от своего сердца, так сказать, уделяю свое время, которое у меня в данный момент пока есть. Вот так, как-то так. Как-то так. Вот мне, как бы, так сказать, где-то, если даже кто-то хотел бы оплачивать, сказал бы, так, давай, веди эфиры, я буду тебя оплачивать. Окей. Я бы, наверное, эту оплату вел бы как раз в то дело, которое для общего дела. Если бы вдруг и такая оплата мне пришла бы от какого-то нормального человека, я бы это дело ввел бы в какое дело? В мое будущее, так сказать, пространство в виде связывания народов через кафе, через вот эти национальные блюда, которые я хочу замутить здесь. Ну, через, так сказать, чайхану, можно так сказать, через движуху по национальным блюдам, которые будут продвигать нашу идею о независимости. Вот только так. Вот это я могу делать, если будет конкретный инвестор. Вот это можем обсуждать. А то, что я веду, это я могу вести и бесплатно. Мне за это не надо платить. Мне главное, сейчас в данный момент не помешал бы какой-нибудь компьютер. Потому что меня постоянно банят. Чтобы меня не банили, мне нужен компьютер, чтобы в компьютере шла вот эта YouTube стрим, который будет контролироваться через YouTube студию, чтобы я мог там фильтры какие-то включать туда-сюда, а в телефоне нет такой возможности. Вот для этого только мне нужен комп. И не могу же я из дома компьютер свой притащить. Как говорится, он дома. А здесь надо, знаешь, чужой другой компьютер какой-нибудь, новый или там старый какой-нибудь бэушный, похрен какой, лишь бы работал и у него была камера, и все. И чтобы подключался под Wi-Fi. Или там под сим-карту, я не знаю, как его. Как-то так. Так, вчера я читал или нет, я не знаю. Вот этот, давайте, вот приперлась тема такая. 50 миллионов из бюджета Татарстана ушли на РПЦ, расследование Татар-Шурасы. Вчера вроде тоже читал. В Татарстане вскрылась схема, по которой государственные деньги вывели через фонд прокладку и оформили как благотворительность 50 миллионов рублей. Ушли к Казанской епархии РПЦ по договору без проекта и отчетности. В бюджете дефицит, татарский язык почти не финансирует, мечети выживают на пожертвования прихожан, а деньги из казны спокойно уходят в РПЦ. Ну да. Помните, такой видос заходил, загружал я вам даже, как в церквушках где-то роются, ремонт церкви идет здесь, где-то в Европе, где-то там, и там до хрена скелеты детей нашли.
Понимаете, да? Скелеты детей нашли. И вот как раз-таки вот это прям с этим можно сопоставлять. Почему РПЦ столько бабла? А чё? А может они создали себе какой-то остров после, как сдох Эпштейн, блядь, и дальше там чпокают детей. Что вы думаете, что, в России не чпокают? Особенно вот эти попыты и любят чпокать детей. Приносить, блядь, жертвоприношения, блядь. Ихние, так сказать, детские клиторы там или что-то в этом роде, блин. Представляете, да? Это как ужасно. И поэтому строят огромные церкви, а по церкви там у них, блин, как сказать, суп-набор из костей детей. Вот как-то так, блин. Поэтому я не удивлюсь, что это 50 миллионов ушли, как говорится, этому Кириллке, блин, московскому ушлепку, блин, и другим еще людям. 50 лямов куда-то втюхали, блин. Миллионов. 50 миллионов рублей. 1 миллион, 2, 3, 4. 50 миллионов. Ну это же до хрена денег. Это до хрена. Так что, как-то так. Так. Так, предатели купила ФСБ и нефтемагнаты. Уже месяц в России продолжают задерживать активистов коренных народов. Они не побоялись рассказать, как Москва нарушает их права. И вот спустя месяц наконец-то проснулся глава Ассоциации коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Александр Навьюхов. Он сказал, что государству и дальше нужно прижать к ногтю таких активистов, потому что все народы России живут хорошо. Недавно стало известно, что Навьюхов и руководство Ассоциации коренных народов тесно работает с ФСБ. Руководство ассоциации получает должности в Москве и щедрые взятки от Лукойла. Надеюсь оправдать ваше доверие. А тут, я думаю, его рожу я сегодня где-то видел, блин. Чё его моросят, думаю. Ну, и порой иногда я что-то вижу и не читаю, короче. Предал своих за московские деньги. Власти продолжают задерживать активистов, которые осмелились рассказать о нарушениях прав коренных народов. Только теперь отреагировал глава Ассоциации коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Александр Навьюхов. Вместо защиты он заявил, что активистов нужно прижимать к ногтю. Руководство ассоциации получает московские должности и щедрые взятки от Лукойла, а Навьюхов тесно работает с ФСБ. Он предал своих за деньги и карьеру, оставив народу на произвол власти. 4 комментария сейчас. Его рожа в экран не лезет. А вот вся Москва из таких потом орут, что их Москва грабит. Дерьмо тянется к дерьму. Да уж, глянь на этого, держи морду Навьюхова, и сразу станет ясно, как он коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока будет защищать. Так и видишь воображение, картину, как Навьюхов в застенке к НКВД кого-то в ногтю прижимает. Ну, что я могу сказать? Такой дичи у нас тоже хватает, блин. То, что там в Сибири там или там где-то там в ебенях, где там это, в Дальнем Востоке что-то ляпнули, блин. Ну, такого дерьма, блин, у нас тоже хватает, Туанар. Это то, что я считаю, это, ну, как, ну, мелочь. Мелочь. Это такого до хрена, блин. Поэтому, исходя от этого, такие манкурты, само собой, лягут. Если они будут выеживаться, они лягут сразу. А так засядет. Засядет, как говорится, надолго, когда мы зайдем. Вот и все. Поэтому я и говорю, что Кавказ, Татарстан, Башкортостан, только вот мы будем, как говорится, лидировать по бомбежкам Москвы. Остальные те вот эти непонятные Александрочки и вот такие имена, больно они нам не помощники. Так что расчет на них мы не будем делать. Наш расчет должен быть башкор, татар, Дагестан, чечен. Все, вот эти вот 4 нации наш расчет. Имейте в виду, вот из этих 4 наций, если мы подымем минимум 50-100 тысяч людей, нам этого хватит раздолбать Москву. Съездим на 3 дня, раскуташим и вернемся. Другого варианта нету. Нам не нужны другие какие-то, блин, Иваны, Иванушки, девочки, мальчики нам не нужны. Нам нужно конкретные люди, которые могут за свою жопу ответить. А вот эти нации, за то, что мы мусульмане, мы можем ответить за свою жопу. А те не ответят за свою жопу. Так что от них пользы нет пока в данный момент. Мы их тоже будем защищать,
мы их тоже будем вытаскивать из этого рабства, в котором сейчас они находятся. Вот и все. Поэтому как бы Навьюхин, Мамьюхин там будет, хоть Пушкин там пусть объявится новый. Нам как бы от них никакой пользы нету. Ну, как объем какой-то там, если они самостоятельно придут, скажут, все, мы за вас идем, ну, пусть подключаются. А так, я как бы редко же про них говорю, что-то говорю. Я же не говорю же за бурят, за саха, там, просто поверхностно говорю. Я не говорю, что мы их куда-то, что-то поверхностно, потому что внутрь туда внедряться даже не хочу. Потому что там, по сути, их мало. Давайте так начнем. Их мало вообще. Их, если посчитать, там, не знаю, пару лямов, может, выйдет, не выйдет, я не знаю, надо поинтересоваться, кстати, там. И там разброс идет. Тувинцы кто, буряты кто чё, хасаха кто. Понимаете, там смесь бульдога с носорогом. Там хер поймешь, кто они, кто, блин. Надо еще разобраться там внутри. Подавно на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке, я вам скажу, там основной узкожопые живут. В основном. Там нету вот этих узкоглазых, там не найдете. Узкоглазые там где-то в аулах, в деревнях, в Сахе где-нибудь живут. Буряты также, тувинцы также. А на Дальнем Востоке, Приморском крае и так далее, там живут только узкожопые. Поэтому это место обязательно мы передадим Японии. Это место надо просто истребить, это место, чтобы узкожопые сами куда-то подевались оттуда. Поэтому мы должны эти земли передать на каких-то там основаниях, на каких-то деньгах, на оружие, там, на технологиях. Японии мы их, иншаллах, как говорится, отдадим, чтобы японцы размножались. Мы будем размножать японцев, иншаллах. Потому что японцы начали приходить в ислам, и мы их потихоньку под себя должны, как говорится, забрать. Так, идем дальше. Что тут? В Чувашии продолжаются митинги против закрытия больниц. Вот эти опять писанины. Понимаете, эти писанины никогда не помогали и не помогут. Вот этими бумажками выходят только, вот, можно сказать, женщины и старики. Нормальный человек должен взять в руки оружие и с оружием выходить. И идти строем, блин, на Москву. По-другому никак. В Чувашии продолжаются митинги против закрытия больниц. В сельских районах Чувашии жители выходят на митинги, чтобы спасти районные больницы от закрытия. Чиновники хотят объединить местные учреждения с соседями и оставить десятки тысяч человек без быстрой медицинской помощи. Чувашия лишает нормальной медицины, в деревнях и так острый дефицит врачей, а оборудование устарело. Жители опасаются, что до ближайшей больницы придется ехать десятки километров, и начали массовый сбор подписей, требуя сохранить местные учреждения в своих районах. Само собой. Само собой. Поэтому мы должны понимать, что не то, что Чувашия. Думаете, что в Татарстане, Башкортостане такого нет? Везде оно есть. Везде. Поэтому біз, особенно ауларына уйларға тиіспіз. Біз ауылға кішілеріне көшіруге тиіспіз. И когда мы в аул, когда говорим кішілеріне көшіреміз, мана Башқұртстан зурайғаш, Татарстан зурайғаш, біз оларны онда көшіре тұрған болсақ, біз онда всю муниципальную вот эту систему, больнички там, блин, госпиталя, блин, школы, детские сады, все там должно быть. Все там. И должны получать те же зарплаты, что в Уфе, что в Казани. Вся, начиная с Куандыкского коридора, допустим, да, с краев Казахстана, заканчивая Ненецией, весь этот Башкортостан с Татарстаном должен получать одинаковую зарплату. Хоть на севере ты, хоть, блядь, на Луне будь, одна зарплата. Не меньше 2-3 тысяч евро в месяц должны мы получать. Вот каждый от 2-3 тысяч евро в месяц. Спокойно мы должны эти деньги получать. И мы, точнее, наш народ имеет право получать эти деньги, блядь, спокойно, не отходя от кассы, так сказать. И кутын кайнам еще. Сейчас они идут спать. Шум такой от них, пиздец, да, ведь? Я себя не слышу, когда они говорят. Когда они говорят, я не слышу себя, блядь. Есть какой-нибудь переводчик у вас? Понимаете, что они говорят? Так.
Казах, татар, башкорт, братья, Алгат, Уран, брат, вы красава. Японцы в исламе, ну да. Ну да, японцы начали принимать ислам. Иншаллах, они будут в исламе скоро. Все. А, вот опять. Детей башкортов готовят умирать. Розово-щекий журналист из Уфы Ильяс Батыргареев радостно отчитался об учебных спорах в Башкортостане, где старшеклассников на 5 дней превращают в курсантов. Детей учат разбирать автомат и управлять дронами. Полный набор для будущей войны. Вот нахуя это нужно, да? Ну, грузится видео, мы потом сейчас поставлю. Видите? Все, вот учеников учат вот этой дичи. Конечно, потом там 14 лет, 13 лет идут убивать, других, учеников, Если эта дичь происходит там везде. Особенно цинично звучат его слова о том, что, надеюсь, эти умения не понадобятся в бою, но в жизни они могут быть очень полезными. Если не понадобится, зачем тогда автомат, дроны, армейская муштра? Зачем готовить подростков не к жизни, а к смерти? Под видом полезных навыков детей коренных народов заранее приучают к мысли, что они расходный материал империи. Пока одни растят инженеров и ученых, других учат умирать с автоматом в руках и чужим флагом над головой. Понимаете, вот к чему нас ведут эти войны, ебучие, путинские. Вот автоматы на руках. Зачем им это надо? Нападение. В эти дни в парке Патриот проходят сборы для школьников 10 класса Кировского района. И знаете, вот тот дух, который они чувствуют здесь, я хочу передать вам. Ребята, все для победы. Наши занимаются не только военным делом, но и повседневным. Ну, вот так вот. Офигеть, да? Вот это оружие я хотел посмотреть, кто такой. А, ну понятно, этот ушлепок, этот, харя долбаная. Я его знаю, это видел. Черт, корреспондент, журналист чертов. Понятно. Ясно. Не звонят. Кино вообще. Удивляюсь. Поэтому порой иногда, когда людям пишешь смс, или там кому-то пишешь, надо читать смс, чем звонить. Вот удивляюсь над людьми порой. Так. Где я был? Потерял это место теперь. А, ну вот, да. Ну вот. Сейчас комментарий почитаем. Катя. Пускай русских детей учат и отправляют на свои разборки. Кто-то пишет, Султан. Пускай учатся, чтобы потом против них же все это использовать. Нариман пишет. Главное, чтобы этих детей не отправляли на походы по защите Родины. Ну, я могу одно только сказать. Учатся они, не учатся, от этого толка нету. Вот я 2 года в армии был, хрен знает когда. Я даже не помню уже, что там, как стрелять, что делать, не помню я. От этого толка нету. То, что они там учат, что-то делают, там, может, у кого-то там из 100 человек память останется, там, разобрать автомат. Или что-то в этом роде. Собрать его обратно, Ой, и все. Понимаете, когда ты учишься, сказать, не по специальности, ты можешь и не запомнить это все. Потому что оно тебе привязали, принудили, точнее,
Тебе принудили это, и ты идешь туда не самопроизвольно, идешь принужденно. И когда ты идешь принужденно, тебе лишь бы так отъебаться, блядь. Отъебаться. Да лишь бы вот день прошли, второй, третий, четвертый, все, отошли, все, и забыл ты. И живешь своей жизнью. Как-то так. Поэтому от них толка не будет. Я поэтому, почему я говорю, нам нужен плацдарм, мы должны обучение сейчас проходить, чтобы идти на Москву. Не просто так же взял автомат и пошел. Да, мы можем и так пойти, проблем нету. Ну, хотя бы нам, блин, научиться надо стрелять, ёп, ты гдынский конь. Там рожок, блядь, тык-тык-тык-тык, этот делать, блин, заполнять, блин, автоматный рожок пулями. Или там, я не знаю сейчас какие, блин, автоматы пошли. Может, автоматические рожки уже, блин, забитые. Ну, их тоже надо забивать, там потом то, все, чистить. Может, не надо чистить, блин. Хз, короче. Ну, старые калаши точно надо было чистить, блядь. Они были ржавые, блядь. А ржаветь, знаете, от чего, оказывается? А просто железо же лежит, и когда происходит, блядь, тепло-холодно, зима, лето, она ржавеет. А, блядь, железо, которое, блядь, тамошнее, блядь, автоматное железо, это вам не оцинкованное железо, блядь, которое, вы думаете, не ржавеет, блядь. Оно ржавеющее железо, блядь. И особенно внутри, блядь, дуло, и все, откуда вылетает пуля, и вот это вся, вот так, какая-то хуйня есть, пидорасишь его, блядь, там ржавеет, блядь, все там в масле должно лежать, блядь. Короче, дичь полная, нахуй. Я вам скажу, это Калашников, блядь, так сказать, придумал, как он говорил, я же не убивать придумал, я же самозащита придумал, блядь. Ну, получилось так, что придумал и убивает людей калашом везде. Даже вон любят даже в Африке Калашниковой. Везде знают калаш, блядь. У каждого араба во рту выходит слово калаш, блядь. Калашников. Они еще таким акцентом, блядь. Любят это, блядь, автомат, они пиздец. Как можно любить автомат? Я охерею просто. Кто-то пишет. Хвала Аллаху, что есть подобные группы, люди, которые знают правду, посредством которых можно донести правду. В моем детстве такого не было. Я чуть-чуть знаю историю, знаю основу, что Россия империя зла, что он враг народов, и посредством таких групп я дополняю информацию ТВ в своей голове, и мне четко уже ясно, что к чему. Надо стараться распространять правду среди молодежи, надо им рассказывать все время, кто есть кто. Ну, а мы о чем и как раз-таки и говорим об этом, что это чертовые манкурской молодежи, даже не молодежи, и взрослые, блядь, манкурты есть. Всем же мы это вдалбливать пытаемся, блядь, сказать, что, блядь, вы долбоебы, просыпайтесь, не идите на войну туда-сюда, не будьте, блядь, как говорится, манкуртами. Ну, тут пошло-поехало, короче. А, ну тут эти зетники по нашей начали жестко писать, короче, этому минусов нет. Стефан какой-то. Да, Мансур пишет, капец, тут публика подобралась. Вот, молодец. Дальше держи за щекой хер плешивого хуйла. Сволочь пуская. Ну да, тут заходят, оказывается, узкожопые тоже. Зетники какие-то, наверное, заходят. Ильяс пишет. Москва сжигает в топке. Войны молодцы.
стопке войны малоценный или даже опасный для империи людской ресурс. Алкашню, зэков, маргиналов, малообразованных, неквалифицированных рабочих, представителей непокорных коренных народов и этнических групп, не сумевших ужиться с колониальным уставом существования. Быдлу это преподносится как героические акты патриотизма. Быдло не может разобраться и гибнет с уверенностью в полезности своей смерти. Наша задача разъяснять людям, что не стоит становиться быдлом. Ну, я вчера только на эфирах сказал, что вот эта утилизация, или позавчера говорил, и вчера тоже напоминал, вот эта утилизация, которая происходит сейчас, оказывается, кстати, по рукам нам, блин. Пусть утилизируется эта вся дичь, блин. Наркоманы, всякая шваль, маньяки и так далее. Уменьшается нормально, с одной стороны, блин. И как бы я теперь так понимать начал. Это же как бы проблем нет. Поэтому как бы проблема в том, что в среди этого 49 тысяч вчера как раз таки там или там 54 тысячи, которых, так сказать, нашли мертвыми, сказать, и там же ведь и не только вот эти маньячелы были, и нормальные люди были. Вот из-за этого херово, блин, как-то становится. Короче, кино, блин. Ну да, думаю, чук его пропускает. Лига свободных наций. Конечно, тут узкожопые сидят, блин. Я думаю, читаю, блин. Ну вот, Аруна Арна уже 4 месяца держит, оказывается. Вот. Аруна Арна, которая брякнула что-то, и все, писец ей пришел. Срок за публикацию песен многодетная мать держит в СИЗО уже 4 месяца. Аруна Арна 4-й месяц находится в СИЗО по обвинению в терроризме из-за публикации кавер-версии советских песен «Интернационал» и «Варшавянка». В обращении к уполномоченному по правам человека она пишет: «Выросло количество людей, которых привлекают за песни, лайки, комментарии. Всем понятно, что такие действия кардинально отличаются от реального терроризма, но наказание превышает своей жестокостью наказание за реальные насильственные действия. К мнимым террористам в СИЗО и колонии относятся как к реальным». Аруна Арна подчеркивает, что террористом становятся домохозяйки, матери, обычные пользователи соцсетей. Это диагноз системы, в которой репрессии подменяют правосудие, а страх перед словом разрушает жизни людей. 12 комментариев сейчас почитаем. Ну да, я тоже согласен этим. Короче говоря, я вам скажу одно, что сосед тут лазит. Короче, что я вам скажу? Что просто так, да, ведь сейчас в этой пидорасии сажают всех. И поэтому, чтобы у нас это шло как-то этот, секунду, шло просто этот, сори, падает все. Да, нормально. Thank you. Сейчас, секунду. Упало все у меня. Так. Они бывает так по-соседски убирают, короче, здесь, потому что тут уборщиков нет, убирают они сами по своему желанию. Захотели, помыли, короче. Вот. О, нифига, 20 человек в ТикТоке и 15 в Ютубе. Читаем комментарии. У Путлера в стране 140 миллионов страхов проживает. Ну, я вам не скажу, что 140 миллионов, конечно, в комментариях я не согласен. Не 140 миллионов уже, наверное, как в тот раз говорили, 125 миллионов. Так что вы не думайте, что из этого всего, так сказать, быдло населения, все узкожопые. Там узкожопых-то, наверное, может, еле как, соберется, наверное, 50 миллионов. Еле как соберется полтинник. Из них еще какая-то часть свалила, лям 2-3 там свалила, и осталось там все коренное население. Вот и все. Там Чечня, Дагестан и остальные, кто имеет, как говорится, больше людей, так сказать. А те, которые другие регионы, в которых живут там узкожопые и перемешку с другими нациями, там
то же самое. Больше получается местного населения, чем узкожопых. А узкожопые все взятые, наверное, самое больше проживают только в Москве. И то это, ну, как сказать, в Москве больше, так сказать, именно, так сказать, ну, местных коренных москвичей, если их назвать узкожопыми. И то из них половина не узкожопые, половина хрен знает откуда приехавшие люди. Так, пишет комментарий. Только массовые репрессии и расстрелы решат межнациональный вопрос и мнимое превосходство титульной нации по типу примирения русских князей Золотой Орды. Якобы замирение и как бы оккультирование ермаками коренных народов Сибири и завершение семиобращины поляками. Вот что-то они меня уже доставать начали, а? Я не могу читать сейчас этот. Меня слышно вообще, нет? Или их больше слышно? Что-нибудь черканите-ка куда-нибудь. Так, комментарии я почитаю, как не могу сейчас вот эти моменты читать при них. Они перебивают меня. Так. Почитай, умный человек, про задержание за сообщения в интернете. Это все цивилизованные Англии. Это все в цивилизованной Англии. Макс. В какой Англии? Почитай, умный человек, про задержание за сообщение в интернете. Это все в цивилизованной Англии. Причем тут Англия? Блин? Мы говорим про пидорасию. Причем тут Англия? Виктор Павленко, приветствую, вы откуда? Я что ли из Башкортостана? Наверное, уж эти люди не сидят уже давно. Просто чисто не могу это. Сейчас перемотаю и комментарий почитаем. Так. Амир, чужую ложь пересказываешь. Лжецом. Достаточно человеку прослыть лжецом, чтобы пересказывать то, что он не видел. Зачем делитесь, узбек, ты нормальный вообще? Зачем делитесь, узбек, ты нормальный вообще? Зачем чужую грязь смотреть и пересказывать? Тебя, бородатого мужчину, это не красит. Вы узбек или башкир? Ладно, пусть Аллах тебе даст ума и имана. Амир, амир. Кино, блин. Если вдруг и снег, и град, значит Путин виноват. Да, только это чмо виновато. Это Россия. Как упоительная в пидорасии вечера. Ну да. Какой он мусульманин, если усы побрил и бороду отстрастил? Вы послушайте его речь и о чем он говорит. Он атеист или язычник, никакой национальности он не принадлежит, он изгой, ерунда несет. Ой, блядь. Дениска, пиписка, иди отсюда. Не совсем понял, мы тут будем слушать твои возмущения от криминальных новостей. Иван. И это бла-бла. Денис Гуринович. Турма твой дом будет. Так, юморной. Красавчик, все по факту. Германии. Ставим лайки, человек правду говорит. Здравствуйте, вас приветствует Федеральная служба безопасности США. Я специальный агент Кузьма. Мы попросим пройти вас в соседние комнаты для дачи показаний по делу Джеффри Эпштейна. Елена Пу пишет. Как относишься к Пхармату? Как же вы жутко материтесь? Тимур пишет. Сметана во Франции хорошая.
У меня квартира 4-комнатная, 110 квадратов. Пришла платежка 9 тысяч. Это уже недорого. Ромарио. Тимур Кучумов. Хабиров лучший. Тимур долбоеб. Амир Фаткуллин. Кого из блогеров посоветуете смотреть? Амир. Фейк все, что говорят автор. Привет всем. Государство на национальной идее не и жизнеспособное. Башкирия долой Путина. Да. Данил Карандеев. Узбекский. Игорь Проценко. Слава ВСУ. Айнас Сибатуллин. Татарстан впереди. Россия впереди. Путин красавчик. Кутагам, блядь. Всем привет, блядь. Привет. Так, Мирноград освободили. Траекторные. Ура, ура, ура. Так. В 1883 году твои предки позорно проиграли Крым. Это Россия. Марина Кулешова, блядь. Иди, блядь, там гулешой делай. Телефон бомжа последнего. Ну а чё, блядь? Купи да мне новый телефон, блядь. Недавно, кстати, один раз херачил. То есть, так. Марина Кулешова. Герои войны, татары при встрече тебе все объяснят. Возвращайся. Татары мне объяснят, блядь. Заебутся. Александр, вы не все. Александр Дуэйн. Я не понимаю всей этой темы. Если вас это успокаивает, конечно, что я прошу прощения. Не хочу задеть ничьи чувства. Так, понятно, короче. Дичь это узкожопые тут сидят, короче. Ну, сидите. И сегодня нету того чувака, который там вас закрывал бы. Ну, ладно. Так, давайте прочитаю вот это. Мне кажется, отошли. Так, 18 человек в телеге, в ТикТоке и 18 в этом, в Ютубе. Так, только массовые репрессии и расстрелы решат межнациональный вопрос и мнимое превосходство титульной нации по типу примирения русской князей Золотой Орды, якобы замирение, и как бы оккультуривание ермаками коренных народов Сибири и завершение семя боярщины поляками. Где-то тут шутка. Если генетически не зашло, просто пройдите мимо. Кстати, одним из первых решений семьи боярщины было постановление не избирать царем представителей русских народов. Если кому интересно, были русско-чукотские войны с неприятным для любителей кваса итогом, поэтому ОРВТЛ просто споили. Какой-то коммунист ебучий пишет это. Ты, как сейчас помнишь, да, убогая? Ему отвечает. Заткнись, гноя ротая дырка, юродствуешь мерзко. Да, пиздец, блядь, кино. Ильяса ему отвечает: а почему бы не пойти цивилизованным путем? Вооруженную борьбу никто не отрицает, но это крайне вынужденный шаг. Даже взяв в руки оружие, параллельно нужно искать возможность переубедить часть колеблющих противников, перетянуть их на свою сторону. А уж массовые бессудные расстрелы, ну тогда лучше и не рассчитывать на успешный итог. Чем мы тогда лучше колонизаторы московитов? Ну, Ильясик, я тебе скажу. Расстрел массовый, я думаю, блядь, такой, блядь, хрень мы точно не будем делать, блядь. Цель только, блядь, нахуй, Садовое кольцо, Москва и этих всех крыс, блядь, переебашить. Вот и все, блядь. А другие, блядь, это просто, блядь, так сказать, эти лаптоебы, христиане, блядь, такие же, блядь. И все, бабушки, блядь, которые сидят, щелкают семечки, блядь, на скамейках. Кемоларный Тотонсон.
Имелись в виду репрессии со стороны власти без национального признака, и тогда самим русским будет не до мигрантов и инородцев. Вообще это была немного сложная шутка. Если говорить о цивилизованном методе, это забастовки перевозчиков, энергетиков, связистов, например, не сотрудничество с государством, отказ от потребления сатьяграха, термин от Махатмы Ганди. Я ему уже напишу, наверное, ты долбоеб, напишу Кутакбаш, блядь. О, Кутаксанага. Сын кем вообще, блядь? Как-то так, блядь. Дичь какая-то нахуй. Так. Что мы не... Все, в Лиге свободных наций тоже все старое, я уже читал. Так. О, блядь, фотка, блядь, этого пидораса Хабирова. Нашего, блядь, Ради Хабиров. Смотрите, какой он был. Уебан, блядь. Про него текст, короче. Давайте-ка прочитаю я вам. Так. Хабиров был гуном с самого детства. Еще когда он жил в деревне, местная ребятня хвасталась ездовыми скакунами. А у Хабирова скакуна не было. Его обижали и дразнили из-за этого. У него был только ишак по кличке Фарик. Все знали, что скакуна у Хабирова нет. Но он упорно лгал и доказывал, что скакун есть. Однажды Фарик навалил целую кучу, а затем вторую, а затем третью. И тогда, чтобы не показаться лохом, Хабиров собрал все кучи в одну большую и погрузил в тачку. С радостным воплем: смотрите, а вы не верили? Хабиров во всех ног побежал в деревню, доказывая, что эта большая куча в его тачке принадлежит скакуну, которого у Хабирова в действительности не было. После такого фокуса всем местным ребятишкам строго-настрого запретили общаться с больным Радием, потому что родители опасались, что ненормальное состояние Хабирова заразно и может передаться их детям. Не имея друзей, Хабиров рос замкнутым и мстительным. Некоторое время он еще что-то пытался доказать, но все попытки были тщетными. Из общения у него был только ишак Фарик, но и тот сдох, когда Хабиров подумал, что куча была маленькой, и поэтому ему никто не поверил. Будучи замкнутым и мстительным, Хабиров прилично отставал в учебе. Он трижды оставался на второй год, причем третий раз было не обязательно, но он принципиально остался, когда ему предложили нарисовать оценки, чтобы он мог перейти в следующий класс. Но больше всего Хабиров ненавидел свою учительницу математики. Она запрещала Хабирову закидываться на сваям и материться на уроках, из-за чего он затаил на нее обиду. Эту обиду он принес через жизнь и живет с ней по сей день, вспоминая в те времена. Но это, конечно, выдуманная хуйня, конечно, наверное, на свай. Откуда у Хабирова, блядь, в то время? Эту обиду он пронес через жизнь и живет с ней по сей день, вспоминая то время, когда ему запрещали закидываться на сваями и материться. Кстати говоря, назло учительница Хабиров так и не выучил до конца цифры. Он умеет считать только до 8, а цифру 9 он не выучил принципиально, потому что учительница жила в 9-м доме по улице. Подписывайся на голос башкир, блядь. Хуйня какая-то, блядь. Реально, блядь. Так, я думал, что-то путное написали, блядь, про него. Так. Так.
И тут откопытил. Юрматинский башкир рассказал историю о башкирско-ногайских взаимоотношениях. Когда-то наши народы соприкасались, но русские оккупанты отрезали нас друг от друга. Они хотели сделать так, чтобы мы забыли наших братьев. Но степи помнят все, и мы тоже не забыли. Мы всецело и полностью поддерживаем наших ногайских братьев. Юрматинский башкир, короче. Не грузит, короче, вообще галимый тут интернет. Я же тоже как бы, и мои предки же юрматы, получается, и старлибашевские. Мой дед башкирт был из рода юрматы, получается, если по землям, если смотреть. Я так понял, короче, по карте родов в прошлом году, там, или позапрошлом, наверное, что по карте показывает, что эти зоны принадлежали роду юрматы, так сказать, жили там юрматы. И вот, как говорится, я понял, что я из рода юрматы и со стороны башкиртов. Но миндата ишхан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья нагайцы. Я сам башкир, зовут меня Замат, Юрматерову. Здесь почему раньше называлась Ногайская дорога, Нугаю, да, Оренбургский тракт. Здесь раньше кочевали ногайцы. Когда русские взяли Казань, ногайцы и часть башкир с ними ушли туда, на Кавказ, Придонье. Когда земли эти уж освободились, на их место пришли юрматинцы. С Меделинской возвышенности они перекочевали вот в эти места. Места вот где-то круга Южного Урала. Но имя истинно халда, Ногай, это истинно халда. Поэтому вполне возможно так. Но в Старлибашевском районе есть деревня, я сейчас точно не помню, там остались ногайцы. Не все ногайцы ушли. Часть ногайцев осталась и вошли в племя юрматы. Сейчас они уже стали обашкирились, стали башкирами. Получается как? Часть башкир ушла с ногайцами, стала ногайцами, часть ногайцев осталась с башкирами, стали башкирами. Поэтому для нас башкиры и ногайцы это очень близкий, кровный народ. Субханаллах. Это очень-очень близкий народ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Старлибашева айттым бит. Менің қартатайлар Старлибаштан. Старлитамақ бит енді улы шахар, столица, ну типа того места. Получается, районный центр, так сказать, Старлибашева. А аула Чапай аула. Самое удивительное, какого там Чапаев, Пугачев, шел и семинар берилген. Ну, вот это удивительно меня, прикалывает вот эта фигня, короче. Чуть вот так сделаем, посижу так. Ну, этого я чувак не знаю, что за чувак такой, Азамат. Короче, вот так вот. Где он дает это? Короче, вот Шундыхаль, Дуслар. Дайте-ка я закину его. Насчет Юрматова говорит. Так что он надо, как бы, он пытается сказать, что с нагайцами как бы у нас тоже вась-вась, короче. Ну, понятно. Меня больше интересует то, что что-то, если говорят про юрматы, то мне это интересно, как бы, да, как, так сказать, мои предки из рода юрматы. Так. Так, вот это что-то свежее, сегодня какое. Нет, это тоже старое уже. Так. Узнаете? Это Наиль, короче, вот этот чувак сейчас в Турции живет. Наиль. А рядом чувак, башкирт, я не знаю, кто такой. Вот таки татарин.
Председатель башкирской организации Кукбуры Азат Сальманов и председатель Союза татарской молодежи Азатлых Наиль Найбиуллин читают совместно дуа у памятника Салават Юлаеву 24 июня 2012 года. Подписано на голос Башкир. 12 год, 24 июня. Я был в Башкортостане, кстати. Менің әтейім кеткен елы был. Вот так вот. Да, я там был. Да. Интересно. Я этому Наилю Набиуллину, это в ТикТоке где-то написал, его откопал где-то, он так и не ответил. Он что-то ответил синкем, и я ему написал, выходи связь, он не ответил, короче. Нет. Люди, вот я не понимаю людей, короче, топят вроде бы за независимость, да, ведь, блин, где-то сидят в Турции, блин, и самое главное, они в своем каком-то орбите живут. Им как бы вот эта взаимосвязь, как бы между с нами как бы связываться, у них неинтересно. Ну, не хотят, что поделаешь. Так, голос Башкир пишет так. Игорь Стрелков пишет, что Путин закончит так, как закончил сербский деспот Милошевич. Слободан Милошевич правил Сербией с 1989 по 2000 год. На его период правления пришелся распад Югославии и война в Боснии, в которой сербы творили ужасные преступления, следуя примеру своих русских братьев. Вот здесь давайте-ка добавлю. Да, у меня есть один товарищ, босниец во Франции. Чуть-чуть он рассказывал. Я потом тоже сам интересовался, читал. Есть сербская республика, или там сербская какая-то республика. Короче, внутри Боснии есть еще кусочек какой-то сербской херни какой-то. Есть еще Сербия, и еще есть сербская республика, что ли, внутри Боснии. Итог что? Когда была вот эта война, резня, боснийцы мусульмане. И их, блин, на самом деле, вот эти сербы кончали жестко. И в Косово также. В Косово мусульман тоже они также убивали. И здесь боснийцев они убивали. Поэтому как бы боснийцы и сербы в итоге друг друга ненавидят. У меня тоже есть один знакомый, так сказать, тоже серб он. Когда я понял его, да, когда он узнал, что я из России, общался со мной хорошо. Когда узнал, что я мусульманин, у него как бы взгляды резко сменились. Вот примерно вот такой чувак был. Понимаете как? Сербы ненавидят мусульман. Грубо говоря, они любят Путина. Он прям про Путина постоянно что-то говорил там. Ой, там, русские, ой. Вот, короче, вот так. Сербы, короче, конченый народ. В идеале вообще. Крестоносцы, что возьмешь с них? Ничего. Так, где я остановился? Так, на его периоде правления пришелся распад Югославии и война в Боснии, в которой сербы творили ужасные преступления, следуя примеру своих русских братьев. Закончил Милошевич в Гааге. Правда, перед этим авиация НАТО Порошенко прошлась по Белграду за преступления, которые сербские ублюдки совершили в Косово. Почему-то русские забывают об этих преступлениях в Сербии, когда ноют, а вот США бомбили Белград. Да, бомбили, благодаря чему в 1999 году сербские формирования покинули Косово, а в 2008 году страна стала независимым государством. В 2006 году независимым стала Черногория. Пиздец. Это будет записано в истории. Великая Россия закончилась на руинах Купянска. Дальше Российская Федерация ждет только последующая деградация, гниение и разложение. России придется покинуть Башкортостан и другие оккупированные страны, как когда-то Сербия покинула Словению, Хорватию, Боснию, Черногорию, Македонию и Косово. России придется покинуть Башкортостан. Вот правильное выражение, хоть кто-то написал. Вот как раз-таки я вчера тоже этим выражением, так сказать, заболел, так сказать. Не мы будем покидать Россию, а Россия покинет нас.
Не мы выходить будем из России, она выйдет от нас. Не мы в ней. Не мы в ней, блядь. Не мы в России. Мы на своих землях, блядь. Понимаете, вот эту логическую цепочку мне вчера дошло, блядь. Почему все говорят, нам выйти надо из России? Выйти из России. А какой России нахуй, блядь? Откуда мы нам выйти, блядь? Из Башкортостана куда-то переехать, что ли? Собрать свою землю и переехать, да? Там дыра останется, блядь. Это вот прям как будто мы отрезали Башкортостан и переехали. Ну, так звучит, понимаете? Получается, Москва от нас должна выйти нахуй, съебаться. Уёбки. Узкожопые. Так, Стрелков Игорь Иванович. Игорь Стрелков об объявленном до 1 февраля энергетическом перемирии. Короче, понятно. Игорь Стрелков Гиркин, блядь. Он, наверное, блядь, нахуй, который в тюрьме сидит, блядь, писарь ебучий. Понятно, короче. Напитки вместе. Я не шутил про алкоголь. Главный бухарик республики с удовольствием посещает те места, где ему наливают. Посмотрите, как улыбается. Ходит строго со своим стаканом. Если не нальют, то он разознет всех и ощутит все, что горит. В былые деньки ему не налили на заводе Шихан в Стерлитамаке. И тогда он загнал компанию в долги. До скрипа, вылезав емкости с пивом. Алкоживотные, одним словом, бухает не литрами, а тоннами. Ради Хабиров. Напитки вместе. Крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли страны. А уфимский филиал компании входит в топ налогоплательщиков Башкортостана. Насчет алкоголя в Башкортостане. Я всегда говорю об этом. Вот опять напомнили. Никакого алкоголя у нас не будет, никакие заводы. Алкомагазины, алкозаводы, ничего такого не будет. Максимально, если где-то что-то там будет, там может магазин какой-то. Но у нас производиться ничего не будет. Максимально мы от этого водки, там, пива и так далее, мы должны будем избавиться. Башкортостан, Хам-Татарстан. Сделать цивильную, такую красивую страну, без алкоголя. Без алкоголя. Ну, тәмәкені да в дальнейшем қысырға. Тәмәкені да юғалтырған нахрен. Тәмәкі да тортмасынlar. Так. Ну, тут больше, да, про Башкортостан. Наша идея ведь именно Башкортостана освободить. А то мы постоянно разные темы читаем. А тут давайте почитаем именно про нашу республику. Так, Хабирова забрали в психушку. На фоне войны и регулярного употребления алкоголя у него поехала крыша. Пришлось собрать целый консилиум врачей, включая лучшего ветеринара республики, но они отказались давать хоть какие-то хорошие прогнозы. А Витисян в раздумьях, а главный врач без Базилевки кусает локти, опасаясь, что его могут заменить Хабировым и сворой военных преступников, вернувшихся из Украины. Ну, короче говоря, что-то там происходит, блядь. Если это правда, порой какие-то странные вещи пишут. О! Где-то Габбасова сфоткали. Габбасов с Махсуди и Шейхзада Бабич. Прочитаем. Первый заместитель председателя БОО Башкор Руслан Габбасов на Днях башкирской молодежи 2015 год. Обратите внимание на то, что история Башкортостана, персоны Заки Валиди, Шайхзады Бабича и других выдающих деятелей башкирского национального движения всегда была в ходу. Башкорт сейчас ни Всемирный Курултай Манкуртов, ни коллаборационистский режим, ни кто-либо из тех, кто поддерживает Россию, вообще никак не упоминает, не говорит об этой теме. Им запрещено говорить о Заки Валиди, вместо этого они будут продвигать враждебным башкирам идеологию русского мира, отвергая настоящих героев и подлинную историю. Дни башкирской молодежи проходили с целью развития культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей молодых башкир, прививались верные идеалы, здоровые ценности, любовь к Башкортостану и своему народу. Это не идет ни в каком сравнении с тем, что делают оккупанты, когда даже башкирская музыка запрещается на их шабашках, а вместо этого ставится песня «Я русский» и продвигается идея служения русским оккупантам. Реальная история с форума «Асылташ».
Само собой, если так сравнивая вот эти моменты, и то, что я прочитал, можно сравнить, знаете, что? Манаманда часто я наблюдал в Норвегии, в Германии, были их свои праздники. У них проходят национальные дни. Вот, допустим, в Норвегии вроде бы в какого-то мая. То ли 5 мая, то ли какого-то мая, там 7 мая, что ли. Какого-то мая у них есть день Норвегии, короче. И все, они как бы в этот день празднуют, все, одеваются по-норвежски, короче, все такие нарядные, короче, все, у них есть национальный день. А в Башкортостане никакого национального дня нет. У нас есть день республики, чего день, хрен знает чего, день монумента, блядь, монумент это, блядь, ебучий, который стоит, блядь, при заезде в Уфу, блядь, нахуя, если это, блядь, монумент показывает, как нас 450 лет назад в то время было, 450 лет назад захватили. Это как будто мы сами вошли, блядь. Мы сами вошли, блядь, в Москву, так сказать, блядь, под русский мир сами вошли. Вот этот монумент. И этот день отмечается у них, блядь. Еще что-то отмечается, и еще что-то, блядь. Вот этот башкирские дни, так сказать, блядь. И поэтому у нас даже, когда такая хрень отмечается, у нас все идет по русскому плану. Нету там башкирского плана. В Татарстане нет татарского плана. Mana shularga o'tadi bizda butunlay bir, блядь. Shunaqa men bilmayman, qachon xatda tuzarga bo'lar ekan. Mana narsaga tuzasizdir siz, anglamayman shuni. Так, кто-то пишет. Русские, когда с ними пытаются заговорить по-башкирски после того, как они прожили в Башкортостане всю свою жизнь, они не знают ни слова. Вы удивитесь, но из-за специфического строения челюсти и деформации лицевых мышц у русских полностью отсутствует способность к изучению любого другого языка, кроме русского. Охуеть, блядь. Это кто такой, блядь, нахуй написал, блядь? Самый кызык мында білесің бе нәрсеке. Қазір, блин, мен оқыдым ана әйме, мына мені қырдан, блядь, урыс өтіп кетіп бара. Мында бір урыс бар, блядь, менің этажда, блядь. Мен мұныға оқыдым, урыс өтіп кетті. И ишітіп бара ведь енді. Ну, и чечен проходит кино, блин, и он это слышит. Пиздец, нахуй. Я это читаю сейчас, и он это слышит, блядь, и прошел туда, блядь. Охуеть, нахуй, блядь. Кино, блядь. Нет, этот русский вроде выучил нидерландский, английский знает этот русский. Челюсть у него вроде нормально работает под эти языки. Так, и ладно, идемте дальше. Батыр Талпар. Беда страшная. Никто не донатит нашим мальчикам. Снабжение башкортостанских СВОшников настолько мощное, что даже шапки и флиски до сих пор шьют волонтеры. Население не спешит помогать с покупкой материалов. Граждане справедливо решили, что бомжи, игроманы, наркоманы и прочая публика, позарившаяся на миллионные выплаты, пускай сама себе все покупает. Охуеть. Много раз, блядь. Смех, блядь. Ол бит енді баштан ушундай булганы бит енді исигизде болса, сугышка кетип баралар, блядь. В чем мать родила? Потом дәүләт бериге тиеш. Юк, дәүләт бирми икән, үзебез сатып алырга тиешбез икән. И все побежали в военторг. А там ничего нету. И вот они там зашибать начали деньги, блядь, берцы продают, блядь, спецовку продают, блядь, это все продают, блядь, форму продают, все продают. И просто потом через месяц даже не проходит, он потратил на форму где-то 35-50 тысяч, месяц не проходит, он же труп, блядь. Даже ему форма не нужна, блядь, возвращается в черном пакете за 1 рубль. Понимаете, ну этот черный пакет тоже, наверное, деньги стоит, ну 100 рублей, блядь. На 100 рублей возвращается обратно. А потратил 50 тысяч, блядь, на одежду. Нахуй ему одежда, блядь. Идите уже в пакетах черных, нахуй. Сразу. В пакетах черных идите. Воюйте, блядь, в черных пакетах. Толба. Да, что пишут? Сбор на флис и пряжу.
А, вот поэтому это фотки. Я пиздец. Состояние у нас близится к паническому. Присутствует чувство приближающей катастрофы. Сигналы, к сожалению, не работают. У нас полное отсутствие флиса на толстовке и пряжи на носки и шапки. Сбор стоит, не движется. А чё же, где, блядь, путинская движуха? А чё же вы, блядь, нахуй, зетники, не двигаетесь, а? Скидывайтесь уж, блядь, а чё только на соленые огурцы вы скидываться любите, блядь? У бабушек собираете, бетон ауылда, блядь, хайванлар. Так. Минздрав Башкортостана совсем уже заврался по поводу вспышки менингококковой инфекции. Менингококковой инфекции. Вот что сообщили специалисты всего полгода назад. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан отметило тревожную тенденцию по увеличению случаев заражения менингококковой инфекцией в республике. На ситуацию обратил внимание главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии, совместно главный врач Азат Мухамедзянов. Уже в 2024 году выявлено 1266 случаев заражения, что на 260% больше, чем в 2023 году. Раньше менингококк считался детским заболеванием, но теперь ситуация в Башкирии радикально изменилась. 75% заболевших приходится на взрослое население, у которых выше риск тяжелых осложнений после болезни или летального исхода. Эпидемиолог Азат Мухамедзянов считает, что это связано с отсутствием вакцинации от этого заболевания, с высокой ее заразностью, а также с повышением числа мигрантов на территории Башкирии. Сегодня они называют вспышку менингококковой инфекции фейком. Видно, получили по шапке за слив чувствительной статистики, блядь. Вот тебе нахуй, блядь. Видите, блядь. Говорят, типа, это фейк, блядь. Ну, значит, если кто-то где-то что-то пернул, нахуй, значит, есть какой-то запах, понимаете, блядь. Не просто же это, блядь, откуда-то вылазит и откуда-то, блядь, говорят, что было, ну, так сказать, мы уже прочитали только что, а потом говорят, это фейк, блядь. Ну, как-то, блядь, странно, блядь. Пиздеж. Так. Значит, есть эта болезнь. Ну, как это, блядь, с коронавирусом, блядь. Ой, ничего не будет, ничего не будет. Хуяк, блядь, нахуй. Вся земля, блядь, заразилась за 5 секунд, блядь. Так, бюджетные недоимки теперь будут компенсировать, выбивая деньги из населения. Гениальный геостратег Путин продолжает свои глупые авантюры, за которые будет расплачиваться простой народ. Война тем временем продолжает дорожать. Антирекорд за всю эпоху Путина. Нефтегазовые доходы российского бюджета рухнули вдвое. Круто. Что тут? Опомнился, блядь, за 4 года. Азербайджанский телеведущий обратился к коренным народам бывшего Советского Союза. Он напомнил о том, что нам незачем благодарить Россию и русских, которые непонятно по каким основаниям вообразили себя благодателями, деятелями для завоевания народов. Я бы сюда написал бы, блядь, напишу, блядь. Невозможно написать здесь. У него закрыто, блядь, писанина. Кино, блядь. Тюрки-мусульмане, не сражайтесь за Путина, блядь. Убил меня, блядь, этот азербайджанский, блядь. Ты своему, блядь, нахуй, ебучему, нахуй, Ильхаму Алиеву скажи, нахуй, блядь. Уебок Айзер, блядь. Вот, меня ишет, нахуй, вот, скопируй, нахуй, и отправь этому пидору Алиеву, нахуй, чтобы он, нахуй, в десна и за яйца, нахуй, блядь, не чпокался, нахуй, блядь, с евреями, нахуй, блядь, и не говорил, блядь, что, блядь, понимаете ли, блядь, тюрки, азера не поедут, блядь, нахуй, умирать за палестинцев, блядь. Это же он сказал, блядь, да ведь? А Руслан Айсин молчит еще. Руслан Айсин ведет всякую дичь, нахуй, несет, блядь, всякую хуйню, блядь, на каналы, блядь. До сих пор не ответил, нахуй. Ну, Руслан Айсин, хотя бы мне ответь, нахуй. Шипни мне в ухо, блядь, нахуй. А чё ж ты так лицемеришь, блядь, а? Тебе, блядь, нахуй, азера, как говорится, братья же, блядь. А чё ж тогда тебе, давай рассказывай, блядь. Или там, что он еще, блядь, Алиев, последний выкидон, что он сказал, блядь, на днях вам читал об этом, что сказал, блядь, дети не будут изучать религию, потому что это портит детей. А в Азербайджане, оказывается, именно в Баку или я не знаю где, блядь, в Азербайджане, блядь, детей портит религия, оказывается. Охуеть, блядь, нахуй. Охуеть, блядь. Ебучие, нахуй, шииты, блядь, нахуй, пытаются, блядь, учить своих детей
Не религии, а чему, блядь? Так и так у вас дерьмовая религия, нахуй. Вы еще куда еще дальше, нахуй? Чему вы хотите, да, научить их, блядь? Эйнштейнов, этих Эпштейнов, нахуй, вывести хотите в народ теперь свой, блядь. Кто, кем они будут, нахуй? Деградация Ирана мы видим, блядь. Все бабы сняли хиджабы свои. А теперь у вас то же самое будет. Ну, у вас так и так. Вы же с СССР, как в десна целовались, так и живете, блядь, нахуй. Бесхиджабная страна, блядь. Вот же, блядь, хиджаб там носят, блядь, 1%, наверное. Другие все дятлы. Хуеплеты, нахуй. Как я ненавижу Айзеров, блядь, пиздец, нахуй. Лицемерные люди, блядь, нахуй. Рожденные на баре, блядь, нахуй. Пидорасы, блядь, ебучие. Здесь еще один есть, он недавно ходил в гости, там у них сосед есть, Айзер, блядь, у чувака одного. Сосед у него Айзер, ебануться. Не знаю, что за Айзер, блядь. Но я сказал, он нормально, он говорит, ну, вроде нормальный. Ты пизду, нахуй. Я нормальных Айзеров еще не видел никогда, блядь. Одни дятлы, нахуй. Которые за свою жопу не могут ответить, нахуй, блядь. Так. Жена через суд отобрала ребенка у очередного нового элитария. Теперь лишний человек записывает слезные обращения в Кремль. Меня лишили родительских прав без моего участия, а апелляционная жалоба была утеряна. Мои права как отца грубо нарушаются. Что за дичь, нахуй? Данное видеообращение направлено президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Меня зовут Ильясов Радик Фардатович. Я многодетный отец, ветеран боевых действий и инвалид второй группы, полученная при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Во время нахождения в воинской части на лечении в городе Кострома мною была получена повестка в Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан по делу об установлении отцовства. Суд состоялся 22 августа 2024 года. Несмотря на мое тяжелое состояние здоровья, я принял участие в судебном процессе. Этим же судом меня лишили родительских прав на моего несовершеннолетнего ребенка. О данном судебном процессе мне не было известно и не имел возможности защищать свои права. Я своевременно подал апелляционную жалобу, однако моя жалоба каким-то образом оказалась утерянной, и суд отказал в рассмотрении дела, мотивируя отсутствием апелляционной жалобы. Впоследствии сроки были восстановлены, однако решение апелляционного суда состоялось без моего личного участия, поскольку я находился на реабилитации в городе Казань. Апелляционное заседание, судебное заседание прошло 7 мая 2025 года. Далее дело дошло до 6-го Конституционного суда общей юрисдикции города Самары, заседание которое состоялось 9 октября 2025 года. Несмотря на предоставленные мною весомые доказательства и обстоятельства дела, судьи оставили судебное постановление без изменения, подчеркнув, что оценка доказательств не входит в компетенции конституционной инстанции. До настоящего момента, спустя значительное количество времени, я не получил итогового решения суда. Перемотаем. И мои права грубо ущемляются. Прошу вас оказать содействие в восстановлении справедливости и защитить мои законные права родителя. Также хочу добавить, что занимаюсь общественной деятельностью в патриотическом воспитании молодежи. Имеется множество благодарственных писем, грамот от Фонда защитника Отечества Республики Башкортостан, от администрации города Уфы Республики Башкортостан, от ветеранских общественных организаций. Спасибо за внимание. Aytam bu kostyumlar kiyib tushgan o'zincha, блядь, нахуй. Ну, манкурт енді, понятно, блядь. Могу только от себя пример привести. Мен өзімді қызымны, малайымны тоже көргенім жоқ. И то, что у меня там лишение или не лишение, не в этом суть идет. У меня лишения-то нету там, или если даже было бы, блядь, от этого, как бы, как говорится, ну, как это, блядь, лишили тебя, не лишили, ты их, если не видишь годами, блядь. Какая хуй разница, тебя лишили или не лишили. А у этого придурка, я не знаю, блядь, что у него, что горит, блядь, лишили тебя, блядь, не лишили. От этого что тебе, блядь, тепло или холодно, блядь, если ты все равно ты живой, они живые, блядь. От этого ничего не изменяется, блядь. Если ты их можешь увидеть, блядь, и, как говорится, и то, что там лишили или не лишили, блядь, это вообще не волнует, блядь. Это раз. Если ты их можешь вообще визуально видеть. А я визуально же их не могу найти. Не то, что, блядь, нахуй, видеть, блядь.
Поэтому такую дичь, блядь, пронести, блядь, и как общественный деятель, блядь, СВОшник, блядь, нахуй, и вот это сыграть на панику, это вот, мне кажется, они уже научились, блядь, как мне пишут же, блядь, ты скоро будешь извиняться. Это вот это, блядь, нахуй, хуйня, блядь, кадыровская, блядь, вот эта вся, блядь, путинососовская, блядь, извиняться на камеру, блядь, нахуй. Как это, блядь, нахуй. Не зря же, блядь, и фильм тоже, блядь, вот это, блядь, Гоша ебучий, блядь, Гоша или как, блядь, это хуй, блядь, Галустян, блядь, красными труселями или кто-то там, блядь. И, это не я, блядь, или как это, блядь, прикол егошний был же, блядь, блядь, бородач, блядь, который всегда извиняется на камеру, блядь, нахуй. Ну, давай, извиняйся на камеру, блядь. Вот это все хуйня, откуда пошло, блядь, нахуй, подъеб, блядь. Понимаете, блядь, подъеб, блядь, этого всего вот этого. Понимаете, вот этот бородач тоже, вот это тоже, блядь. Бородач извиняется, нахуй, блядь. А это тоже, блядь, так сказать, пишет, блядь, кляузы, блядь, всякие, нахуй, Путину, нахуй. Как в тот раз же я уже говорил, блин, пишут, блядь, целая куча мусульман стоят, блядь, где-то в Балашиха, блядь, в прошлом году, блядь, и обращаются к Путину. Вот нашу мечеть закрывают, ля-ля-ля-ля-ля. Взрослые, блядь, там люди, блядь, этой хуйней занимаются. Я вообще просто херею, блядь. Как потом вот с этими людьми, нахуй, мы будем брать Москву, блядь, которые просят у Москвы помощи. Блядь, холопы, пиздец, это рабы, нахуй, рабы, блядь. Как с этими рабами нам дальше жить, блядь? Я не знаю, как их, блядь, мнение, мозги поменять. Я хуй знает, блядь, мне аж страшно становится, блядь, как вспомню про это, блядь. Сука, столько холокны башын сыгып бітіргенлер, блядь. Ничек оларны, блядь, миын, блядь, урна қойырға, блядь, башқатқа. Нишлерге, блядь, нишлерге. Охренеть, блядь. Вот это дичь, конечно, конкретная, блядь, нахуй. Думаю, что такой красивый, бритый сидит, такой, блядь, на его костюме, блядь. Пиздец. Я херею, блядь. Ну, дұрыс ішлегенлер. Мен что скажу, да, ведь, смотрите. Бұл жағында мен былай айтар едім бұларға. Дұрыс ішлеген хотыны. Нахуй керек, блядь, убийца отец, блядь. Суғышқа барған, раненый қайтқан, блядь, инвалид или что там, нахуй. Сен уже говно, блядь, суғышқа барып қайтқансың. И нахуй твоя, блядь, что там он помогает после армии людям, детей, там. Чему ты учишь, блядь? Убивать учишь, блядь. Правильно, жена отобрала, нехуй с таким отцом возиться, убийцей ебучим, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Сказочные долбоебы, блядь. Как они меня уже заебали. Так, что тут пишут дальше? Распад империи обуславливали не только структурные причины, сказались изменения в политической культуре и символическом языке под поздней имперской и революционной эпохи. Борис Коломицкий и Орландо Фейджес показывают, как в последние годы существования империи власть перестала быть сакральной и восприниматься как неоспоримая. Пропаганда, официальная государственная повестка, образа Николая II и царицы Александры превращались из символов порядка в символы позора и некомпетентности. Символический крах монархии сопровождал и ускорял распад имперской лояльности. Подданные больше не верили, что император способен защитить их, а сама идея имперского единства утратила эмоциональное содержание. Полотно «Альманах империи». Почему империя рано или поздно перестает быть устойчивыми? В феврале 1917 году 300-летняя династия Романовых рухнула за несколько дней. Вот так ему тоже раздолбаем Путина, блядь. Рухнет все, нахуй. Рано или поздно рухнет все, и мы, ну так сказать, придем как к своему общему знаменателю, блядь. Наш девиз «Азатлык», и без азат была бы снарса был сада. По-другому тут и не рассматривается вообще дело никакое. Государственные экономисты фиксируют банковский кризис. Похоже, что настало время срочно бежать в банк и снимать депозиты, пока не обесценились. Банковский кризис начался на 9 месяцев раньше спрогнозировано аналитиками СМАКП срока. Осенью 25-го этот прокремлевский экспертный центр, возглавляемый Дмитрием. Ну, я вам скажу, Липсис, да, ведь, который его сейчас все слушают, все говорят, что он говорит, блядь. Липсис уже, блядь, мне кажется, в прошлом году уже пиздел, что пизда придет им, блядь, скоро, блядь. Вот уже все, пизда им пришла, блядь. И в итоге вот она пришла, блядь.
Да она уже пришла там давно, просто они уже, блядь, выхода нет, выкручивают все, блядь, что можно, вот пытаются загасить, так сказать, систему. Вы же сами читали, видели, слышали, наверное, как они, блин, я просто охренел, когда, помните, доллар, короче, этот делался, как это, падал и подымался вот этот доллар, и валютные вот эти раскачки были, когда, оказывается же, блин, Центробанк все перекрывал. Получается, для народа в уменьшенном виде давал, там, или там не увеличенном виде, в уменьшенном виде, блин. И это тоже отражается к тому, что к минусу идет, блин. Вот эти действия же тоже вроде бы были. И вот тебе на, блин. Понимаете, блин? И получается, они пытались, так сказать, скрыть этот капут этой страны, блядь, скрыть уже тогда, еще на Набиуллина, блядь, что-то крутила, вертела, блядь, шаманила что-то, блядь. И итог-то, блядь, какой? Все равно, блядь, на 100, ну, грубо говоря, на 100 тоже было же, мы видели, евро было. И 90, блядь, где-то доллар был, блядь. Мы видели это? Видели. Это сейчас что-то туда-сюда упало, блядь. Потому что там, блядь, Трамп что-то баламутит, блядь, поэтому все это падает. И, кстати, сегодня это тоже выросло, блин, как это, блин, сейчас посмотрим, как раз прикольнусь вам. Золото выросло, блядь, и это тоже же не просто так вырастает, блядь, понимаете? Вот, допустим, вот сейчас 4960, вот смотрите, вот сейчас вот 4960, а вчера, когда я его открывал, или когда там на днях открывал, в понедельник, после субботы, 5500 где-то выросло, блядь, оно 5 что-то было, блядь, 5000 чем-то было, короче. Потом оно спустилось, и вот оно спустилось на 4, ну, где-то 5 тоже было недавно. Спустилось вот, было днем вот 5,81. 5,81, вот я брал 5,81. Ну, я сейчас как бы играюсь в этой теме. 5,81 было. А потом, ну вот еще 5,81 и 4,914. А сейчас 4,960. Ну, короче говоря, штук. Понимаете, 5, ну как 5 штук, ну это как бы унции, да? Ну, короче, вот думайте вот с этим. Если вот эта херня, получается, туда-сюда жопа катится, это, значит, блядь, в мире жопа. И, кстати, да, я еще вспомнил сегодня видос, ну, новости где-то. В Китае опять золото начали брать. Недавно, если помните, там месяц назад где-то я вам говорил, там после декабря, китайцы выкупали, блядь, серебро. Я же вам даже всем говорил тоже, берите серебро, всем сказал, берите серебро, живую серебро берите, там, килограмм 2 серебра домой поставьте. Потому что серебро было 35, а сейчас стало 70, блядь, прикиньте. А золото было, блядь, когда я только в эту игру заходил, 4200, а сейчас 5. Прикиньте, на 800 выросло, блядь, на $800 выросло, блядь, золото. Вот и представьте после этого, блядь. А до этого в реальности золото 15 тысяч, короче, стоит, да, ведь 150 стоит в реальности, там 1 грамм или 10 грамм, 1 грамм, наверное, 15 тысяч. А раньше было, блядь, золото, если вы помните, блядь, 3 тысячи, блядь, 5 тысяч, помните такие цены, блядь? Раньше, помните, 100 грамм, 1 грамм, блядь, 2000 рублей было, блядь. Нахуй никому ничего не нужно было. 2000 было вот так, в рублях, имеется в виду. Потом, оказывается, оно, последний раз, когда чувак брал, 7500 было, оказывается. А сейчас 15. Нормально, понимаете, блядь? 75 было, а сейчас 150. Вот и думать после этого. Если вот это скачки идут, получается, значит, у вас в стране жопа. Вот я так это оцениваю, блядь. Растет, значит, в стране жопа. И именно относится это России. Не говорят там другие страны, там, которые вообще бедно живут, блядь. Вот в России вот так и есть, блядь. Выросли цены в магазинах, как я позавчера показывал вам, блядь, ценники, блядь. За 100 грамм пишут в пятерочке сейчас за 100 грамм печенье 49 рублей, 20 рублей, 19 рублей, 100 грамм. А в итоге получается 330 грамм печенья, 180 рублей получается. Вот и думайте после этого. И здесь такие же цены, блядь. А зарплаты-то ваши не такие.
Как-то так. Так, давайте это все дичь не будем смотреть. Давайте зайдем, блядь, в Инстаграм. В Инстаграме пиздец новости, блядь. Жесткие новости в Инстаграме бывает. Давайте посмотрим Инстаграм. Так, прикольнемся. Так. Года с форума от движения «Наши» до файлов Эпштейна. Это Мария Дрокова, бывшая пресс-секретарь и активистка прокремлевского движения «Наши», также известная как девушка, которая поцеловала Путина. Это фото 2009 года с форума Селигер. Они заговорили снова после того, как ее имя вновь всплыло в файлах Эпштейна. Вот что известно. В 2017 году Марию Дрокову рекомендовали Эпштейну как выдающуюся леди, которая будет рада показать вам свой текущий план по завоеванию мира. В том же году она пойдет к нему в пиар-отдел, работать над созданием его положительного образа в медиа. Вот, например, она предлагает снять о нем фильм, а одним из возможных режиссеров она называет Лизу Бирк-Педерсон, автора фильма «Поцелуй Путина», о самой Дроковой. Да, такой есть. В этом письме она, среди прочего, предлагает Эпштейну создать фонд против харассмента и пишет, что тот сможет подбирать лучших амбициозных женщин для своих бизнес-партнеров или нанимать их лично. Но их переписка носила не только рабочий характер. В этих сообщениях Эпштейн просит Дрокову прислать ему нюдсы, интимные фотографии. Где-то она отказывается, а где-то соглашается. В ответ на что получает сообщение: «Не пытайся слишком сильно, более естественно». Всего имя Дроковой в опубликованных файлах Эпштейна упоминается 1639 раз. Дурдом. Совместная деятельность началась уже после того, как Эпштейна судили в 2008 году за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней. От движения «Наши» до файлов Эпштейна. Это... Поняли, да? Как связаны узкожопые. Теперь зайдем в комментарии. Я люблю комментарии читать. Ну и в этот раз уж мы с вами посмотрели в эфире комментарии до хрена. Так, начнем подряд. Что же с этим Эйнштейном не так? Что он просил у нее? Нюцы. Ответ. Он не для себя, для бати, для сохранения и потенциального шантажа. Сохранился он так себе. План нерабочий оказался. Как же так себе доки сохранились? Инфо всплыло. Мне кажется, это же все равно, когда ты сдох, ха-ха. Смеются, блин. А в вашем комментарии столько иронии, смысла и сарказма, просто и гениально, если бы можно было представить 20. Да дело теперь не в Эйнштейне, а в девице. Ему точно все равно, но не Дроковой вот этой. Понятно. Дичь какая-то. Сейчас. Дальше идем. Официально заявляю от лица всех женщин мира, это не наше. Открестились, блин, узкожопые, открестились сразу, блин, меня убило, блин. Это, говорит, не наше, блин. Это как этот, блин, у нас, как этот, начинает мусульманин, если что-то сделал, не наш, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это Джамшут и Равшан, не наше, блядь. А кто это сделал, блядь? В подъезде насрал, блядь, в лифте насрал. А кто это сделал, блядь? Ну да, Галустян это сделал, блядь. А кто, блядь? Бородач. Я бы заплатил ей, чтобы она мне ничего не присылала. Шут, блядь. Кремлеботы уже приехали. Еще методичку не спустили, подожди, завтра ебашить начнут. Зелебот. Не, я еще со времен Клинтона вам в штаны гажу. Где вы были 8 лет? США бомбили Вьетнам, а что по газу бомбить, значит, можно, да? А США есть бомжи? Кто о чем? Лысая расческа, блядь. Кто-то пишет, Тошнилова. В этой истории все вызывает тошнотворный рефлекс. Капец. Скрепно даже очень. Сейчас начнут полоскать эту тему, не могут на Путина найти компромат. В свое время Джексона загнали в тупик. Теперь ВВП начинает мусолить. Все там были, кроме ВВП.
Я вам скажу одно, блин, ВВП, может, и не был там. Он, может, просто, блин, смотрел, блин, в этот, как говорится, эти ролики, которые снятые, и, как говорится, со стороны сидел и дрочил, блядь. Вот и все, блядь. А что там ему быть-то, блядь, нахуй? Как говорится, может и тут, блядь, шпокать весь узкий мир, блядь, и не только, блядь, блядь, если это правда, блядь, вот эту Кабаеву, эту метиску долбанную, блин, отец татарин, мать русская, блядь, с Ташкента, блядь, уебки, нахуй, так сказать, с Узбекистана, татары с Узбекистана, блядь, недоделанные, блядь. Это Кабаева, если на самом деле, блядь, как говорится, Путин ее это оплодотворил, блядь. Неизвестно же тут, блядь. Ну вот, думайте после этого, блядь. Так что Путин может и дистанционно, или там привезенным на видео, там от этого, может, кайф ловит, блядь. Как говорится, дрочер может он, блядь, тут еще. Так. Так. Все там были, кроме ВВП. Кто все? Меня там лично не было, кто-то пишет. И какой же компромат нашли на Путина? Да, ты даже файлы не читала, не анализировала информацию, зато по заголовкам желтой прессы все за чистую монету принимаешь. Ой, блядь, нахуй. Вы политик мирового штаба. Ему хватит и рашистских малолеток. Вот, поэтому и говорю, блин, что, в пидорасии такого нет, что ли, блядь? В России то же самое, блядь. Вы скажете, если думаете, что там его не было, все давно-давно известно, чем промышляют взрослые богатые дяди с властью. Это относится к политикам и миллиардерам большинства стран. Ну, я вам одну могу просто сказать так, намек дать. Был он или нет там, блядь, поймите одну вещь. Вот самое интересное, блядь, вот чпокнуть кого-то, блядь, ну что, именно надо на остров ехать, блядь? Эпштейну, что ли, блядь? Что, у Путина, блядь, нахуй, в гаремах его, блядь, любую он мог бы чпокать, блядь, если он хотел бы. Точнее, он и чпокал их, блядь, не отходя от кассы, блядь. Зачем ему ехать на остров, блядь, в этот пати, блядь, Трамп там, блядь, там, Клинтоны, блядь, кого только не было, блядь, Майкл Джексона, блядь, кого только не было. Да Путин у себя, блядь, на Варлааме, где там, Барнауле, блядь, у себя там мог чпокать, блядь, где там, блядь, на его острове, блядь, гребаном, он мог бы и там чпокать, разницы нету, блядь, как бы здесь Путину еще не выбирать, что ли, он и Андрею мог бы чпокать, и все, он же не просто так развелся, блядь, он развелся принципиально, блядь, чтобы уже, уж до такой степени уж жене, блядь, не изменять, лучше думать, дай отпущу ее, блядь, и тут будут чпокать всех, блядь, нахуй. Вот и все, блядь. Так и так при жене чпокал, а уж потом уж решили развестись, сколько можно. Так что вот так вот. Что у них со вкусом? Что они целуют и просят нюцы вот такое? И где она сейчас? Карьера явно не удалась нигде. И что он втюхивал эту кикимору миллиардерам? Неужели не могли кого-то сексуально найти? Кто-то пишет, все кино, блядь. Ну, на самом деле же, это пипец, видели же, наверное, да? Ну, не больно, блядь, такая красотка. Уебище какой-то. Так. На Грету Тумберг смакивает такие же безумные глазенки. Кино, блядь. Сегодня Зеленского уже туда приплели по Первому каналу. Ну да, скоро и Зеленский будет, Нетаньяху там, блядь, все там. И все там, и кто там, Дюжев, блядь, и этот, Вася Дюжев, или как прикол же был. И все там, блядь. У евреев странные предпочтения. Не говорите, блядь. Не говорите. Они танцуют на дискотеках, блядь, и ебут детей, блядь. У них пиздец движуха, блядь, у евреев, блядь. Ну что, девочки и мальчики из движения наши, сколько и как с кем было, ждем ваших откровений. Да, кстати, блядь, вот я вчера тоже этим вопросом задавался. А где же эти движушные девочки маленькие, эти пиздюшки, блядь, маленькие? Где же они, блядь? Сейчас же они, наверное, взрослые или всех они уже, блядь, закопали, блядь? Вот интересно, где они? Чего они молчат, блядь? Кто там был? Они же, наверное, сейчас взрослые, там, семьи имеют, то, все, блядь. Где они, блядь, сейчас? Или они ушли в проституцию, блядь? Или что, блядь?
Или они оттуда не вышли живыми, блядь, после уже, как говорится, оргий, блядь, детских. Кто-то через тернии к звездам, а кто-то к проституции, отвечают. Почему они потом уезжают на Запад? Чем патриотам России не нравится? Что-то выдающееся она и показала, что-то выдающееся она. Вот и рекомендовали ее привязанному Эпштейну. Ой, блядь. Эпштейн создал и потом открыл свой личный ящик Пандоры. На лицо, как младшая сестра Симонян. Блядь, пиздец. Ну, это точно идет. Она хотела бы жить в Манхэттене и с Эпштейном делиться секретами. Ибо что такое демократия, как не аристократия негодяев Байрон? Стыдливо умолчали про ту часть, как она подбирала и продвигала кадры по совету ПДФ Эпштейна по генетическому тесту, заявляла, что евреи якобы самые умные. Не то слово, блядь. Эпштейн еще, блин, заказал, блин, от Кабы, тряпку от Кабы, блин. Нахрена, блин, там все, там слезы верующих, там пальцы рук верующих, там волосы верующих, блядь. О, нам нужно что-то сделать. Я просто поражаюсь над людьми, которые пытаются во всем найти козни против мусульман. Аллах Та'алям Коранда айтып қойған бет. Все козни предусмотрены у Аллах Та'алямда. Те, которые пытаются против мусульман создать какие-то козни, Аллах расчетлив. Аллах говорит, что вы уже в нашем, как говорится, распоряжении. Так что вы хоть миллион козней нам стройте. Вот Юсуф сидел там в темнице, или там кто там сидел в тюрьмах. Ему козни строили, вот эта женщина, которая хотела соблазнить Юсуфа, но не смогла. И все, как говорится, Аллах Та'алям это видел, ну, так сказать, знает. И как можно просто, не отходя, так сказать, от кассы, что-то построить против мусульман? Да ничего не получается, ничего и не получится. Дебилы. Вся суть кремлевских подстилок. Очередные фейковые новости мутят на пустом месте, не подтверждая пруфами, выдумывая все через GPT. О, блин, киношники. Знаете, что самое интересное? Как раз таки я такой видосик вчера видел тоже. Пока это видео, говорит, есть, потом, чтобы не сказали, говорит, что это GPT. Прям вот этот видос, вот это я сейчас пока еще мы сейчас листать начнем, увидите. Там написано было, что пока это не стало ответом для как ИИ или GPT, это вот вам оригинальное видео. Вот прям так и было там сделано, понимаете? И самое интересное, все идет оно на английском, и в каких-то моментах уже кто-то перезагружает и на русском идет. Я думал, это перевод делает, короче, Инстаграм. Нифига. Есть английские версии уже этого, и есть на русском языке. Значит, получается, эта машина заработала. Вот и все. Как бы движуха началась. О, Латиф, салам алейкум. Так, Крот какой-то пишет. Истоки человеческой личности, каждый человек является результатом пересечения факторов, которые он не выбирал. Мы продукт случайной комбинации генов, микромутаций и культурных норм, сформированных под жестким влиянием исторического контекста. История человечества представляет собой непрерывную цель, где природные закономерности переплетаются с накопленным опытом и сложными убеждениями, со временем превращения в традиции, религии, правовые кодексы. Иллюзия моральных оценок при глубоком анализе становится очевидной. Категория плохой или хороший в смысле не существует. Есть лишь люди, смарированные с обстоятельствами. Гениальность, как и ограниченность, во многом случайно. Страдания, войны и социальные институты – это побочным продуктом миллиардеров, случайных пересечений причин и условий. И я уже здесь, вот сколько тут до хрена читать, я уже не согласен. Вот когда люди пишут какие-то теории о каком-то там, о человеческом образе и так далее, они забывают одну вещь, которую мы должны никогда не забывать. Нафс. Нафс, который вот как раз сейчас скоро, иншаллах, придет Ураза, Рамадан начнется 18 февраля.
будем держать, иншаллах, пост. И вот в первую очередь, я это всегда, как я об этом узнал, и всегда этого как максимально придерживаюсь этого момента и считаю, что только наш враг — это наш нафс. Поэтому здесь, когда люди пишут в психологическом, научном образе какие-то диссертации и так далее, какие-то хрень откуда-то из GPT или откуда-то вытаскивают, в данный момент уже, да, эти раньше вытаскивали с Гугла, а сейчас из GPT вытаскивают все это дело. Но один черт, GPT тоже собирает из Гугла. Получается такая хрень в этих словах и, так сказать, в доводах каких-то вот этих непонятных людей не присутствует ни малейшего, так сказать, капельки даже что-нибудь, так сказать, умного из Корана, там даже, ладно, из Библии хотя бы, по-ихнему, так сказать, возьмем, если, хотя бы приближенно к Аллаху что-то. После этого как мы можем верить в вот этой ерести? Когда вот то, что я вам прочитал, там суть, да, типа, я по этой сути уже понимаю, что во всем, типа, человек виноват, и в то же время это в течение обстоятельств, он говорит, то, все, ни хрена. Тут один только ответ есть. Человек, который, виноват или не виноват, все проходит через нафс, через свое эго. Если человек, получается, в своем эго, в своем нафсе, он, получается, голодный, и он не может себя неудержим, и сам не может себя контролировать, это и есть дичь его. Это и есть дичь его в том, что I don't know. Этот чувак, сосед какой-то. Какую-то линию он спросил, я откуда знаю. H, H. Буква H. Я, наверное, говорил. Дичь какая-то. Обкуренный, короче. Араб обкуренный зашел. Вообще конченый, еле как говорит он еще. И вот, что я говорил. Как раз результат этого рассказа. Вот человек, который не может нафсом своим бороться. Грубо говоря, этот наркоман. И люди, которые Эпштейн, Путин, разницы нету, хоть кто, те, которые, не могут бороться своим нафсом, правят нами. Понимаете смысл? И поэтому, когда мы говорим о том, что мы независимость хотим и так далее, должны мы одну вещь понять. Вот мы до этого читали столько нюансов и так далее, давайте вот порассуждаем. Вот почему люди идут умирать на войну сейчас, вот в данный момент? Потому что у них вот именно как раз-таки нечеловеческий фактор, нечеловеческие какие-то умственные какие-то придумки, психологии и так далее. Вот это от этого, как исходя от этого рассказа, а именно их нафс. Их нафс говорит: война, не война, похрен, 200 платят, я поехал. Все. Все. Людям нужны просто деньги. И когда он получает в пулю, как сказать, в жопу, он понимает, нахрен я приехал. Сидел себе там ахулда какой-то, Башкортостанда или Татарстанда, или там Бурятии, где-то в жопе мира. Сидел у себя и тихо, никого не трогал, Сидел бы, нахрен я вообще приехал. Вот только тогда приходит, наверное, у них мысль, но уже поздно. Как говорится, в жопе пуля. Поэтому, исходя от этого, мы понимаем одно, что если мы в этом деградационном 21 веке, не успокоим свое население, это население будет еще веками такое же. Еще такой же будет. Поэтому наша задача остановить вот эту деградацию нашего населения. Башкорт, чечен, разницы нету. Вот это население должно остановиться в этом деградационном состоянии. Вот, чтобы она дальше не деградировала, Потому что это дичь, которую, сейчас мы видим, вот это все, да, ведь, она уже, действует даже на нас. Почему? Потому что мы уже становимся пофигистами.
Пофигистами в каком смысле, что мы видим, умирают манкурты, а ну да, пусть умрут, даже я начал говорить об этом, да пусть умрут, мы очищаемся, да, очищаемся, понятно, мы очищаемся и в численности тоже, блин, понимаете, мы об этом должны, блин, помнить, мы же численность свою уменьшаем, блядь, вместо башкирта и татара никто не придет, кто еще придет, блин, понимаете, блядь, мы очищаем, так сказать, свои мысли чем-то, а в то же время мы как бы неправильно как бы порой отвечаем того, что, блядь, ульсендар, блядь, ну, ёпта, біздің қола гуля, понимаете, мына нешкіті шулай болып шығар, блядь, туғанлар. Поэтому бізге, читая вот такие моменты, нужно понимать, что не люди здесь, получается, в чем-то, как сказать, психологически там или каком-то в критериях виноваты, а виновата в этом всей этой теме, да, ведь ихние, блядь, эго, вот и все, блядь. Путин, короче, капли-капли, блядь, чуть-чуть, блядь, открыл, блядь, накапал, так сказать, блядь, 200 тысяч рублей. И людям это понравилось, и поехали, короче. Понимаете смысл? Вот дальше почитаем. Понимание этой реальности дает истинную свободу. Она разрушает иллюзию врожденной виновности и открывает путь к осознанному проектированию будущего. Если мы признаем, что плохие люди нет, фокус внимания вмещается на системы, которые создают деструктивное поведение. Систему можно и нужно менять. Путь к ресурсоориентированной экономике современному человечеству необходимо строить общество, опираясь на научное понимание реальности, а не на архаичные социальные конструкты. Вот здесь тоже не согласен. Блять. Не на научные, блин, мы должны опираться не на науку. Наука, она должна параллельно идти с Кораном. Она должна идти от имени Аллаха. Вот тогда можно что-то окей сказать. Если она не идет на пути наука это, если она искажается, так сказать, в каких-то пониманиях, допустим, каких. Дам пример. В Швеции, если помните, один раз захотели сделать баранов, вывели, блядь, 2, блядь, как там, эники-беники, как-то их назвали, блядь, этих барашков, блядь, вывели баранов. Потом что-то они сдохли вроде бы, я не знаю, сейчас живые они или нет, блядь. 2 барашков они заклонировали, так сказать, блядь, за одного сделали 2, блядь, клон, блядь, баранов. И где вообще, блядь, такое сказано, что можно клонировать, блядь? Это же дичь полная, да ведь? Клонирование – это полная дичь, блядь. И сразу эта тема закрылась. Но явно где-то пытаются люди заклонировать. Но Аллах Та'алям не даст этого сделать. Он не даст такую хрень сделать. Почему? Потому что он как бы вправе нас создавать. А нас пересоздавать кому-то он не даст такого разрешения. И даже если он даст мозги к этому прийти, но он не даст этому осуществиться. Вот как-то так. Вот поэтому то, что там развитие, как он вот здесь пишет, блин, примерно откуда-то, блядь, развитие чего-то в науке, я вам скажу, наука выше ислама не может быть. Вот в исламе какая есть наука, вот это и есть вся и та, как говорится, цель, ценность вот в нем. А если мы будем искать еще выше что-то, умственные какие-то действия, мы можем только развитие какое-то, развитие, допустим, полететь куда-то там, на космос там, что-то там с гравитацией решить, там, воздухом решить что-то. Вот это. Но не создатели. Мы не можем перед, так сказать, выше Аллаха быть, чтобы что-то создавать. Понимаете, он уже создал. Нам только пожинать плоды надо. Кутнакасап. Вот и все. Вот настало время перехода от карательных. Что он там пишет? Сейчас.
Систему можно и нужно менять. Путь к ресурсоориентированной экономике. Современному человечеству необходимо строить общество, опираясь на научное понимание реальности, да, он сказал, а не на архаичные социальные конструкты. Настало время перехода от карательных и соревновательных моделей к созидательным. Ключевой вектор развития – трансформация среды, создание условий, в которых каждый человек может жить достойно, минимизирует вероятность проявления негативных качеств, заложенных биологически или социально. Усиление социальных программ, переход от борьбы с последствиями к устранению причин социальных недугов. Ну, чтобы жить социально справедливо и так далее, вернуться к Корану нужно. Коран, да, как раз-таки истребление рабства, уничтожение рабства, не быть быдлообществом, блядь, не быть рабом, блядь. Все это сказано у нас уже, нам давно уже, так сказать. Реквизиты вам известны. Так что, как говорится, присылайте, так сказать, блин, свои за или против какие-то слова ваши, так сказать, против ислама. Вы же идете против ислама сами. И, получается, не видите истину. Если мы не видим истину, получается, приходит нам шайтанский образ. Кривая дорога. И вот и все. И мы идем по тупой дороге. Усиление социальных программ, переход от борьбы с последствиями к устранению причин социальных недугов, ресурсно-ориентировочная экономика, постепенный отказ от рыночного хаоса в пользу модели, где развитие определяется реальными потребностями людей и возможностями планеты. Заключение. Он явно откуда-то скатал, блядь. Понимание механизмов, формирующих нашу реальность, это первый шаг к глобальной трансформации. Чем больше людей осознают системную природу наших проблем, тем быстрее мы сможем покончить с вековыми трудностями. Преследующим нас с начала времени наша задача заменить стихийное выживание с осознанием управления. Осознанное управление bizga Qur'on qachon keldi hali? 500 нешанчы yilni keldimi Qur'on? Я не помню, в каком веке, когда это пришел bizga Qur'on. 500 каком-то начало приходить оно вроде бы, да, ведь 36 лет, да, вроде бы оно шло. И вот, прикиньте, грубо говоря, полтора тысячи лет назад, короче, да, пришло, грубо говоря. 1500 лет назад, если нам пришло оно, так сказать, истинный путь. А мы что тупим-то? Мы слушаем каких-то тупых, так сказать, правоверных, которые нам на уши вливают, что, блин, вот так надо жить, так надо жить, так надо жить. Нам надо жить по Корану. И все вот эта конструкция, блин, хаоса и не хаоса, она уж там исчезнет. Поэтому я как раз-таки до этого вам и говорил же, давайте, блин, уедем куда-нибудь, блин, на другую землю, блин. Есть где переселять нас мусульман, блин. Только мусульман туда. Крестоносцы тут останутся. И будет идеально. Ну все, короче, тут начали хаять там хрень всякую. Вроде еврейка начали писать уже, то, что она еврейка там. Да хоть Пушкин, блядь. Так. Сейчас пройдемся. Ну вот опять вот этот. Теперь везде оно будет идти. Давайте прочитаем в Инстаграме. О, сразу второй лист этого ублюдка. Так, российский черт так или иначе упоминается на более чем 1000 страниц документов Эпштейна. Основная тема – возможная встреча Джеффри Эпштейна и Владимира Путина. Так Эпштейн утверждает, что в 2013 году якобы отклонил предложение Путина о встрече, потому что ему не подошли условия. В 2014 году финансист снова планировал встретиться с российским президентом, а вероятным местом их беседы мог бы стать экономический форум в Санкт-Петербурге. Другие подробности неизвестны. Самое интересное же, ведь тут вы читали, наверное, я загружал куда-то, я не знаю, в телегу, что ли, загружал, что
Блин, Эпштейн этот, блин, собирал даже из Казани, Самары, Уфа, я не знаю, была или нет в списке. Оттуда. Қозаннан даже алғандар, блядь. Значит, получается, Қозаннан татарлар да шыққан анда. Охренеть просто, блядь. Понимаете, блядь? Это же пиздец, блядь. Сори. Пиздец тому, что в Казани, получается, из Казани, получается, если кто-то полетел туда на остров, получается, это может быть не только русская. Понимаете? Об этом тоже как-то надо призадумываться. Мария Дрокова была комиссаркой прокремлевского движения «Наши» с 2007 по 2011 год. Позже она заявила, что разочаровалась в политических взглядах. В 2017 году она уехала в США благодаря грин-карте, где основала венчурный фонд. Она стала известна благодаря фильму «Поцелуй Путина», который рассказывает как раз о том, как Дрокова ушла из наших. Видите как? Она пробила себе дорожку и дала Себастьяну. Мария Дрокова упоминается в письме от 2017 года, отправитель которого скрыт Минюстом. Ее представляют как чудо-женщину, которая хочет познакомиться с вами и сложить свой текущий план покорения мира. Дрокова организовала для Эпштейна встречи с журналистами, предлагала снять о нем фильм и создать фонд против сексуальных домогательств. Эпштейн же в 2019 году просил ее прислать нюцы. Получается, здесь может даже было так. Обычно шпионы и вот эта дичь российская, вот эта узкожопая дичь в Европу попадает каким образом? Как это рассказывал Осечкин. Как убили чеченца, короче, которого в Германии жил, ну, как бы, беженцем. Приехал, короче, убийца и по каким-то херней, короче, ну, он, короче, рассказывал всякую хрень. В итоге приехал кем-то в Германию и просто выстрелил, получается, в этого чеченца и убил. Этот чеченец был беженцем, ну, политическим беженцем, но за ним пришли и убили. Ну, как его звали, не помню. Короче говоря, убили его в Германии. И вот суть в чем? Везде открываются вот эти русские дома. Помните, один год, в прошлом году начали русские дома закрывать. Там Азербайджан докопался до русского дома, там еще там, везде Армения, там везде русские дома. В Грузии русские дома. И получается, везде, где узкожопые, они открывают какую-то хрень. Что-то там, ну, как будто бы они сами это открыли, а на самом деле это за правительственные, за московские, за ФСБшные деньги открывается такая херня. Откуда у этой Дроковой так бах и приспичило ей и взять вот этот чертовый грин-карту? Как она из России выигрывает грин-карту? С Россией грин-карта, по идее, толком не играется. Играется она с другими странами, но не с Россией. С Россией, блин, вы где слышали, чтобы кто-то грин-карту, блин, выиграл, блядь? Грин-карту по России не играют. Это всего лишь такой был повод, блядь, что она выиграла грин-карту, блядь. Может, ей просто уже как бы оттуда сверху просто прислали что-то, сказали, вот, как будто грин-карта пусть будет, а так вот тебе гражданство нахуй, или что-то в этом роде. И все. И таким образом ее, получается, туда запихнули. А заниматься она будет, конечно, она говорит, фонд какой-то, венчурный фонд. Венчурный фонд, это, я как понимаю, блядь, фонд, денежный фонд, блядь. Венчурный, это, я думаю, деньги, это, я думаю, блядь, какой-то денежный фонд, блядь. И денежный фонд, это чертовый, блядь, откуда у нее, блядь, у этой овцы, блядь, какой-то, блядь, овцы деньги, блядь. Получается, она туда поехала как посредник какого-то бизнеса, как обычно они делают левые какие-то организации на кого-то там, блядь. И все. А контроль идет мощный. Тут еще добавлю. В эту херню же, блядь, еще, блядь, через клинику, блядь, нахуй, это Воронцовой, блядь, Марии Воронцовой, блядь, это старшая дочь, блядь, оказывается, апреля она, 85-го, блядь, моего года, блядь, сучка, чуть старше, пару месяцев меня, блядь.
эта пидораска имела, блядь, имеет сейчас тоже клинику в Москве. В Москве или где-то, блядь, в каком-то городе, блядь, или Питере. Короче, клинику, в Москве, наверное, уж. Клинику, которая, блядь, проверяла вот этих, блядь, посылаемых девчонок, блядь, нахуй. И, получается, она проводила, блядь, нахуй, получается, этих, так, будущих шлюх на этот остров через свои проверочные клиники. Вот на каком уровне это все делается, блядь. Охуительная семья этого путинасоса, блядь. Просто уму непостижимо, блядь. И это тоже такая же, блядь, в этой цепочке. Как говорится, кто-то же должен там цеплять, управлять этой темой. Другими же не будет доверять. Поэтому и Путина поцеловала она, блядь, или что-то в этом роде. Ну, своя была, короче, тоже. Потом через какое-то время услышите, скажет, это какая-то правнучатая внучка Путина, нахуй скажет, блядь, эту Марию Друкову. Понимаете? Так, Друкова организовала для Эпштейна встречу с журналистами, предлагала снять о нем фильм и создать фонд против сексуальных домогательств. Эпштейн же в 2014 просил прислать нюцы. То, что она, ну, вот это какой-то фильм, это всего лишь это хрень, как бы. Видите, даже с пантологии сбивает. Получается, она как бы идет как бы, как, ну, так сказать, посредник, но в то же время какой-то фильм, блядь. Как будто бы про вот этот какой-то фильм. А какой про какой-то фильм? Как бы сами, блядь, в этой организации все, блядь, вляпанные, а она снимает, оказывается, против изнасилования, блядь. Уму непостижимо, как это так, блядь. Они сами насильники, а снимают против изнасилования фильм, блядь. Ну что не вписывается, да, ведь, блядь? Владислав Доронин. Ебануться. Кто такой? Российский миллиардер с бизнесом в сфере застройки, известный в числе прочего благодаря отношениям с моделью Наоми Кэмпбелл, приглашал Джеффри Эпштейна в Москву в 2009-2010 годах. А еще консультировал финансиста по вопросу получения российской визы. Вот люди пиздец какой власти, нахуй. Денежные, нахрен, миллионеры. И еще самое интересное. Сегодня я услышал, но пока не вкурил, но я услышал только в новостях, говорится о Альшере Усманове. Усманов, просто фамилия Усманов. Про Усманова говорилось. Вот в каком, блядь, в ключе оно говорилось, пока не вкурил я. Но... я же закидывал эту телегу, блядь, себе я закидывал. Вспомнил. У меня память хуевая, блядь, мне постоянно надо читать что-то. Короче, с Узбекистана, блядь, Самарканда, блядь, тоже, блядь, нахуй посылали, блядь, Эпштейну, блядь. Из Самарканда, блядь, посылали, блядь, с Узбекистана Эпштейну, блядь, нахуй. Телок, нахуй. Охуительно живут, блядь, а? А посредником шла тоже какая-то пидораска из Ташкента, которая, блядь, хотела открыть, блядь, какую-то дичь. Сейчас я прочитаю, прям я его найду, блядь. Я же в телегу его скидывал. Зайду сейчас. Сейчас, секунду. Блядь, батарейка садится, зараза. Сейчас, ай моменту. Сейчас этот аккумулятор у меня есть. Чтоб, блин, в самом интересном моменте, дайте, не будем этот... Вспомнил, блин. Как говорить, начинаешь вспоминать. Мне, короче, надо, наверное, писать что-то, блядь, чтобы я запоминал все это дело. Куда-то мне записывать надо. Тему эфира там и так далее, да? И потом нести эту всю хрень. Он же, Майкл Наки, читает с телевизора своего, блядь. Сейчас найду я вам. Это я закидывал точно, я должен я его найти. Сейчас. Сейчас я его закидывал, чтобы не забыть. Ну вот, да, вот это я закидывал сейчас. Так. Должно быть.
Ага, вот, нашел, блядь. Вот, сейчас прочитаю. Просто охренел. Ну, я думаю, блядь, даже мы күтілмеген жерлерде мы увидим это. Вот увидите, блядь, нахуй. Если уж тут Дубай, все, блядь, идет Арабские Эмираты и вся вот эта хуетация идет в одну кучу. И получается, блядь, тут Узбекистан, это, блядь, это не сенсация. Прочитаю. Минюс США. Архив Эпштейна показал связь с гражданином Узбекистана. Ташкент Тудей пишет это. Министерство юстиции США опубликовало новые данные из архива Джеффри Эпштейна, известного американского финансиста, осужденного за сексуальную торговлю несовершеннолетними и скончавшегося в тюрьме. Раскрытие его документов продолжает вызывать широкий общественный резонанс, проливая свет на круг его связей. Министерство юстиции открывает, оказывается. Среди обнародованных материалов обнаружена информация, связанная с Узбекистаном. Согласно электронным письмам, некая личность, являющаяся гражданином Узбекистана, была знакома с Эпштейном и получила от него финансовую помощь. А мы прекрасно знаем, что дохуя таких маморос в Узбекистане, которые продают, блядь, телок своих, так сказать, шлюх, продают в Турции. Дохуя, эта сеть развита давно, блядь. Все узбечки, таджички, блядь, пёзды свои продают в Турции. И это как бы неудивительно. Но вот это удивительнее. Так, идем. Взамен этот человек, как сообщается, представлял пикантные фотографии. Одно из писем содержит данные паспорта, выданного в Самарканде для покупки авиабилета, что предположительно указывает на личную встречу с Эпштейном. Также отмечается, что этот гражданин активно приглашал Эпштейна посетить Узбекистан. Вот что за черт, нахуй, продавал какие-то фотки, блядь. Пиздец. В последнем письме была просьба о финансовой помощи для музыкальной группы друзей Tears of the Sun из Ташкента. Вот и все. Понимаете? Прикол, да? Вот такая вот херня. Так что, дуслар, умонепостижимые вещи, блядь. Так. Мне ответил, блин, комментатор. Бартик ирекле кеше, манкурт хамдинсес, будь давлетно яратмаем, меня бутан язма. Государство есть зло. Михаил Бакунин. Религия опиум народа. К. Марх. Мама анархия. В. Цой. Слава Куандыкскому коридору. Мне ответили, блин. Ему вопрос задал. Меня бутан язма деген, блядь. Которому я писал комментарий, он мне ответил. Привет всем. Так. Так, все, идем в инсту, если я его не потерял. Все, идем дальше, да? Блять, проебал. Короче, идем дальше, ладно, хер с ним. Вот тут до хрена его. Вот, снова новое. Я же говорю, как зайдешь, блядь. Поток Ньюс. Послушаем. Экс-владельцы No Models. Поток изучил опубликованный в одном из имейлов. Джеффри Эпштейн упоминает российского скаута, который искал модели для Трампа и поставлял девочек на вечеринке на Ибице. Предварительно речь о Тигране Хачатряне, отсидевшем и погрязшем в долгах экс-владельце No Models. Поток изучил опубликованные на днях новые файлы, связанные с делом Эпштейна. Среди них сотни писем, которые тот отправлял друзьям и клиентам. В некоторых из них трафикер пишет о неком Тигране, модельном скауте из России с очень хорошим вкусом. В письме Дэниелу Сиаду от 16 июля 2010 Эпштейн пишет:
отличный скаут по имени Тигран. Раньше он искал модели для Трампа, но больше с ним не работает. Позднее Джеффри напишет тому же адресату: «Я с Тиграном. Он здесь со мной на Ибице с 8 девочками. У него одни из самых крутых моделей наготове». Мы выяснили, что тем самым Тиграном, вероятно, был Тигран Хачатрян. В 2006 в Санкт-Петербурге он открыл международное предприятие НОА, ставшее известным как модельное агентство NOA Models. Его скауты искали красоток из разных регионов России, от больших городов до глубинки в Сибири, чтобы заключать контракты с крупными зарубежными компаниями. В 2011-м Тигран и подопечные NOA Models, одной из которых было на тот момент всего 12, стали героями документального фильма о не столь гламурной стороне жизни модели. На кадрах это он стоит с табличкой «Тиграша-Чебураша». Его личность обрастет слухами. Одна из модельных сплетен гласит, что особенно сложных в общении девушек он водил в морг, чтобы показать, что их ждет, если не будут слушаться. Карьера Тиграна пошла под откос в 2015-м. Спустя год он попадает в криминальные сводки. Летом 2016-го выносят приговор по делу, никакого отношения к модельному бизнесу не имеющему. Хачатряна признают виновным по статье о незаконном хранении оружия и приговаривают к 3 годам в колонии поселении. Правда, за это время появляется еще одна фирма, зарегистрированная на него. Тот самый NOA Models будет ликвидирован в 2018 году, а вот второе модельное агентство исчезнет в марте 2019 года. За 3 месяца до ареста Эпштейна и за 4 до его смерти. Сейчас на Хачатряне висит куча долгов на общую сумму более 12,5 миллионов рублей. В одном из имейлов Джеффри Эпштейн упоминает российского скаута, который искал модели для Трампа и Вот и все. поставлял девочек Все, на вечеринки. все сказки, как говорится. 13-летние. 13 лет, блядь. Это уму непостижимо. 13 лет, блядь. Это писец. Ну, давайте комменты. А при чем здесь Россия, если армянин поставлял? Вопрос. Ну, это же ваши армяне, блядь. Граждане России, девушки тоже с России, скорее всего, еще. Вы видео смотрели вообще? Для западных стран все постсоветские страны это русские, а в Англии даже поляков и прибалтов называют русскими. Регулярно это слышал своими ушами. Раньше в Нидерландах, когда я говорила, что я с Литвы, мне говорили: а ты из России? Как причем про русских женщин же. Он продажных девушек из России поставлял сейчас наши в Дубае и Корее, очень много работают. Он гражданин РФ и вырос там, а поставлял он русских девушек. И причем тут вся власть еврейская в РФ, если в России хозяева русские. Если в России хозяева русские. Ну, логично, Литва была в совке. Короче говоря, вот такие тупые комментарии, блин. Так, мы нашли бывшего организатора ПФММ в файлах Эпштейна. Кого же они нашли? Сергей Беляков находил участников форума через финансиста и консультировал его по поводу девушки из России. Ну вот видите, вот. Все узкожопые там включены в эти дела. Все. Вот куда ни сунься, узкожопые. В конце января Минюст США опубликовал больше 3 миллионов документов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации проституции и принуждении несовершеннолетних к ней. Обнародовано в файлах более 1000 раз упоминается Петербург. Кроме того, 14-16 года, уже после того, как Эпштейна обвинили в организации проституции, он вел переписку с бывшим замминистра экономразвития и председателем правления ПФМ Сергеем Беляковым, заметила бумага. О чем переписывались Эпштейн и Беляков. В июле 2015 года Беляков искал информацию по просьбе Эпштейна о некой девушке из Москвы, якобы та шантажировала бизнесменов в Нью-Йорке. Через пару дней Беляков ответил, что девушка занимается экскортом и в хороший сезон с мая по август получает более $100 000. Вот данные, вся херня, короче, здесь у них. Переписка этой
Ой, блядь, куда уж. Все, потеряю опять. Девушка из Москвы, имя вырезано, пытается шантажировать группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке. Это плохо для всех участников бизнеса. Она приехала в прошлую субботу. Предложение. Беляков, дай мне несколько дней, чтобы получить информацию о ней. Эпштейн, я очень ценю это. Который знает о ней, обрезано все, блядь, который знает о ней, если у тебя есть какие-либо подробности о деле, то это поможет. Эпштейн, говорят, что сильные мужчины пользуются женщинами, подобными ей. Досье. Речь шла о модели по имени Гузель. Гузель, нихуя себе. В марте 2021 года она обвинила американского миллиардера Леона Блэка в принуждении к садистским сексуальным действиям. Гузель утверждала, что Блэк также познакомил ее с Эпштейном и пытался принудить ее к сексу со своим лучшим другом, но россиянка отказалась. И американский финансист как минимум несколько раз встречалась лично. Я не знаю людей, которые могут так открывать новый горизонт, отзывался Беляков. Россиянин также консультировался с Эпштейном по поводу программы ПФМ-15 и приглашал американца на форум. Финансист в итоге не приехал, но свел Белякова с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Он участвовал в ПФМ-2015. Форумом открытия инноваций Эпштейн предложил ему кандидата в мечты для мероприятия экс-технического директора Microsoft Натана Мирвольда, сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана и сооснователя PayPal Питер Тиля, и пообещал дать контакты. Встреча с Тилем состоялась лишь в 2016 году. В ответ в апреле 2018 Беляков отправился письмо российской консульства Нью-Йорка с просьбой выдать Эпштейну трехлетнюю визу в Россию и с обещанием покрыть его расходы. Встретиться с Эпштейном на ПФМ 2013 американец отказался, так как хотел продолжить жительные приватные беседы. Сейчас Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Он отказался от комментариев в бумаге. Гузель, блядь. Если это не придуманное имя, нахуй, блядь, тотар битинда, блядь, нахуй. Тотар. Вот понимаете, даже мимо да башкорт дейді айталмим. Тотар. Тотар. Гузель. Вот и все. И потом после этого, нахуй, думаете, нахуй, что здесь мы там, вот, в узкожопые там участвовали, блядь. Вот именно, блядь, как тут сказано было, блядь, россияне. Россияне участвовали, блядь, нахрен. Вот тебе на нахуй, блядь. Жизнь прекрасна, блядь. Гнойник вскрыли. Комментарий почитаем. Гной поет и прет. Все, запачкались. Гоп-компания. А народ свято верит, что те, кто наверху денно и нощно о них думает. Я бывал в конце 80-х и в начале 90-х в Питере во времена правления Вадима Вадимовича. Там был ад, полностью пустые магазины, голод, фактически пока он страну до такого же состояния не доведет, не успокоится. Информация ни о чем. Связались, переписывались, консультировались. Это все. И от чего отвлекает этот секрет Полишинеля? А то никто не знал. Проще опубликовать список, кто не занимался этим Эпштейном. И может меньше будет, да? А, наверное, кто не занимался, блядь. Вот мы не занимались, как говорится, с Эпштейном, блядь. Ничем. С Эпштейном много людей общалось, и что теперь? Он известен не только своими вечеринками, но и как финансист, бизнесмен. Ой, сейчас, блядь, все понятно с этим комментарием, нахуй. Кто-то, блядь, нахуй его будет защищать, кто-то, блядь, кого-то еще будет. Я просто в ахуе, блядь. Ну, очевидно, блядь. Нет, самое интересное здесь не это, блядь. Интересно, что, блядь, в этой грязи, так сказать, блядь, сейчас затянутся, блядь, те люди, блядь, от которых мы просто не ожидали, вы будете говорить, блядь, не ожидали, блядь. Вот эти люди будут там, блядь, начиная, блядь, нахуй. И в Башкортостане кто-то появится, и в Татарстане появится. Если уже вот с Узбекистана кто-то появляется, значит и тут появится. Посмотрите. Посмотрите, так и будет. Так. Да, Инстаграм пипец. Я вам скажу. Столько дерьма в Инстаграме, блин. Так.
इसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग एम्बेसी के पास भी कॉल किए थे, एम्बेसी भी कुछ हम लोग का उस तरह से एम्बेसी भी हम लोग का कुछ सहयोग नहीं कर रही है। Ёпта, кто और такие आज हम нахуй? लोग को लास्ट डेट दिया गया था कंपनी द्वारा 30 जनवरी 2025 को। उस चीज 2026 उस चीज को लेकर के हम लोग आज अभी दोपहर के पहले भी आए थे, तो कंपनी के द्वारा बोला गया कि बाकी सारे बिल चले जाए। Пакистанцы, что ли? ठेकेदार लोग गए बात करने के लिए, तो उन लोगों को उचित दबाव न दिया गया, बल्कि ऊपर से उनको दबाव दे करके उनको वापस भेज दिया गया। Navoiy Актау проект. 30 январь 26 год. Пакистанцы или индусы в Узбекистане, в Наваи. Google таржимасы. Перевод. Так. Короче, я как понял, тут он кто-то переводит. Assalomu alaykum do'stlar, biz hozir shu yerda O'zbekistondagi Engineering kompaniyasining Navoiy Aqtov loyihasida turibmiz. Orqamda ko'rib turganlaringizdek, bu odamlarning hammasi hindistonliklar. Ёпта, в Узбекистане даже индусов, блядь, привезли. Пиздец, блядь. Bizning oxirgi 5 oylik maoshimiz berilmay to'xtab qolgan. Bizni 24-yil 31-dekabrdan beri ishlatishmayapti. Pullaringizni olasiz deb kuttirishmoqda. Har safar fakt berishadi, lekin hozirgacha hech qanday natija yo'q. Biz Hindiston elchixonasiga ham qo'ng'iroq qildik, lekin ular ham bizga yetarli yordam berishmadi. Kompaniya bizga oxirgi muddat deb bugungi 26-yil 30-yanvarni aytgan edi. Bugun tushdan oldin kompaniya vakillari bilan borganimizda ular hamma bilan gaplashishdan bosh tortib, faqat 2-3 kishini chaqirishdi, lekin ular ham hech qanday tayinli javob olishmadi. Aksincha, ularga bosim o'tkazildi. Tushlikdan keyin hammamiz birga borib gaplashishga qaror qildik, lekin lagerdan chiqqanimizga bizni politsiya to'xtatdi. Bizga agar yana oldinga yursangiz qamoqqa olinasiz yoki qaltaqlanasiz deb aytishdi. Hatto tarjimon orqali turli tahdidlar qilishdi. Bizning Hindiston hukumatimizdan va barcha sizlardan iltimosimiz shuki, ushbu videoni ko'proq tarqating. Hukumatimiz bundan xabar topsin va bizga yordam bersin. Biz hammamiz hindistonlikmiz, oddiy ishchimiz va bu yerda qiyin ahvolga qolib ketdik. Rahmat. Короче говоря, вкратце. Короче, приехали в Наваи, Узбекистан, какие-то индусы на работу. Их кинули, короче. Не оплачивают несколько месяцев денег, блядь. И вот они вышли на восстание. И, короче говоря, они вот жалуются. Вот такая вот херня. 15 тысяч лайков, 2700, блядь, смс-ок, 610 распространений, 36 тысяч, блядь, отправка, переслали. Какой-то Раин Ашиф, короче, его загрузил. Ну, что я могу сказать, блядь, нахуй? В России, блядь, снег не хотят убирать. В Узбекистане тоже, значит, приехали. Значит, получается, после этого теперь можно тут только, знаете, что поставить? Вердикт какой? Кидают, это понятно, блядь. Узбекистан это как СССР бывший. Московская колония, блядь. Ничем не отличается. Это понятно. В России узбеков кидают, узбеки индусов кидают. Ебанизм полный, блядь. Тут самое интересное другое, блядь. Получается, узбеков, блядь, нахуй, отправляют в Европу,
Вместо них завозят индусов. Ебанутые люди, нахуй, блядь. Самим там что, работать нельзя, блядь? Вот это правительство. Вот поэтому я и говорю, что как можно с этим правительством дальше что-то делать, блядь? Mirziyoyevni yo'qotish kerak nahvoy. Inasini omaga kirgizib yuborish kerak uni, блядь. Chortni, блядь. Hamma o'sha sharashkina kontorasi bilan billa nahvoy. Hammasini qirib tashlash kerak nahvoy, блядь. Вот Андижан встал в свое время, блядь. Сейчас еще раз надо, блядь, перезагрузку сделать. Встать всем регионам, блядь, разъебать нахуй ташкентское, блядь, правительство. Полностью уничтожить нахуй. Как Путина вот мы хотим, вы тоже так же должны сделать, блядь, нахуй. Заебенить нахуй. Индусов нахуй отправить домой и самим работать там. И вам тоже съебаться нахуй из России и работать у себя, блядь. Или езжайте в другие страны, блядь. Вот как-то так, блядь. O'zinglarda xo'jayin emaslar, блядь. В независимом Узбекистане вы сами себе не хозяева, блядь. Нахуя вам индусы нужны, блядь? Они, блядь, нас заебали в России. Теперь к вам везут, блядь. Езди, пиздец. Теперь самое главное. После этого, когда мне начинают говорить, блядь, Узбекистан же независимый. От нас, ну, типа, мы сами по себе, Россия сама по себе. Разбирайся в своей России сам. Мы-то при чем тут? Вот теперь вот я вас поймал, так сказать, на вашей ошибке. Вот именно вы не отдельные, нахуй. Вы вместе. И такое впечатление сейчас у меня появляется, что у вас оптом, блядь, нахуй, как из пидорасии сказали, мы сейчас возьмем, блядь, 1,5 миллиона или миллиарда, блядь, индусов на земле, из них, допустим, возьмем, давай-ка, 100 миллиардов индусов и распределим по России, там, по Казахстану, по Узбекистану, сейчас раскидаем. И все, они согласились, да, мы же ОДКБ, блядь. И вот все. Все. Получается, блядь, нахуй вам сейчас завезут столько, блядь, там в России там 1 миллион скинули, пару миллионов в Казахстане оставить, пару миллионов в Узбекистане. Вот ебашьтесь нахуй вместе. Работают пусть они у вас. Вот как-то так. Потому что их они оптом купили уже, блядь. Куда они уже, блядь? Отдали деньги нахуй. Привезли их, блядь. Все, они будут работать у вас теперь. Вместо вас. А вы ходите, вон говно пинайте нахуй без работы. Так что вот как-то так. После этого ответ ясен, что Өзбекистан правительство с Казахстаном хаммасы пляшет под Москву. Все, это уже доказательная основа, блядь. Уже все, это не отмажетесь нихуя, блядь. Mana shu to'g'ri bo'lib chiqyapti hozir. Такой видео, я же говорю, YouTube'dan ham Instagram zo'r ekan hozir, блядь. В Инстаграме вся правда вылазит, нахуй. Вот прям свежее вылазит, сука, чем в Ютубе даже, блядь. Мне понравился Инстаграм, блядь. Вытаскивать новости, блядь. Пиздец. Так. Вот опять, блядь. Когда это вышло, я не знаю, конечно. 2 дня назад. С сегодняшнего дня в Узбекистане запрещено ездить на «Жигули», «Волга» и «Москвич» до 1976 года выпуска. Все, ломают машины. Ах, как они любили эти, блядь, 6-ерки, 7-ерки. Они любили все узбеки ездить. Ну, вот такой тарантачки, нахуй. Все, теперь ломают. С 1 февраля вступили в силу новые требования к эксплуатации транспорта. Автомобили, выпущенные более 50 лет назад, больше не допускаются к участию в дорожном движении и не подлежат регистрации. Само собой. Хватит уже ездить, блядь, на Шурик, на машиналары, да, блядь. Өтіп кетті у заман. Тоже мне. Чё это?
Поэтому. Вот дальше идем. Ну, что-то вот теперь вот про Узбекистан ковырнул, про Узбекистан идет теперь. Гражданство Узбекистана. Знание узбекского языка станет обязательным условием с 26 года. Так что учите узбекский язык, кто не знает. Узкожопые в Узбекистане понаехали релаканты ебучие. Так что учите узбекский язык. Кабинет министра Узбекистана постановление от 28 января 2026 года ввел систему определения уровня владения узбекским языком для иностранных граждан или лиц без гражданства. С 1 апреля 2026 года наличие квалифицированного сертификата по узбекскому языку не ниже уровня B1 будет освобождать от государственного языкового экзамена при получении гражданства. О, блядь. Теперь, суки, узкожопые, будете сдавать узбекский нахуй. Будете учить пидорасы, блядь. И вам преподавать будут наши узбеки, узбекский язык, блядь. Дрочить вас будут нахуй, блядь. Узкожопые, блядь. Поняли, да? Вот в Башкортостане, Татарстане то же самое будет. B1, B2, нахуй будете учить, сучки. Экзамены по уровню А1, А2, Б1 начнутся с 1 марта 2026 года, а по уровню Б2, С1, С2 с 1 марта 2027 года. Организация займется агентством по оценке знаний и квалификации. Экзамен стоимостью $50 США можно будет сдать онлайн через платформу. Экзамен на знание узбекского языка. Никакие eshitib qo'yinglar, никакой взятка olmanglar. Tushundinglarmi? O'rislardan особенно. Никакие взятки не брать. Pul olmanglar. Itarib nahу o'zbek tilini o'rgatinglar. Tushundinglarmi? Sikkib o'rgatinglar nahу, блядь. Надеюсь, поняли, да? Og'ziga lash qilib yuboringlar nahу. Lash. Tushundinglar, a? O'shangacha, блядь, чтоб, блядь, сорта их нахуй, как говорится, как это, выпадала, блядь, сперма, нахуй, переполненная, блядь, чтобы учили узбекский. Поняли, да? Так. Идем дальше. Смех, блядь, я же говорю, это пиздец, нахуй. Кинул, блядь. А, вот, блядь, Павел Железняк, ёпта. Сейчас его видосик покажу, если он не удалил его. Я его увидел сейчас, блядь. Где он там, блядь? Про тех обоссанных, блядь. Сейчас покажу. Если он здесь не удалил. Нет, у него было в этом. Я не знаю где. Нет, не здесь, значит. Ладно, нет, не могу найти. Ну, прикольно, короче. Так. Ни хрена, блядь, время 4 утра, блядь, охуеть. А как так время так быстро прошло? Или что, время перевели? Да не может быть. Короче, все, отбой. Короче, думаю, что за тишина такая стала, блядь. А что так они поздно легли сегодня, блядь, черти, шайтаны, соседи, блядь. И этот, Туганар, короче, на связи. Будем закрываться, потому что очень много, я забыл, надо было вырубить, ну ладно уж, 4,5 часа, блин, на эфире, охренеть. Все, надо идти спать, потому что завтра у меня отметка, и мы же как бы как в обезьяннике живем, блядь, отмечаться надо. Страна обезьянник, блядь. Отмечаешься каждый, блядь, четверг, блядь, не отмечаешься, нахуй. Штрафные санкции, блядь, нахуй. Снимает, блядь, те деньги, которые тебе дают, блядь, за этот, ну, за то, что на твою жизнь, которую они дают, это они будут снимать, если ты не отметишься, блядь. Поэтому мне надо встать, нахуй, к 10 часам надо хотя бы чуть-чуть поспать, блядь. А то хуй станешь, блядь. Так что прикольно было сегодня. Почитали, короче. Будем потихоньку делать эфир. Иншаллах. Главное, я вам в начале эфира говорил, подпишитесь на все мои каналы. Вот зайдите на мой YouTube канал, TikTok, везде. Подпишитесь на мои каналы все, вот прям, которые у меня есть. Будет идеально, чтобы у меня был запасной вариант, откуда я выйду. Вот, если вам не трудно, подпишитесь на все каналы. Вот, еще раз покажу вот то, что открыто. Вот Ялнагасыр, там 37 человек. Еще 13 человек, если подпишетесь, будет 50. И у меня откроется эфир. Может быть. Потому что YouTube говорит, 50 человек наберешь,
эфир открывается. Так что, если кому не трудно, 13 человек, подпишитесь вот в этот Татар Башкорт Янагасыр. Новый век, так сказать. Там 37. Туда зайдете, там увидите по ссылкам другие каналы. Туда тоже можете подписаться. Ну, что от вас, как говорится, это не убудет, как говорится, подписка. И чтобы у меня канал был. А то этот бахнут сейчас опять страйками, блин. И к утру опять заблокировано будет. Проснешься вон в 12 утра. Точнее, блядь, обеда, блядь. Смотришь, а у тебя этого нету. Канал заблокированный. И самое главное, блядь, какой-то дебилизм вышел, 16+, блядь. Блядь, мне кидают какую-то дичь, как будто мне 16 лет, блядь. И то, что я не имею права вести канал, блядь, мне какой 16 лет, там у меня возраст, все указано. Вот такая хрень прилетает мне, блядь. Тупые страйки, блядь. 16+, блядь. Шындыхан, душлар, ярар, 9 человек и 17 в ТикТоке. То на щеку. Кто-то ломится мне. Короче, закрываемся. Посмотрим в Ютубе, сколько было людей.